Так. Так. Ибраим подключился. Масир Бюстиквел. Нас валикум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Надеюсь, меня слышно, видно. Если не слышно, не видно, дайте знать. Так, как работаешь? Можем вам, когда эта функция будет доступна. Так. Валикум ассалам. Кот, кепка, Абибас. Абибас, я Адидасио. А ну не оскорбляй мою кепку. Молле форма ее. Хейдек дубаца дизер. Так, сейчас у нас потихоньку люди собираются. Ибраим, ютубы, там что там еще подключаешь в рутуб, подключить инва, мобильная хайта. Так. Так. Ну что ж. Друзья, итак, мы в эфире. У нас прошлую неделю мы с вами встречались, обсуждали один документ. Некоторым представители поставили под сомнение данный документ. Об этом документе мы еще поговорим. Вот этот документ. Вот этот документ, чтобы было видно. Здесь, чтобы было понятно, данная работа и люди, и обращение, которое было написано в 1991 году, если я правильно понял, 23 числа, за номером 5. Здесь есть определенные фамилии, которые я в прошлый раз не зачитал. Я хочу ознакомить, что данное обращение было написано не одним человеком. Сколько их было и кому они относились, я хочу вас ознакомить. Поскольку потом я вас познакомлю с некоторыми документами. Дело в том, что некоторые люди немножко не понравилось, что данный документ, который прослеживают данную проблематику, начиная с 1916, то есть дореволюционный период, дореволюционный период, и сейчас то, что 1916-18 проходит еще, грубо говоря, 83 года. После этого они обращаются, как вы знаете, в 1991. Потом проходит еще определенное количество времени, и сегодня уже проходит 30 лет. Опять же, мы сталкиваемся с данной проблемой. Сегодня я имею в виду, постарел, бумага и некоторые буквы размыты. И чтобы еще было понятно, если я пропускаю какой-то кусок, чтобы вы понимали, это не из-за того, что, видите,
куска нету. И здесь нету пару страниц. Вот на этом документе нету пару страниц. Но то, что я зачитываю текст, он в полное вот обращение. Потом у нас идет, первое идет обращение, второе, опять же, идет обращение. Впервые публикуются здесь две карты 1840 года и 1903 года. Эта статья опубликована, и автор этой статьи Лечи Салигов Уарстхо. Я не знаю, ныне он живой или не живой. Если живой, да, Мукшмеш Вахуат, он может подтвердить данный документ. Если же Дин Ваца дал Гештуат, он дал Дералват. Но если второй документ, непосредственно опубликованный, за который я зачитаю, не был, еще раз повторюсь, написан от лица одного человека, то первый документ, здесь я их обязательно повторю и зачитаю. Почему? Потому что непосредственно некий вокстаг с этого эфира, вы знаете, у нас был подключен телеграм-канал, и во время подключения телеграм-канала зашел человек, как раз попал под момент, когда я зачитываю о проблеме псидаха и псидахцев, которые проживают там. То есть проблеме чеченцев, которые проживают ныне, получается, в анклаве, да? Вот такое, более такое понятное, чтобы было. Но мы рассматриваем в контексте только истории, чтобы было понятно, никаких политических там подоплек всему этому нет, только история. Поскольку этот человек опубликовал, потом сказал, что якобы я занимаюсь провокацией, что этот документ вчера во время эфира он поставил под сомнение документ, хоть сам он, этот человек, точно так же публикует выдержки из различных газет. Я точно так же публикую выдержку из газеты, из документа. Это официальное обращение. Здесь есть 9, 18, 27, 33 человека. Из этих 33 человек, по информации, которая у меня сейчас есть, живых остались 3 человека. Остальных уже в живых нету, чтобы вы понимали. Но 3 человека из этих 33, они остались живыми. Так что если кто-то ставит под сомнение, что данный документ был, что эта информация не подтверждена, то есть она прошла рецензию этих 33 человек, в том числе и арстхоевцев, чтобы было понятно. И вот почему не понравился этот документ и в чем проблема? Вы можете сказать, в прошлом эфире мы же обсуждали. Проблема в том, что они ставят под сомнение вот выступление Тарко Хаджи Горданова и Юсупа Мулы из Сагапши. Вот выступление этих людей, то есть и вот этого материала о том, что Псидах был ущемлен в своих земельных наделах, вот в этом он ставит сомнение. Поэтому давайте сейчас я быстро зачитаю. Сейчас у нас вы пока можете готовить вопросы по данным документам, достоверности или нет, мы ответим. Ибраим, ты включил телеграм-канал, скажи мне. Любой человек, тот, кто хочет поговорить об истории, о нашей культуре, истории, географии, взаимоотношениях, может нажать кнопку с камерой внизу в инстаграме прямого эфира. Само собой, лицо показывать обязательно, если он чем-то хочет поделиться или дополнить, или опровергнуть, что данный документ является недостоверным, или все неправда, что это ставит под сомнение, он должен... Ты зайдешь? Да, сейчас я постараюсь зайти, чтобы наш телеграм-канал тоже был подключен. Просто... Так. Сейчас мы постараемся. Главное, чтобы он у нас подключится. Так, он подключился. Сейчас постараемся зайти. Так.
Сейчас постараемся присоединить. Что-то долго грузится сейчас. Если человек вдруг хочет зайти и культурно пообщаться, вопросов нету. Если вдруг вы хотите поговорить и довести какую-либо информацию о том, что через аудио непосредственно, вы можете зайти на наш телеграм-канал и там задать аудио вопрос. Ва алейкум ассалам. Если же вы хотите просто письменный вопрос задавать, вы можете задать его в Инстаграм или же на YouTube-канале. Ибрахим его обязательно перешлет к нам. Я так, как говорится, так. Что-то не так. Сейчас попытаемся быстро наладить. Ибрахим, отключиться один, давай я подключусь. Что-то он у меня не подключается. Так, заново. Сейчас. Дайте минуточку времени. Мы попытаемся... вот у меня еще он не подключен. Все нужно, все, понимаете. Для вашего региона нет, все нужно покупать. VPN нужно покупать. Это нужно покупать, все нужно покупать. Каждому по отдельности города Азмаялок выйти, завершить трансляцию, завершить. Сейчас начать трансляцию. Соединение. Все, мы включили. Телеграм-канал тоже мы включили. Теперь мы трансляцию проводим по Ютубу, Инстаграму и Телеграму. В любом момент вы можете зайти и задать вопросы, или же дополнить, или же и так далее и тому подобное. Аллигатор запрос принял. Вот. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Alhamdulillah, deyler yetim səhərlilik dadı oxuşdu. Так, сободел, сейчас принять. Теперь вот тебя алмадуй. Делай это. Хорошо тогда. Сейчас я буду некоторые документы. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Вежри, Шунхайт Бах. У нас идет прямая трансляция через YouTube, Рутуб, ТикТок, Инстаграм и Телеграм. Так что у нас не чисто Телеграм. Как обычно, мы объединили все в один единый центр информационный. Сегодня будем ознакомливаться с различными документами. Если у вас есть вопросы, как всегда, дополнения, я вам микрофоны включил. Сун аль-ар, сун дополнить даль-ар, сун харха, вожха, если есть желание, я вообще говорю. Все как всегда, но все в рамках культурного общения. Все как всегда, чтобы у нас было красиво. Мечтуй. Так. Итак, друзья. Телеграм чабиш рез душу? Все тогда. Все, тогда давайте я зачитаю еще раз документ, с которым вопрос есть. Живые свидетели, подписавшие этого обращения. Да, есть 3 живых до сих пор свидетеля, которые написали вот это вот обращение в 1991 году
23 числа. Из этих 33 человек в живых осталось только 3 человека. Ассаламу алейкум, братья чеченцы, от братьев Лезгин, Лезгина и процветания всей души. Братьям Лезгинам пламенный салам от братьев Нохчи. 3 числа 1991 год, НИСО, 7 страница. Обращение к историкам, народным депутатам Верховного Совета ЧИР, Чечено-Ингушской Республики, Советом старейшин Мехкел, Чечни и Ингушетии, чеченцам и ингушам, дорогие братья, к вам обращаются жители Дюлка. Дюлк это на чеченском языке, по-русскому это будет Псидах, чтобы все знали. Селение Дюлка, Псидах, Малгобекский район, обеспокоенные будущим и будущего поколения и во избежание инцидента. Легче предупредить пожар, от которого может быть немало бедствий. Наша сегодняшняя тревога не без основания. И здесь начинается исторический экскурс, когда это все началось, чтобы вам было понятно. В 1916-1918 году под руководством Тарко Хаджи Горданова и Юсуп Муллы из Сагапши имело место попытки выжить Дюлкхай из общего места. Выжить значит прогнать, убрать, сделать все, что угодно, но чтобы псидаховцы с Дюлкюрта покинули эти земли. Запомните дату, 1916-1918 год. Под руководством Тарко Хаджи Горданова и Юсуп Муллы из Сагапши. Так говорится в этом документе. И это знак благодарности за проявление братства и выделение территории для поселения ныне расположенных сел Инарки и Сагапши еще до второй половины 19 века. Первый Дюлкхай поселился в селении Псидах более 400 лет назад, когда здесь жили кабардинцы, Гебертлай и карнагайцы, а ингуши и тем временем на плоскости ингуши в те времена из плоскости и в памяти не было. И по историческим данным не было ни одного ингушского поселения не только на территории Малгобекского, но даже и Назрановского, и Сунжинских районов. Речь идет, когда поселились первые псидахцы на это место, когда там находились кабардинцы и карнагайцы. Речь об этом конкретно идет. Даже Назрановского и Сунжинского района. Чеченцы-псидахцы приняли ингушей, сагапшинцев и инаркинцев как братьев, когда их притеснили царская власть и казачество. Но зато теперь выходит все наоборот. Особую тревогу и озабоченность вызывает недопонимание инаркинцев и сагапшинцев, что псидахцы с боем отвоевали свою территорию в 1956-1957 года. Тогда, как первые отсиживались в кабардинских селах и вернулись только тогда, когда псидахцы уже заселились в все свои дома. Точка. Отдельные жители Инарки и Сагапши в 1956-57 году жили у псидахцев, пока не остыла и не стабилизировалась обстановка. То есть Дюлкхай приняли во второй раз своих братьев. Братьев ингушей имеется в виду. А теперь псидахцы оказались пришлыми без земель и в гостях у них. Мы долго молчали, не желая выносить... выносить территориальные вопросы на общее обсуждение, хотя третьей части Инарки и Сагапши застроены на псидахской территории с 1960 года, и совхозы, расположенные в их селах, занимают наши пастбищные угодья, принадлежавшие псидахцам. Псидахцы организовали в своем селе свой колхоз. Не забывайте, что данный документ за 1991 год, чтобы было понятно. Свой колхоз. Более 7 месяцев существует колхоз.
но до сих пор не установлено земельных границ. Жители Инарки и Сагапши не проявили чувство братства, добрососедства и взаимного понимания, оказывают сопротивление. Здесь нету куска дальше, не знаю, что там. Сопротивление и возвращение даже частично ранее принадлежавших нам земель. Руководители района и республики оставляют этот вопрос здесь опять куска нету, не обращают внимания на наше обращение и оставляют его без внимания. Накал обостряется. Мы вынуждены поставить этот вопрос о земле на ваше обсуждение. И дальше идет самое важное. Мы мирные жители. Мы не хотим вражды, но мы хотим справедливости и правды. Мы готовы принять ваше решение, о чем и подписываемся от имени и по поручению жителей сел. И теперь я перечисляю вам это обращение, от кого оно. В прошлый раз я не зачитал, возможно, это и является моей ошибкой, и люди подумали, что один человек написал обращение, и это филькинограмма. Нет, это официальный документ, и это обращение. Вот. Так, собор делаешь. Что ж с тобой так случилось? Так. Так, все. Он в Инстаграме еще? Все. Я зачитываю дальше. Так, все, слышно меня? Да, идет эфир, слышите меня? Меня слышно? Слышно идет эфир? Раз, Во, хайшуй, Ибраим. Телеграм черниш, со хайшуй. Так, сейчас, минуточку. Вот так бывает, когда сразу все объединяешь, он не тянет, сил не хватает. Рустам, хайшуйсо? Раз, два, три, четыре. Все. Главное, чтобы было слышно. Итак, я зачитываю вам людей, которые было... Руки поднимите, я включать буду. Да. Рустам, если кто руки поднимет, включай. Теперь я зачитаю, кто вообще входит и сделал это обращение, и кто с этим обращением согласен. Совет старейшин. Мулла. Ясиев ХД. Так и написано, Мулла. Зам Муллы. Второй. Алироев НЦ. Сахатов НД. Член старейшин. Бельтоев СА, член Совета старейшин. Атаев АД, член Совета старейшин. Богатырев Х, член Совета старейшин. Чантиев ЗМ, член Совета старейшин. Катоев БХ, член Совета старейшин. Алироев СХ, член Совета старейшин. 9 человек – это Совет старейшин. Продолжаем дальше, на этом не заканчивается. Народные депутаты Малгобекского горсовета. Первый – Чинхоев АБ. Второй – Катоев ММ. Третий – Гендергноев АА. Четвертый – Терлоев СМ. Пятый – Эскиев МХ. Шестой – Катоев АА. Седьмой – Есаев МЗ. Это народные депутаты, подписавшиеся под этим обращением, подтверждающие полностью каждое слово, которое я зачитал вам в данном документе. Третье – народные депутаты Псидавского сельсовета. Эрсиноев АГ, Катоев СС, Катоев РЮ, Исаев Ш, Гордалоев СС, Гуноев ГГ, Дышниев ЛН, Чантиев РМ, Салтукаев БМ. Народные депутаты Псидавского сельского совета 9 человек. Члены правления колхоза имени Дуды Энгиноева. Богатырев РМ, Пешхоев ММ, Салтукаев БХ, Энгиноев АХ, Энгиноев СН, Гордалоев СН, Сычоев РИ, Узиев РС,
Чертоев УА 9 человек. Итого вместе взятое 33 человека, подписавшиеся под этим обращением и опубликовавшие официально ко всем историкам, депутатам Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики, Советам старейшинам Мягкал Чечни и Ингушетии, чеченцам и ингушам. Вот это обращение, вот этот документ, чтобы было понятно. Ничего Башлам от себя не говорит. Это исторический документ, который, вы говорите, якобы является фальшивым и так далее и тому подобное. Дальше идет обращение, чтобы было понятно, здесь несколько фамилий, которые идут непосредственно от самих арстхоевцев. Здесь Малгобекский, как вы увидели, народные депутаты Малгобекского горсовета. Здесь они все есть. Это еще 91 год, чтобы всем было понятно. Здесь есть впервые опубликованные карты. Они приводят в качестве подтверждения тому, что и Сунжинский, и часть Малгобекского района были, есть и остаются чеченскими. Вот эта карта, чтобы было видно. Это карта Чеченской автономной области, чтобы было понятно. Так, в данной ситуации вот здесь, видите? Часть Малгобекского района, все эти 7 сел, которые сегодня оставлены, которые были спорны во времена Джахара Дудаева и Руслана Аушева, да, по границам имеется в виду. Эта часть вся полностью принадлежит на тот период. Она вошла в состав Чечни добровольно в 1929 году. Вот эта карта. Они в качестве доказательства ее приводят. Это первое. Второе. Само собой, они приводят вторую карту, поскольку можно сказать, что это карта Чеченской автономной области, и она 1930 года. И она напечатана, опять же, русскими или чеченцами и так далее. Поскольку могут сказать, что это недостоверно. Но есть карта Кавказской войны на английском языке за 1804 год. Само собой, эту карту я публиковал, доводил до вас. Эта карта с выходом вплоть до Каспийского моря, которая принадлежит чеченцам. Здесь на всей территории вот этой записано Чечения, чеченцы. Вот. Вот Ингушетия, за пределами Чечни, чтобы было понятно. Вот здесь Ингушетия. Вся северная часть, мы граничим здесь непосредственно только с Малой Кабардой. Это 1804 год. Ингуши находятся только в нижней части, в северной части никаких ингушей на период 1804 год нету. А в то время псидахцы там уже живут. И живут давно, еще до этого. Поэтому эта карта опубликована. И теперь, чтобы было понятно всем людям, которые говорят, что якобы этот документ, зачитаем вторую статью и обращение, я быстро закончу тоже. Обращение как раз таки арстхоевцев. У Арстхоев. Статья принадлежит арстхоевцам. Впервые публикуют две карты Чечни 1840 и 1930. Хотя здесь написана карта 1840, здесь же на английской карте указывается, что это карта военного времени 1804 года. Публикую все эти материалы. Я руководствовался только единой идеей, одной мыслью, чтобы понял ингушский народ, и на основе адата и шариата и исторической истины, исторической правды остановили своих провокаторов. Еще раз повторяюсь. Документ 1991 года. Никаких чеченских провокаторов, никто из Чечни не публиковался, никаких блогеров, никаких историков и никаких политических деятелей того периода, которые в 1991 году бы противостояли против своих братьев, на тот период и не существовало. Не было их, физически не было. Однако в этом документе мы видим обратное. С другой стороны, точнее обратно, провокаторов. И чтобы увидели, куда толкают обезумевшие корыстные, что делаешь? Корыстью дуиза. Обезумевшие, корыстные
обезумевшие корыстные вожди, они уже почти достигли и близки к тому, чтобы разъединить наш народ на два народа, если у них это получится, и на три. И на три. Понимаете? Поэтому, что вам ничего не напоминает? Разделение один единый народ на два или же на три. Это статья 1991 года. Еще раз повторюсь. Вам ничего это знакомо не становится, которому мы до сих пор предупреждаем, говорим, для чего сегодня пытаются отделить, разжигать вот эти местечковые сепаратистские разговоры, якобы, что это тэп отдельно, мы чистые, вы грязные. Это делается целенаправленно для того, чтобы раздробить единый чеченский народ на несколько частей. Первый народ это чеченцы, второй народ это ингуши, а третий, здесь речь идет конкретно, пишет сам Остхойцев, они пытаются тем самым под этими провокациями сделать отдельный народ Остхойцев, третий народ. Вот кого он имеет в виду. Так, я хочу... Так. Дальше. На 3. Хотя мы знаем о том, что у нас единая религия и единый язык, сегодня закружились голову даже у некоторых сердобольных стариков за 1991 год. Речь идет о 1991 году, чтобы вы понимали. У некоторых стариков, например, из Сагапши, которые не помнят точную границу псидавских земель, я хочу, чтобы мудрые, честные, сердобольные старики Ингушетии сказали провокаторам: остановитесь, если мы хотим честности, порядочности по отношению к себе, и прежде всего должны быть честными и порядочными ко всем и со всеми, и прежде всего по отношению к своим братьям чеченцам миллионной Чечне. Чеченцам и миллионной Чечне, и которые, несмотря ни на какие несправедливости с нашей стороны, продолжают быть с нами везде и во всем, поддерживать нас на всех уровнях. Ничего вам не напоминает? Миллионная Чечня поддерживает во всем и во все, везде, где нужно. Это период 91 год. Картина фактически один в один даже порой, как и есть на сегодняшний. И поддерживает, и говорит о братстве. Дальше. Нас во всех уровнях. Помните, поддерживает нас на всех уровнях. Помните, что когда был 100-тысячный митинг в Назране, как нас поддержали наши братья, участвовали рядом с нами, как выступали из колонного кремлевского зала в защиту ингушей чеченец Саламбек Хаджиев, Супьян Автарханов, как добивались возвращения священных ингушских земель Руслан Хазбулатов, тот самый Руслан Хазбулатов, которого после смерти пытались некоторые нарнийские утырки оскорбить или задеть. В 91 году все говорят, что Руслан Хазбулатов, наоборот, таки очень сильно защищал и пытался помочь возвращению пригородного района. Вспомним, когда мы стояли на митинге, лидеры Чеченской партии справедливости в это время в городе Нальчике собрали сессию АГНК, представители всех народов Северного Кавказа и Абхазии, где осетинская делегация признала законным право ингушского народа на исконно ингушские земли пригородного района и признала этот район ингушским. Остановитесь. Когда мы выживаем чеченцев из Псидаха и Сунжинского района, лжем, выдавая за чего хотим, так здесь написано, лжем, выдавая то, чего хотим, за историю и истину, подтасовываем исторические факты, заявляем, что Сунжинский район это ингушские районы, это мы забываем
слово пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, что тот, кто лжет, тот не мусульманин. Ну, тот, кто лжет, он не из моей умы. Так, если правильно сказать. Таким образом, претендуем на чужие земли, обманывая сами себя, мы теряем Аллаха. Остановитесь, ну здесь большими буквами, теряем Аллаха, остановитесь. Если сейчас не остановитесь, то мы потеряем единство, самое святое братство. Аллах предает своих братьев, святое братство Аллаха, предавая своих братьев в пригородном районе, живущие под оккупацией сталинистов осетин. Давайте не забывать, что если мы хотим справедливости, здесь нету куска, отношение к себе и сами быть справедливыми. Здесь просто большого куска нету. Доброта наших живут в Грозном проживает до 30 тысяч ингушей, здесь пишут на тот период. В одном Грозном имеется в виду, в Грозном проживает до 30. Живут, начиная от предсовмина Бекова до Гадабошева, у которого 128 из 130 заммагов ингуши. Из Бзабазов 5 ингуши. Остановитесь, если, я имею в виду здесь речь перечисления на каких самых хороших местах. Первый секретарь Роскома пойдет по пути первого секретаря Сунжинского РК КПСС, если представитель ВСЧР пойдет по пути представителя Сунжинского райсовета, будет ли это справедливо? Тем более, когда провокаторы дерутся, то у безвинных чубы летят. Я публикую 2 исторические карты 1930 года и английскую карту 1840 года, на которых хорошо видно, что граница Чечни даже в тяжелые военные времена выходила к Каспийскому морю, и беженцы оттуда, чеченский народ, чеченский род, Теркхой по сей день живут, расселившись по всей Чечне. Может, хватит крови на нашей древней многострадальной земле. Также хорошо на обеих картах видно, что Сунжинский район всегда был в составе Чечни. Автор статьи Леча Салигов Орстхо. Вот 2 документа из вот этого обращения. По году, по дате, чтобы было видно. Вот я вам зачитал и ознакомил вас. Скажите мне, пожалуйста, конечно же, я дальше карты я опубликовал у себя на странице, я вам сейчас это и показал. Я бы и зачитал и дальше. Здесь очень интересно, здесь момент во время имама Шамиля, но, к сожалению, начала у меня нету. Когда я найду полную версию, здесь отсутствует несколько страниц, а я ее найду обязательно, иншаллах. Мои подписчики очень в этом вопросе всегда могут подсуетиться. Я думаю, что у псидахских братьев, да и у малгобекских наших астхоевских братьев должно остаться это обращение, потому что если в Чечне была война и не сохранились данные документы, то у них-то оно должно быть. Вот. Остальное потом мы вас обязательно с этими документами ознакомим. Конечно же, чтобы доведем до всех, чтобы всем было ясно и понятно. Сейчас я готов ответить на ваши вопросы, если таковые есть, вот, и объяснить вам, почему же речь идет, мне пришлось 2 раза зачитать данный документ, почему я поднял этот вопрос. После нашего эфира, Бяхмабилыш, после прошлого эфира меня один из подписчиков телеграм-канала написал, что я якобы занимаюсь провокацией. Из-за чего? Из-за того, что я зачитал документ. Стоп.
Сейчас хочу вам пояснить еще один момент. Почему же? Я зачитал вопрос, вы можете сказать, но это документ 91 года. Сейчас в данной ситуации псидавцы живут в республике Ингушетия. Абсолютно верно. Речь не идет об отторжении территории, ни в коем случае. Речь идет о земельных наделах селения Псидах, Дюркюрт. Ладно, я не вмешиваюсь, там какие-то у них поземельные границы с сельское поселение, то, что их зажимают, фактически нету мест для размножения, а если должны покупать, то уже не выдают, не продают участки для наших псидавцев, да? Вопрос не в этом. Вопрос в другом. Вопрос как раз таки в 2018 году, 2018-2019, в этих годах, когда еще был Юнусбек Евкуров главой Республики Ингушетия, нашим братьям-псидавцам критически не хватало места для захоронения Кешникерт, для захоронения мусульман, которые на протяжении 400 лет проживали там. Если бы их земли оставили такими же, допустим, как были во времена Малой Кабарды, им земель вот столько бы хватило, и чтобы своим детям купить и расселить их, и расширить свое село, и пасти скот, и так далее, и тому подобное. Но, однако, произошло так, что Бек-Черкасский продал земли царской России. Царская Россия начала заселять эти земли, и туда начали заселять казаков. Есть статистические данные, начали туда заселять тех же ингушей, расселять там же и арсхоевцев, да, грубо говоря. Переселять неправильно будет все-таки, расселять по территории. И было, Малгобека в то время нет, города Малгобек нету. Это место называется Псидах и Псидахский район. Чтобы было понятно, изначально это был Псидах и Псидахский район. В 1934 году появляется город Малгобек, и уже потом появляется Малгобекский район. Чтобы было понятно. И только в 1934 году на этой территории, эту территорию объединяют с ингушской автономией. До этого и эта часть Малгобекского района и Сунжинского района, они все находятся в составе Чеченской автономной области. Чеченской автономной области. Не Чечено-Ингушетии, а Чеченской автономной области. Сунжинский казачий округ находится отдельно, вне чеченской автономии и вне ингушской автономии. Чечня, Кабарда, они вышли из Горской республики. Абсолютно верно, когда некоторые из представителей соседнего истеблишмента, которые занимаются историей, исследованием, указывают, мол, якобы чеченцы, когда выходили из Горской республики, не претендовали на земли Сунжинского казачьего округа. То бишь, она наша, мы панику не поднимали с казаками, они говорят. И мы вышли добровольно с теми землями, которые объединились в общую Горскую республику. Это верно. Но вот только вот в этот момент они забывают сказать, что когда уже распадалась окончательно Горская республика, и ингуши вышли оттуда, не претендуя ни на какую часть Сунжинского казачьего округа. Сами же, вот эта часть Сунжинского казачьего округа, часть, прошу не путать, она доходила и до Владикавказа, доходила и до Петропавловки, Ильиновки, Чуртова, Ног-Чучу. То есть это место было, которое забрали у чеченцев и заселили туда. Был редут построен по реке Сунжи, это вторая кордонная линия, со времен Ермолова. Туда заселение, прошу путать, не вот этот маленький кусочек, который сегодня пытаются нам указать некоторые люди. Якобы там они указывают, что Ингушетию разрезали на две части и заселили между ними терских казаков. Абсолютно верно. Только вот они не ингушей разрезали только, а разрезали они всю территорию, начиная от Терского хребта, который находится в Чечне, от селения Ильиновка, Петропавловка, крепость Грозная и дальше Самашки и так далее, вплоть до по реке Сунжи до Владикавказа. И я вам покажу сейчас. Вот карта. Вот карта.
Огромная благодарность моим подписчикам. Сегодня мы приобрели еще вот эта карта. Всем видно? Вот, да? Вот эта карта. На этой карте четко, чтобы было вам видно. Смотрите. Видите вот этот белый кусочек? Вот этот белый кусочек. Видно, да? Вот этот белый кусочек, вот где находится, это у нас Владикавказ. Смотрите, вот Владикавказ. Видно? Сейчас подождите, чтобы было более хорошо видно. Я вам сейчас покажу. Так. Так, где моя указка? Указака. Соболел. Сейчас мы вам покажем. Треугольник, который якобы разрезает Ингушей, чтобы было понятно. Вот куда доходит этот треугольник. Всем видно? Видно? Вот черленая. Вот. Вся вот эта белая часть, вся, вплоть до Владикавказа, вот, отсюда до Моздока, вот вся местность, белая, вот эта вся белая часть, это земли, заселенные гребенскими терскими казаками. Отобранных, отвоеванных, называйте как хотите, чтобы было понятно. Земли горского населения, состоящие в военном народном управлении. 1868 год. Это официальный документ. Чтобы было понятно. Чтобы было видно, вот третье, да? Вот третье. Да? Смотрите. Вот третья часть. Здесь вообще вот третья, вот третья. Посмотрим, кто у нас третья. Какой это округ? Ингушевский. И к ингушевским землям не относятся вот эти земли, чтобы было понятно. Да? А теперь поясню вам, почему я говорю это так. На тот период 1868 года как раз таки эти земли, которые я вам указал, были заселены терскими казаками. Потому что царская Россия выкупила часть земель у Бека Черкасского. Седакцы выкупили землю у Бека Черкасского за свои. С этого села все люди отдали все серебро, все золото, которое было у них, и свое селение выкупили они. И после появляется там, начинает царская Россия, распределяет эти земли между терскими казаками, потом туда подселяются дальше ингуши и так далее и тому подобное. Расселение. Статистические данные есть уже ближе к 1898 году. Превалирующее большинство там становится уже не столько кабардинцев, да, а становится там ингушей. Отдельности идут ингуши, отдельности идут карабулаки, отдельности идут русские, отдельности идут чеченцы. Эти списки есть в разные годы по разным числам. Они заселяются, поселяются, земли под пастбище и все остальное. 1916 и 1918 год, чтобы было понятно. В то время эти земли, туда подселяются остальные, соседи спускаются с гор, северной части, туда селятся псидаховцы не против, рядом селятся братья ингуши с одной стороны, с другой стороны. Ингуши, арстхоевцы и так далее и тому подобное. Никаких проблем с этим нет. С 1916 какая проблема, опять земли сжимаются, опять пастбище не выдается. Мы создали колхоз, но границы не ставятся. Официальная власть на это внимание не обращает, и получается проблема. Но в то время еще можно было задействовать, поскольку это была Чечено-Ингушская республика, можно было задействовать какие-то силы из Грозного, центра.
В 1994 году мы видим трафареты, где написано «Селение Псидах Чеченской Республики». Они оказываются в анклаве, оказываются отдельно. Что происходило там в этот период, говорить и обсуждать, в принципе, я думаю, многие знают. Под выдуманными предлогами туда отправляют под разными зачистки и так далее и тому подобное, что там сопротивление, что там оружие и так далее. Комендантский час забирают, не забирают. Псидаховцы, как всегда, отстаивают свои территории, свою идентичность, дерутся, где-то сажают, где-то бывает даже каким-то образом бывает и убийство под различными предлогами. Это все было, это никто не оспаривает. Но это история. Это было и на нашей территории, но не было притязания, допустим, к определенным. Вот эти сказки о том, что якобы русские в Рязань, ингуши в Назрань, вот это как раз таки была выдуманная тема, чтобы вот противопоставить. У нас не было, нам не к чему было показать, что мы делаем по отношению к своим братьям то же самое. Такого не было, альхамдулилля, и это хорошо. Возникает другой вопрос. К Евкурову он дает земли, люди обращаются, Инусбек Евкуров, за это ему, конечно же, именно за это ему огромная благодарность, он выдает псидахцам землю под могилы для захоронения мусульман псидахцев. Проходит время, происходит вот эта буча, происходят митинги и так далее. Евкуров уходит, а вопрос: огородили псидахцы место для кладбища, прошу, не под ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, а для могил, для захоронения мертвых. Тут происходит очень удивительная штука. Братья-мусульмане, не из соседних регионов, не кабардинцы, не осетины, которые являются христианами, не терские казаки, которые являются христианами, да? Не сюли, не кумыки, которые являются мусульманами, не грузины, которые являются христианами, католиками и так далее и тому подобное. Ничего подобного не проявляют. По крайней мере, у меня такого, я такого не слышал. По крайней мере, нигде не слышал. Ночью приходят определенные люди, берут болгарку. На воротах было написано сура, цитата из Корана, аят. Разрезают эти ворота в кладбище, режут его, бросают все это на пол и уезжают. После этого поднимается, опять же, подает суд, отправляется туда-сюда, аннулируется решение бывшего главы Индусской республики, и у наших братьев забирают землю. Юридической трактовки приблизительно, я скажу, цитировать точно не могу, поскольку эти земли принадлежат тому или иному муниципалитету, что не имеет права глава региона отдавать эти земли и так далее и тому подобное, эти земли забираются. И после всего этого я зачитываю и делаю параллель. Начиная с начала 19 века, 20 века, прошу прощения, 1916, заканчивая нынешний сегодня 2018-2019 год, прошло между ними, грубо говоря, сколько, 1916-2016, 109 лет, да? Прошло 109 лет. Псидахцы все сжимают, земли для захоронения не дают. И возникает вопрос, когда вы говорите, что все братья-чеченцы такие плохие, что, мол, мы сейчас занимаемся этим, что нас подстрекает якобы наше руководство высказать правду, ту правду, которая есть в реальности. Где те братья, которые всегда говорят о маслаате? Где те братья, которые говорят, вот если бы они бы молчали, не отвечали, где эти люди, почему они не выйдут, не скажут? Братья, мы мусульмане. Это наши братья ногчи. Ай кешникер тункуйса, ждал во церкви. Кешникер, церлат мади. Этого никто не говорит. Но приходят ко мне в директ и учат меня. Дают там, предают меня анафеме, оскорбляют мою внешность, умершего моего отца, больную мать и так далее и тому подобное. Вы готовы обсуждать все, что угодно.
Вы говорите, что я работаю ради лайков, что я работаю ради донатов, что я работаю на правительстве. Оставьте все это. Я могу поклясться на Коране, что это все неправда. Я могу поклясться, что это все неправда. Клятва на Коране. А вы можете поклясться на Коране, что не ущемляете псидавцев? В хорошем или плохом понимании. Псидах как Газа в Палестине. Не как Газа, это немножко, это как Косово. Косово в Сербии. Анклав, который находится вокруг все остальные другие народы сербы, а внутри проживают косовары. Мы говорим о братстве, мы говорим о единстве, мы говорим, что все должны жить в мире и согласии. Так, извините, в этом документе 91 года они призывают. Это взрослые, это мулла, заммуллы, депутаты Малгобекского района, депутаты сельсовета Псидахского, депутаты Дуды Энгиноева колхоза. 33 человека просят о помощи, чтобы не разделяли нас, наш единый народ, чеченцев и ингушей. А возможно и на 3 пишет. Среди них и точно так же есть и арстхоевцы. Прошло сколько лет после этого времени? Это 91. 2001 это 10, 2011 это 20, 2021 это 30. 34 года прошло. До сих пор та же самая байда и ерунда насчет ущемления земель в Псидахе идет. Границы сузили до невозможности, да. Землю, их же землю для могил у них отобрали, да. Аяты священного Корана порезали, бросили на пол, да. Так относятся настоящие братья. А если я это говорю, я провокатор. Я говорю, я просто общественник, исследователь, блогер, историк, называйте как хотите. Но проблема существует. Если аналогичная ситуация у нас, почему, когда я говорю об этой ситуации, я становлюсь резко плохим? Но когда вы говорите все, что угодно про этот регион, наш регион, вам можно ездить в Грузию, оскорблять, называть нас там выношенных в чужих животах. Когда вам делаешь предъяву, вы говорите, это дурачки, их никто не слушает. Ну, в перечислении в докладе написано, что один приехал с Германии, другой с Австрии, другой с Финляндии, там приплели туда еще, плюс и некоторых представителей либеральной интеллигенции от русских. Я уже молчу про остальное. Вам все можно, вам все дозволено. Я не говорю простым братьям-ингушам. Валлахи, биллахи, талай, не говорю. Я в принципе понимаю, что они безголосые. То есть их право голоса никто не считает. Скажут они, не скажут, маловероятно, что это как-то повлияет. Но те горлопаны, они здесь указываются в 91 году, что есть кучка стариков, которые занимаются правом. В то время они говорят, что старики занимаются этим. И сейчас мы говорили в 18-19 году, я ж не к чему, но к чему батибуш. Кто это говорил? Это говорили молодежь? Нет. Молодежь стремилась к братству. Когда мы начинаем говорить с молодыми ребятами, мы находим общий язык, но не находим с теми поколением, я не знаю, как их называть, поколение СССР, если так это не назвать. Вот. Да слились, не слились, даже не в этом, Резван, проблема. Слились они, не слились, конечно, слились. Я понимаю все это. Но несмотря на это, все, зная, что малоземелье, глава региона Чеченской Республики, зная, что это острая необходимость, проблема есть, по Сунжинскому и Малгобекскому району 77 тысяч гектар земель, сказал, братья, то, что сверху заханырили, верните, а вот нижние, пока у вас проблемы есть, мы знаем, мы оставляем из-за братства вам. Было такое в 18-м? Да. Но потом опять эти говорящие головы, да, бздунские,
которые говорили всякую гадость, нашего там вы забрали, с Путиным помог вам, отобрали и все. Тогда что сказал глава Чеченской Республики? Сказал, болтуны и балаболы, если вы будете болтать, все юридические основания, все документы на земле, которые оставлены, 77 тысяч гектар, находятся у чеченцев. Если вы будете болтать, мы свои земли вернем обратно. Было такое? Это официальные источники? Да. Я говорю, констатирую только факты. И это факты, и то факты. Поэтому вот эти моменты, когда вы говорите о братстве, о единстве, не нужно пытаться и думать, что я на чем-то таком хочу хайпать. Мне абсолютно нету ничего. Я не хайпую. У меня в Псидахе участка нет. У меня в Псидахе никого нет, кроме того, что это часть моего народа, которые живут там еще до того, кто поселился вокруг, поселился. 400 лет они живут там. Оставьте людей в покое. Почему здесь каждого галга считают как обычного чеченца братом, как и является единым народом, и никто не скажет, хахузавели, хаивлоевала, аушевала, кориговала, кешниш, бусул, кешниш, мича давол, атра, пригородна, бертка, без разницы, даволы, вой вашуи, вой канду, давулару. Давулару, зюкардирду, досага, дахарду, все как должно быть в наших традициях. Разве не так? Вы хоть раз видели, чтобы отсюда кавол мовельно, дахва, долги, даволи, ногчичва, дамовал, ошхазишн, цаца? Кто-нибудь таким дебильным образом поступал в нашем регионе? Нет. Такого не было. Мы здесь живем как одна семья, как один народ. А мы есть один народ. Но когда у вас происходит такое, мы говорим, там есть небольшие проблемы, надо их решить. Вы пишете мне и говорите, что я якобы ради лайка. Какие лайки? Вот здесь 100 человек, там 100, здесь 300 человек. Каким образом они влияют? Где вот эти донаты, где вы видите поступления, чтобы я вот сейчас зашел и сказал, вот за сегодняшний весь эфир один человек с Гудермеса, Айса, один человек единственный задонатил. Он всегда в каждом эфире заходит и донатит одну и ту же сумму. Это десятки тысяч, это 500 000, это даже 1000. Нет, этого всего нет. Значит, это не ради денег, а ради братства и истины, исторической, достоверной истины. Хотите поговорить? Не материтесь, не оскорбляйте. Заходите в Инстаграм, включайте камеру, и вас будут все видеть. Давайте поговорим. Если я не прав, если я солгал. По документам поговорите. Надо разрядить обстановку. Не хотите здесь говорить? Зайдите в телеграм-канал. Вот сейчас в телеграме-канале сидят здесь до 15 или 20 человек сидят. Любой поднимает руку, я его принимаю, он может говорить. Главное, чтобы он разговаривал в рамках, культурных рамках нашего народа. Эздилла или нохчелла, без разницы, как вы там его называете. У нас это нохчелла называется, у вас эздилла называется. Поэтому, ассаламу алейкум башлам. И карт ахгайтин дола сюгаду, ама трофейниду, гикалу отступадяш хадехен. Атмо. Наверное, Маша, наверное. Но сейчас я вам покажу на те донаты, которые поступили или задонатили. Вот какие книги. Переходим ко второй части, я быстро. Кавказские горцы. Вот, в этой книге, я про эти книги говорю, которые, видите, вот эта карта, она раскладывается, становится большой. Вот в этих старых книгах бывают особенно такие карты, видите, кавказские. Кавказские горцы раз, первая часть. Кавказские горцы, вторая часть. Очень хорошие книги, тот, кто изучает кавказскую историю. Кавказские горцы 3, вот этот трехтомник, вот, который нам, так сказать, задонатили, хотел вам показать. Это сборник сведений, здесь документов, здесь башенные комплексы, в первую очередь это, само собой, башни чеченские,
Книга 1800, здесь документы 1868 года, а сама книга напечатана в Москве 1992 год. Вот такой трехтомник. И вот среди них бывают эти карты. Большие карты я пока, к сожалению, купить не могу, они немножко дорого стоят, а у нас, как говорится, в этом плане на карты и на остальное скидываться не сильно любят и помогать не сильно. Второе. Это вот такая большой толковый словарь русского языка. Я так понимаю, это Ожегов. Это 10-й год. Так, это Терехова, Григорян, большой толковый словарь русского языка. Дом славянский. Нет, это не Ожегова. Ожегова больше. Ну, здесь толковый словарь, любое разъяснение. Такая хорошая книга, чтобы была под рукой в любое время. Хотя с историей, конечно. Редкая книга, которая сейчас почему-то изъята. Но вот такая вот книга. Это книга Мальсагова «Происхождение ингушских фамилий, тайповых общин и роль ингушского языка в языковой системе мира». Зачем эта книга, вы можете спросить меня. А это для того, чтобы, когда начинают некие утырки нарнийские, да, начинают говорить о том, что у нас нечистая кровь, что вот у них слишком много примесей, мы чистокровные и так далее и тому подобное. Вот эта книга и ее первая часть, розовая такая, другая книга, полностью на этих книгах написано, кто произошел, откуда произошел. Я зачитывал это в прямом эфире, откуда вы пришли, кто их принял. Вот такие вот книги, которые почти что тоже нет. Ну, сказали изъять, убрать, потому что здесь очень много нехорошей информации. Мне так объяснили. Потом есть очень хорошая книга. Мы должны знать не только нашу историю, мы должны развиваться по, как говорится, по всем траекториям. Есть такая хорошая книга Адиза Кусаева «Писатели Чечни» называется. Вот такая книга. Всем рекомендую. Это для просвещения, для образования, особенно тем людям, которые хотят знать о своих писателях и о своей родине все больше и больше. Вот такая приятного цвета. Я даже не знаю, это какой-то темно-розовый, гранатовый цвет. Книга «Писатели Чечни». Вот такая книга очень хорошая. Тоже, грубо говоря, задонатили, купили. Ну, данная книга, некоторые могут, конечно же, сомневаться. Все-таки, я думаю, тот, кто изучает и нашу старую, древнюю историю, Саид Хасана Нунуева «Ноев завет». Вот такая книга историческая, да? Вот такая. Эти книги, все они есть в продаже, и она должна быть для ознакомления, чтобы, в общем, ознакомиться с ней. Здесь очень много интересного, по крайней мере, вот что самое интересное. Вот, открыл, вы не поверите, чуть ли не сразу у меня попалось такой параграф. Здесь он называется, я быстро зачитаю, да, чтобы вам... хотя Ноев завет называется, книга называется «Нохчела. Генная память». Вот я вам клянусь, просто так получилось. Я открыл на 53-й странице, бах, и то ли Всевышний Аллах, то ли не знаю как, может по случайности попадает вот так. Этнический менталитет нахчийцев, здесь опять же и ингушей, смотрите, здесь пишется не только нахчийцев и ингушей, складывается в течение многих тысячелетий и веков в тяжелейших природных географических условиях, окружающих чаще всего враждебными племенами и народами, особенно кочевников. Написанные законы горцев, адаты, а также строгие и справедливые законы шариата еще больше сплотили войнах вокруг испытанных духовных ценностей, позволили им почувствовать свою силу и единство. Существовало и существует еще понятие «нохчелла», по-разному толкуемое современными исследователями. Однако, почему оно возникло, ведь для горцев вердикт в нем нет нохчелла, еще совсем недавно был подобен смертному приговору. И так далее и тому подобное. То есть вот такая вот книга.
члена Союза писателей СССР, РФ, автор романов, повестных эссе, пьес на чеченском русских языках, кандидат наук по специальности регионоведения, философская антропология, философия и культура. Лауреат международных литературной премии имени Льва Николаевича Толстого, в прошлом народный депутат ЧССР Российской Федерации, член Верховного Совета СССР, председатель подкомитета Верховного Совета СССР по международным делам. В 2007 году выиграл всероссийский конкурс на Гран-при президентской России «Ноев завет», предположена тема этнической истории, формирование национальной идеологии, национального религиозного самосознания, нахчийцев и так далее и тому подобное. Короче, дальше уже зачитывать все регалии и все остальное, боюсь, что вам... То есть вот такой вот, так сказать, книга «Ноев завет». Тоже, в принципе, неплохая. Но вы знаете, мы сейчас занимаемся, особенно у нас есть где-то здесь Рустам, был, по крайней мере, в эфире. У нас мы сейчас начали... Рустам, здесь вот я приобрел... Валикум ассалам. Сейчас я быстро, братья, закончу. Здесь очень такое много интересного. Можно согласиться, можно не согласиться. Но работа есть. Залимхан Мусаев, 2018 год, авторские правозащитные законом РФ, сарматский словарь, Элиста, Джунгар, 320 страниц, 2007 год. Фонд поддержки изучения и развития языков, истории, культур народов Кавказа. Поскольку сарматы и сарматские захоронения повсюду находятся на нашей территории, я думаю, знать немножко о сарматских словах. И, наконец-то, не последняя книга. Есть вот такая книга, которая называется... Написал Ибрагим Джабагиров, «Генерал Алиев» называется. Очень крутая книга для тех, людей, кто не знает. Но Ибрагим Хасмагомедов Джабагиров, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный журналист Чеченской Республики, почетный гражданин города Грозного. Родился в городе Ридар, Восточный Казахстан, выпускник факультета журналистики Ростовского государственного университета, автор книги «Путь, который мы выбираем», «За стеной Кавказа», «Судьба победоносцев», «Родные силуэты», «Голоса из былого», лауреат премии Всесоюзного телевизионного фестиваля документальных фильмов и так далее, и много еще других регалий. Я сейчас все зачитывать. Здесь пишется о чеченском генерале, святой памяти моего отца, доблестного участника Великой Отечественной войны Хасмагомеда Абдурашидовича Джабирова. Посвящаю, но и здесь посвящен он генералу Алиеву, был такой генерал инфантилии. Опа, собордилось. Сейчас я не подключу сразу. Я не успел, что ли? Так, сейчас. Собордилось. От Иласу подключиться, вот. Вот. Книга, посвященная генералу, который в Российской империи занимал одну из самых высоких должностей. И генералом инфантилии он был, если не ошибаюсь. Так что, чтобы было понятно, тоже это новая книга. Тот, кто любит историю и любит период гражданской войны, вот генерал Алиев. И здесь как раз таки сейчас, наверное, он вышел. И мы получили книгу. Я ее бегло прошел. Пока еще не полностью изучил. Вот такая книга. Книга называется «Кавказский нартский эпос». Автор данной книги Руслан Бузуртанов. Книга 600 страниц. 600 страниц. Скажу так. Ну, как бы вам сказать. В Осетию точно маловероятно, что будут продавать. Есть здесь очень некоторые моменты, которые проскакивают. Опять же, мне нужно более досконально ее изучить. До конца посмотрим, задевает ли она честь и достоинство нашего народа, оскорбляет ли он. Но он в некоторых местах здесь уже даже бегло, когда проходишь, пишет там ингушо-чеченские там, и так далее и тому подобное. То есть оставляя чеченцев на второй стороне,
главным ставя ингушей. То есть вот такие мелкие пакости он делает, но чтобы в принципе как таковое оскорбление нашего народа и тому подобное, я более детально, все-таки 600 страниц, ну, друзья, пощадите, надо это еще все эти сказки прочитать. Я над этим работаю, так что пока маленькие только косяки, но если это нас не касается, пускай, я буду рад, пускай продает, делает что хочет. Главное, чтобы не задевал честь и достоинство и не указывал в своих сказках чеченский народ. А остальное, как говорится, вот все литература, которую мы приобрели, нам задонатили, так сказать. Всем, кто это сделал, огромная благодарность. Имена называть этих людей я не буду, потому что есть на то причина. Но моим братьям и сестрам, которые помогли и задонатили, огромная благодарность. Да, Савел. Все, обещаю, все документы, все книги из того, что я перечислил, нужные моменты, мы опубликуем на всех наших социальных сетях. На всех страничках. Так что вот так вот. Теперь я готов отвечать на ваши вопросы и готов слушать вас. Если в чем-то я не прав, или хотите дополнить, или рассказать, или пояснить меня. Ну, я тебе сказать, книжку где-то 1,5-2 ляма, это уже как минимум потратил. Так, сейчас посмотрим, что тут. WhatsApp просит зайти в WhatsApp. Итак, нам аноним, так, с Ютуба аноним задонатил. 1-1 пока счет. Задонатили, один задонатил с Телеграма и один задонатил с Ютуба. Прошу прощения, наш брат Иса Гудермесский, он у нас активный участник Телеграм-войн, то есть, которые у нас идут войны по разоблачению и уничтожению нарнийских сказочников, которые не имеют национальности, хочу сразу повторить, так что вот так вот. Так, друзья, вы можете задавать вопросы, вы можете писать, отправлять тем двоим непосредственно. Насчет Пситаха я бы сказал. Так, ладно, говори. Не забывай, что идет. Еще раз повторю, прежде чем вы начнете говорить. Не выражаться нецензурно, здесь взрослые люди. Не материться и не заниматься подстрекательством. Статья 282 сейчас ужесточена и ведите в рамках только исторического экскурса. Хорошо? Чтобы было понятно. Незнание закона не освобождает. Другим сказал, а не мне. Я это говорю всем. А ты, кстати, читать ходил насчет Пситаха. Давай. Документ зачитать хочешь? Смотри, сейчас открою. Документ хочешь зачесть? Это не только прям официальный документ, это из разных источников взятый текст. Хорошо. Не, просто я хочу, чтобы если ты зачитываешь, я понял. Каждому источнику я смогу предоставить, откуда это взято. Не надо предоставлять, просто скажи, вот в этой книге или в этом документе, чтобы люди знали, что ты не от себя это говоришь, и Бог. Не от себя говорю, но источник я потом назову. Хорошо, сейчас хорошо. Читать, потом назвать источник. Хорошо, давай. Как возникло село Пситах, Тюлаки. Пситах это кабардинское слово, Пситахуа. Красивая вода переводится, а на нашем Тюлаки мы ее называем. Да, Тюлаки. Смотри, как возникло село Пситах, Тюлаки в Чечне. Давно в этих местах жили кабардинцы, черси, которые с того времени переселились на новые места и образовали новые селения. Верхние Кури, Ислами, и нижние Кури, Ахлонка. До сих пор около Пситаха сохранились кабардинское кладбище. Верно. Долгое время на месте будущего села Пситах были кусты и заросли. Верно. И еще во времена Шемеля здесь нельзя было проехать верхом. Верно. Постепенно сюда начали переселяться обреки из разных мест Чечни. Обосновался такой обрек из фамилии Пешхоевых, которая жила в селении Русмартан. Кроме Пешхоевых, в Пситахе поселились также выходцы из Тейбу Аллерой, Куной, Пилтой, Энкиной, Курчевой, Хортой, Шаруй.
В эти места пришли представители Тайпа Орканой. Со временем они переселились в село Мунтар-Юрт, современное село Знаменское. Да. В начале 1840-х годов от Таула пситаховские царские власти, несмотря на протесты пситахинцев, чеченцев, поселили ингушей, Так. основавших селение Кескем. Так. Этнический состав пситаха 95% жителей данного села считают себя чеченцами. Не считают, они и есть 5% чеченцы. относят себя к ингушам. Жители данного села в своем кругу знают, кто к какому народу принадлежит и при каких обстоятельствах пришел в данное село. Собордел, что такое? Что такое? Так, собордел. Уходит ешхун, хыла. Да, хакец вал, хавал не. Закопши, да? Собордел, Закопши. цажим юавали ешал, а то вы отключились. Где-то 3 строчки обратно вернись и снова зачитай. Проводнический состав пситаха. Так. Сейчас. Этнический состав пситаха 95%. Это мы поняли. Так. Дальше. Ну, в общем, я от тебя хотел сказать. Вроде бы я полностью читать успел, от тебя хотел сейчас сказать. В пситахе доминирующие живут ногчи. Не доминирующие, а 100%, 98% это ногчи. Это мы знаем, это не обсуждаем. Ингуши, которые переселились, все, опять же, там коренными жителями. Да. Они переселились из Масрановского района, из Пригородного. Потихоньку соселили, А рядом с Ситахом есть село Сакопши. Про него я тоже хотел сказать отдельно. Так. Популярным выходцем из Орсхоевского селения Сакопши является Сулубек Сакопшинский, Олег Орсхоевский. Да. Жители Сакопши себя не идентифицируют себя ингушами и не Галгай, они Орстхой. Они говорят, мы не ингуши, мы не Галгай, мы Орстхой. Я пару раз бывал в этом селении. Лично там ойвцы говорили, вы Галгай тац, вы ингуши штац, вы Орстхой тут. И Сулумбек Сакопшинский не является ни ингушом, ни галгаевцем, не является орстхоевским абрейком. Вот про это тоже хотела сказать, что и Сакопши, и Пситах, и вот эти селения не являются ингушскими и не галгаевскими. Они исторически, ты имеешь в виду, не являлись. Но сейчас да, это исторически не являются. Кто основал, кто селился. Это мы знаем. В современном дню это селение входят в состав Ингушетии, это никто не спорит, Да. А не в Ингушетии, это никто не спорит. Никто сейчас... Да, Руслан, я понял тебя. Да, конечно же, там от 7 до 10 тысяч проживают, имеется в виду Двелкюрта, проживают чистокровные ногчи, такие как Аларуай, Чертуай, Гунуай. Я перечислил. Мулкуай, Катоева, это Мулкуай все. Пешхуай там проживает. Опять же, Энгнуай там проживает. То есть различные, все исконно чеченские тайпы. Здесь никаких сомнений нет. Даже Эшбатой там есть, насколько я знаю. Мне, по крайней мере, ознакомили там 1 или 2 фамилии, я не знаю, но походу есть Эшбатой. Но, опять же, что я хочу сказать. Речь не идет об отторжении, никто не говорит, что нужно отсоединить Псидах и присоединить его к Чечне, потому что это исконно чеченское село, земля и так далее. Нет, речь не идет об этом. Речь идет конкретно о том, что нужно непосредственно оставить людей в покое, отдать им земли, вот эти подпастбища и могильные, где можно захоронение проводить. И что ни одна религия, это ничем, грубо говоря, я так скажу, конечно, это не так жестко, как, допустим, сделали в Дагестане, когда ночью приехали и стерли мечеть 19 века.
Но вот приблизительно ниже, и тот, кто это сделал, в судный день перед Всевышним, как он станет, я не знаю. Но я знаю одно. Буквально 3-4 года тому назад, это было 4 года тому назад, ко мне пришли видео, когда вандалы уничтожали кабардинские, черкесские могильные надгробные плиты. Когда эти же псидахцы, которые не обязаны были, в принципе, могли промолчать, но поскольку они достойные мусульмане, они пошли, вот эти побитые и согнутые могильные плиты кабардинцев, черкесов, выровняли, залили их бетоном, вычистили вот это все, вот эти могильные кладбища черкесов, где и среди них есть и кабардинские христиане, то есть они являлись, там кресты стоят. Там же и были кабардинские, точнее адыги мусульмане. И хоть и не обязаны, в честь того, что когда-то они вместе жили, в честь того, что адыги хорошие братья, хорошие соседи, чеченцы проявили жест доброй воли. Мы это в то время опубликовали, когда начали говорить, что это недостоверно, предоставили видеозапись, которая проводится. Потом они начали говорить, что трактор ошибся, что на самом деле они не так хотели, что это все и так далее и тому подобное. Но это прекратилось. Аллаху, альхамдулилlah. Нельзя такие вещи делать. Я еще раз повторюсь, на территории Чечни огромное количество, допустим, захоронений, которые там армян здесь проживавших, грузин, греков, евреев, русских. И чеченцы оградили их, очистили их как можно, да, по мере возможности. И сегодня любой человек, который уехал, где здесь захоронен третьим, четвертым поколением, могут приехать спокойно навестить кладбище своих усопших. Здесь нет вот этого вандализма, да и как перед Всевышним, как можно воевать с мертвыми? Или как можно у мусульман, таких же как ты, тем более по крови, по вере, люди, которые умерли, их нужно хоронить, не дают землю. И это в исламской, это хоть и Светская Республика Ингушетия, Светская Республика Чечня, ну здесь же проживает большинство мусульмане, здесь мечети, азаны, кого не спроси, о, Палестина, о, мы плачем, мы рыдаем, проезжающий там на велосипеде узбек, давай накормим, давай тебе денег, скажи, в каком регионе тебя встретили хорошо, скажи, кто тебя лучше встретил. Вот эти показухи же делают все. Вы же делаете это, все делают это. Так? Так. А то, что не показуха, а отдать землю тем, кому она принадлежит, для скотины или же для усопших, пастбище для скотины, а для усопших кешники. После этого уже нужно продолжать и говорить о братстве, о единстве и обо всех хороших вещах, которые якобы кто-либо сделал. Бяхмабила, Рустам, Истран. Я лично был один раз, вот момент был, я был свидетелем. Я сейчас подчеркну, что не говорю про весь народ, но они были именно представители импурского народа. Как хотели несколько раз снести эти кабардинские кладбища. Так, кто рядом с Итахом, с Итахи, лично. Момент, короче, там, скажем, мне повезло быть свидетелем, как лично чеченцы их остановили, короче, да, как они там спланированно шли, как хотели вообще кабардинские снести, короче, но там чеченцы им противостояли, не дали им, короче, кладбище уничтожить, да, лично чеченцы там все этими кабардинскими кладбищами ухаживают, смотрят, да, что смогли там останавливают, потому что там вандализм несколько раз совершался с ингушской стороны, то есть. Но про пситахи много чего могу говорить, да, что там в 90-х творилось, что там в нулевых творилось, но это отдельная история, я думаю. Не, ну это уже, как говорится, какие-то проблемы в каждом регионе везде были, поэтому не суть в этом, а в том, что мы озвучили проблему, не нужно говорить, что это целенаправленно, специально что-то проплатили. Ни один человек, ни с Псидаха, ни с Дюлка, Юрта, ни с Малгобека, никто мне ничего не говорил. Имеется в виду, вот в плане заплатил, скажи, нет, это часть моего народа. Я говорил то же самое про аух, я говорил про кладбище,
я говорил про мечети, я говорил про вандалов, которые бросали мусор непосредственно на участок, где захоронены воины со времен имама Шамиля, про надгробные плиты, про сбитые даты. Я говорил, где сбили мраморную плиту, разломали, распинали имама Алим Султанова за то, что он пел песню про Байсангура Биноевского. Я рассказывал, как когда чеченские флаги были сняты во время приезда в Ауховский район какой-то делегации из центра Махачкалы. Я рассказывал о задержании конной дивизии чеченцев, которые приехали, подняли, завели уголовные дела. Я рассказывал, как старейшины, которые направили письмо муфтию Дагестана для встречи, чтобы он высказал с точки зрения ислама, правильно ли то, что происходит, то, что проживает в землях, что начали заводить определенные, вызывать в ЦП этих старейшин, которые хотели встретиться с муфтием, просто встретиться с муфтием Дагестана, чтобы поговорить, поскольку они жители Республики Дагестан. Здесь нету предвзятого отношения конкретно к кому-то. Есть определенные проблемы, которые нужно решать, чтобы на Кавказе был мир, чтобы на Кавказе всегда могли между собой поговорить и договориться. И не нужно, когда ты указываешь на эти проблемы конкретные, да, я же не обвиняю весь народ, надо решать эти проблемы, а не говорить, вот этот человек занимается фитной. Нет, этот человек не занимается фитной, этот человек показывает конкретно на ваши ошибки, которые вы совершаете, непосредственно в адрес чеченского народа. Ауховцы проживают на этой земле как минимум, там, начиная от 1000 лет, другие там 500-600 лет, да без разницы. В Псидахе проживают 400 лет. В Панкийском ущелье проживает плюс-минус 200, а того и больше по всей Северной Грузии. Для нас это южная территория, для грузин это северная территория. О каких? О мухаджирах, притесняющих мухаджиров в Сирии, где проходила гражданская война, мы рассказывали. Мы рассказываем везде и про все. И точно так же и про Турцию рассказывали. Как мухаджиры пострадали там, когда им обещали хорошие плодородные земли, которые переселились в мае 1865 года, а их закинули в самые проблемные земли, там, где проживали курды, язиды, армяне, и сказали, хотите хорошую землю, решайте вопросы вот с этими господами. Разве этого не было в истории? Разве мы противники Турции? Нет, мы не противники Турции. Это исторический паблик, и здесь, нравится вам или не нравится, мы рассказываем о вещах, которые в реальности происходят. Вы нападаете на башни, мы отвечаем по башням. Вы нападаете на наших предков, мы отвечаем. Вы нападаете на социологию, мы отвечаем вам социологией. Или рот свой поганый закройте, ублюдочные норнийцы, и занимайтесь своей историей. Нам не будет до вас вообще никакого дела. Но до своих людей, которые проживают, которые вы ущемляете, которые вы думаете, что никто не знает, вы думаете, что чеченцы на это внимание не обращают, или вот они вас оставили, бросили на разведение, вот вы как ненужный ребенок от мачехи, это все ерунда. Чеченцы никогда ничего не забывают, что происходит непосредственно в адрес их народа. Не забывайте, мы один единый народ. И Мелхи, и Орствой, и Эхки, и Тирвой, и Нахчмахвой, Чеберлой, Шарвой, Шотой. Всех, кого вы называете, которые вы говорите, что они раздельны, они не раздельны. Это единый один нахчи народ. У вас, если они разные, там, каждый шахар народ, мы не вмешиваемся. У нас это единый народ. И не лезьте к нам, и не учите нас. Мы всегда говорили, будем и указывать. И никогда на территории Чечни ни от одного чеченца вы не услышите, что Орство является кочевым племенем, которого сюда пригласили и ассимилировали. И они у нас были в качестве военных. Нам не нужны были в качестве военных приглашать кого-то. Потому что воевать это дух, это воинская слава, это честь. Часть каждого чеченца, которая называется Нохчела. И Уарство это часть нашего народа. Нам не нужно было приглашать кого-либо, чтобы нас защищали. Но ваши кандидаты исторических наук, да, представители Российской академии наук, ведущие этнологи, могут себе это позволить. А потом, когда ты ему отвечаешь, они говорят,
А ты вот, оказывается, вот теперь перешел на женщин. Нет, для меня эти люди не имеют никакого пола. Это ученые. Это не базарные бабки. Это там на перекрестке не собрались там щелкать семечки какие-то шмурдяки. Человек занимает определенную конкретную ученое звание имеет. Пишет такие вещи. Как можно было говорить такое про часть нашего народа орства? Я говорю именно про наших орства. Они стопроцентные, чистокровные ногчи, имеют то же самое ДНК, имеют тот же самый язык, ту же самую культуру. И никогда на нашей территории мы не разделяли между собой. Это наша кровь, это наш народ. 10 тысяч проживают такие же в Грузии, 10 тысяч проживают в Сидахе, 200 тысяч проживают в Алухе. 35 тысяч проживает в Иордании, 130 тысяч проживает в Турции, в Казахстане проживает 130 тысяч. Вам про кого еще рассказать? Мы ведем исследования, мы занимаемся учебными работами. Это не обозначает, если мы везде не горлопаним, не говорим, что мы этого не знаем. А что касается, кто на ком женился, кто кого пригласил 300 лет, 400 лет тому назад, я попрошу вас, зайдите в свои паблики, полистайте и найдете очень много интересного. Да, наши мужики женятся, и на африканках женятся, и на афганках женятся, на нигерийках женятся. Кого вам еще назвать? Это дело каждого индивидуально. Но 95-98% женится на чеченке. Да, и будет дальше жениться. Хор, ногчичу, все, кто женат, иншалла рахман, цаит берхлар орани. Тогда бы я посмотрел, как бы вы заговорили. Я когда разгоняюсь, остановиться трудно говорить. А вистхала Рустам Сохи, да, шао. Да, так, как фантастика, диспаха, 100% да, касательно Уховского района и Пситаховского, да, так скажу, мы ни в коем случае не говорим, что это нужно вернуть Чечню, да, мы это не говорим заметь. Да, мы не говорим, вот нужно их собрать, вернуть, нет, таких разговоров нету. Что мы требуем, это восстановление там справедливости, то, что оно есть. Да, Уховский район восстановить, вернуть дома чеченцам, да, репрессированным. Там есть закон у нас о репрессированных народах, да, в России, это официальный такой закон, да, они его выполнят без проблем. А насчет Пситаха, такая же ситуация, да, тоже там должна быть справедливость. Но в общем, что я говорю, должна быть там чеченская диаспора, чеченская администрация в составе Дагестана, в составе Ингушетии. Да, чтобы они могли в любой трудный момент встретиться, обсудить. Вопросы ногчу, ногчу диаспора, если Ингушетия, Дагестан, диаспора, по официальным данным, в Ингушетии проживает до 100 тысяч чеченцев. Это... Ну вот, надо свою администрацию, диаспору там делать. Да какая диаспора? Это диаспоры в разных суверенных государствах есть. А мы живем... Да нет, почему? У нас в Москве есть чеченская диаспора. В Москве. Ну ты сравнил, да, конечно. Москву и 10 минут и в Ингушетии. Да ничего страшного. Нет, это определенные затраты, и зачем такие вещи делать? Ну видишь, какие вещи там происходят моментами, как там на чеченцев нападали, да? Помнишь, что в Альберте случилось? Как на чеченские магазины нападали. Как для этого есть правоохранительные органы. Если на местах, верно, да. если на местах правоохранительные органы занимаются тем, чем они должны заниматься, работают профессионально, не будет никаких провокаций. Почему на нашей территории их нету? Имеется в виду вот в таком формате. Хулиганство, дебоширство и так далее и тому подобное. Потому что на спецместо никто не сидит. Все свою работу делают. Вот и все. Ты ответил на данный вопрос. Не будем заходить сейчас в политику. Валикум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Рустам, вистрета, Чинхо, вистрете вашем. Чинхо, вистрел? Ладно, стоит. Başlam, höga ranga эдерас. Вы вещь ген док архицунью вопрос, да, но вы от
мы не трогаем ингушский народ, олой. Тагана йоар олой, вей цаду, цакамду единый хальбот. Да и буа беш и бал беш и мела тяц бойлаш бат. Еще уже шеш цакамду муат, что ты вел бо, что ты бо, вей тагана кик анда. И кив народ ю олой, вящица или руслан, другой ингушский народ туда. Там вей иш дючу цашена и умят. И как андала, цашек китамуат фирма визите. Рустам, ай болтать туди да, ауқасы, отче. Что ты там наболтал? Вы тут идут, так, цана шешта, думаю, башлам, сялам, например, вы единый цатам ду, Бог, просто вы там дека, луку ол, шукам ол, тугадяш, да? Ингушский народ мы не трогаем, оло, луку, вот так. Инах тилбече бях бад веш цадюдю луку, вы Сайд, цамат. Сайд, ас аболчуна қиетон соғыша. Но ты должен понимать, есть понятие как политкорректность о шунду. Допустим, я говорю, мы один народ, потому что я занимаюсь историческим пабликом. Если, допустим, ты ведешь, ты как, допустим, человек светский, гражданский, да, и занимаешься какими-то другими и не историей, ты можешь сказать, сегодня это сформировавшийся ингушский народ. Вот последние 150, 200, сколько там, 250 лет, как они отсоединились от нас, да, они стали уже отдельно, у них своя ментальность сформировалась, у них свой характер сформировался за эти 250 лет. А то, что мы говорим с точки зрения истории, вайдуются куду? Вайя бух цахалар, вайя ца общий предок халар, иду вайдуючтей. Цундера, я понимаю тебя, ты говоришь признавать или не признавать, правильно говорить, но тут мы натыкаемся именно на какой вопрос. Кто-то признает, кто-то не признает, кто-то говорит, что это просто тукум, кто-то говорит, что нет, они даже до тукума не доросли, что это просто тейп. Но это мнение каждого человека свое. Они, опять же, они одно говорят, когда вот к нам заходили в эфир, ты же слышал, Сайд, вы, дагдоры, вы щенцами эфире, паники, ты ему объяснял, что Оздуай и те же самые Галга, это не одно и то же. Допустим, да, и еще Хачавар, да, буквально рассказывал, Тимур Вармячус, он рассказал, что он был месяц назад, и он спрашивал, Чаурой могут жениться теперь на Галае? Он говорит, не так, как раньше, но чуть-чуть сдвиги есть, то есть и до сих пор не выдают. То есть вот эти моменты, они есть, но когда ты их озвучишь, и он выходит, да, Аман, он выходит, сразу пишет статью, что якобы мы провокаторами. Я вчера захожу к нему в эфир, другая чуть-чуть тематика, но мы опять там, Доуде Элитхашин, Доуде Ачен, он говорит, ты показывал документы, говорит, не имеющие, какие-то документы по Псидаху, которые недостоверные. Ну как недостоверные? Ну, Язин Мадей, там 33 человека, вообще-то 36. Из этих 36 человек, 3 человека живы, остальные 33 веллацутиер. Это разные депутаты, Муалниш, Замши, Муфтияти, Берш, Каэднаши, Ишбуцутябеш. 33 стагу язини обращения. Это не один человек. Достоверно подтвержденный. Вторая статья написана Орсхоевцем. Он описывается каждый момент и публикует карты. Все это является документом, как раз таки нейсо году тиражу шадик дустява. Он говорит, нет, и достоверно дать. То есть получается, все, что публикует Ахмад, это все правда. С газеты это просто выдержка, цитата, это правда. А то, что я привожу, допустим, документ по Псидаху, что это недостоверно, тогда пускай докажет. Давай я могу выложить фотографии, где порезанные ворота. Я могу выложить? Могу. Я могу показать этот кешнишкет? Могу. Я могу показать, что сегодня она не принадлежит Псидаху, хотя оно было выделено Евкуру? Могу. Я могу показать это обращение, назвать фамилии, кто написал, в каком году написал, сколько тиражей. Я могу это все делать, а значит это правда.
Почему? Потому что если бы это написал какой-то Вася Пупкин, они бы сказали: о, Мишгичу, Ванюк, Хуняды, Цурбуалга, Чать, тут суд. Ладно, это 91 год, а Мюк, Цурбуалгари, многих нету живых, я могу понять. Но таган, дол кечник, ярцани, дол вопрос решить мадалой церковь. Таган, еще и бежниш, далах, пастбище, вопрос решить мадалой церковь, сайт. Сегодня насущий вопрос дала и там решить до Халмадати, соберите все эти 2-3 села, которые вокруг Кискем, Инарки и Сагапши. Эла хошвой вежибу, ойчадыш голфкер, уже цаюрт хульшу, хакеркешникер, дало алдизвой, ой цаду, ой бусу алмалой церковь. Никто же не запрещает этого. Цундер бог что сайт. А? Да. Но единственное, что ауха ситуация с одним кию, он говорит, ауха уж 200 тысяч. А псидаха ит эзербеватиш. Имеется в виду именно псидахи, вот эзер ит эзер эту как колебаться дешь больше. Его как эзбу. А ауха разброс йокью, из итях юртью, и плюс прямо граница с Чечней. Если бы Псидах граничил бы с Чечней, никогда в жизни тебя хинц лилур дацаря. Я клянусь тебе Аллахом, хермадацар тебя ихун. А чтобы хинц, в принципе, даму хинца халдатик, дало сава, с ибог дати. Но все-таки идолник Диха, это получается северо-западная часть Нестои. Ага, не село. Да, от Чечни это северо-западная часть Нестои. Вой карте техач. Цера это получается северо-восточная часть Ютери. Нет, северо-западная часть Сера Ингушетия. И Псидахский район. Диха аго не слушаю, более Сиха аго не слушаю. Ищу тебя, ел метик, цондер Диха аго не слушаю. Но Диха ела, Сиха ела, дюки у табеш ногчибу, ой цантеху терду, хиттахитин, ауха изхалду. Но и вопрос, ауха дег, дюки дег, понкисян, пока умолилу штац. И вопрос решить далоца, ногчикам бяхки мадибах асана хуманюка. Мабах омиг, бусул был мадиц, кидик мадиц, ха? Отсун, хуэр хетинца, орез дикезерер. Циган, куэн дуинда, псида реха, эшки политика, волшбат было долы 90-х годов, дуинда, Карбулакиха, ночи общаться, дина стухена, совет айдол был дуинда. Выживать дашь ночи, тюгер выжить баш. От Карбулаки дуинда хацан баша, всех والله بالله يصير تخوش البوليتيكا يكشش دلا يبدش دلا ينوخش إذا خبرت يعطيك إذا خبرت سيجي بيشتبك حيحش صار ستر جازة يي سنو البوليتيك حيحش ينوخش إرباش لا تتصلوا أبشات دينا دوختي تيجي 17 году но отсюда аж до сюда нашло штаны шейн цоти целобар бера тено да и цоти целобар так выжит дердати так ахарчияти бусер был мечаду так qalbüçe hoş han kamel da gaç hoş milli su gaç bu suna nasihat da büyüloş bu serdine khoyloş ve payamar sunat diz büyüloş şimiyete metke yiz büyüloş Tamam, şiye kanten iç voti latçalı bağ doktor simnatım. As общаться dina atsiga aşpal sidahe na sen iç voti ne etalar hudu. Davu bu naç iç voti uşat. Ata ek dahaj bu. Ak vejit biaş bu takan var erhir batın kan. Untaç ahsun lattuş sorsa sanatsa da insan davu biysa. İta amca hayoş politiku. I politiku te da hoğutana инекции оледа, вот, это она выжит яша шеш полшбуш, шеш плохошбуш, что куда кешнеш дать, что куда латта дать, что когда я цела политик хаяхшу, ползучи инекции, вал бешбу. На самом деле Ахмадика жютки политики уж хаяхши, das Ахмадика ихкарихум, цан боку цаиз, и боку хайхельч لدوات لا تنبقوا تان شين ديسة دوش
هذا شيء نجت دكتور على سنة نرجع خذ أميال ديش أو هرم ما تقول أولخ يتيش يو الله تحديش عن أبو يجن إتيجا قوش بولش ديكو بول نودل وي كوتر تيش تبيز لم دو إنه تيرنك شب دالتي تير بول بدي تديزوي. Tehto, Peterso. Дээрээ схэлсайд бодик дэшэ ползучий энаксияла о ситуацияла ха вая тан лилушты кун лилушту нах сем халит нах шея латтанстег махстег ларам халит лардайт сема хворша лилуаш наха хулилуаш духа диез вой нокчуша. Вой махка хулилуаш духа диез, вой лулхуаш хулилуаш духа диез. Дадах диез розову очкиш. Йит ишей тюрнаш. Унядин до Москва уахейн мужги чухара эл, мужги чуважа эл. Эт свадол экегимерз хомшту, уш мужгиш лилуаш дать. Ежуктиш лилуаш дать, етер бала бать. И вечно и мужгиш да тюач. شيء إديش برتاكي واتياشا شيء лук хадяш лук чаптедать. Сундера такие вещи надо, конечно же, пресечь. И пока у нас сейчас не задали следующий вопрос, я хочу поблагодарить. У нас еще один с Ютуба задонатил. Два человека с Ютуба задонатили. Один человек с Телеграмма. Там 2-1 идет. Аж целых 3 человека задонатили. И один из Инстаграм задонатил. Наш брат Уэйс Болдиснек Эзершка Содолетил, дал Сидвал. Он на второй эфире Лацарна, Массарна. Так что 2-1-1 идет. Ютуберы побеждают пока по поддержке нашего канала. Телеграмчики, инстаграмчики отстают, но и то хорошо. Итак, продолжаем дальше наш эфир. Какие вопросы, что вы хотели задать, что бы вы хотели спросить, дополнить и так далее и тому подобное. Аж бях мобила, что ас дук хемилер, да? Ас свежий салаты, да? Кажется, я с солью немножко переборщил. Йоуха-юает. Хаггавела цундер всех хемил, сон $1 дверь. Так что ищ ситуацию. Хватит. Хида больше давак, бая. Сокка лира. Да, есть такое дело. Что-то я хотел... Да, кстати, хотел поздравить. Я хотел поздравить наших ауховских братьев. Аухуай. В Дагестане, если я не ошибаюсь, среди ауховцев, золотых медалистов, если... Моя статистика верна, 21 умяцун закончили золотой медалью именно Нохчебуй, Дагестане аж был. Закончили 11 классов с 100-бальными, самыми высокими 100-бальными рейтингом. 26 вориша, 24 вориша. Из-за хазнеясан бог хаамбу, из-за хазнеясан дикаду. В Дагестане всего, если я не ошибаюсь, их 39. Я могу ошибаться, плюс-минус. Но среди них 20 с лишним это 100-бальники чисто Нохчебушу. Так что дал я оберт кюэл, оухер бездвашка. Дал сидвел, дал дух дахдвел. Нохчикам шувежриш, шухама шухдах кедяшту. Дик диеша диеш, дик диеба диеб. Дал ауха му ахрю парат хрю, шу кваш дианирю. Но ишадик херду шунюк абарт хелчане. Тхошун дошду, но барт хелбиез. Лебедь, щука и рак — это не та тема, которая нам нужна. И что и хазха бахлушворсу, так что у нас есть хорошие новости по Ауховскому району. Так, хата что? Ибраим, есть какие-нибудь вопросы в Ютубе, в Рутубе? В ТикТоке, если есть вопросы, а что хайсал, жвак лурдуцан дала. Да, мы можем какой-нибудь из материалов зачитать. Да, кстати, хотел бы поблагодарить
вот за этот документ, обращение, которое у меня есть, да, и Аларова Табарзюй, YouTube чуаву мяцуновой, ваш Аларова, он для работы подарил книгу «Кавказцы», название уж, Семена Броневского, 1720-1800 года, кажется, если я не ошибаюсь, этого периода, и подарил вот этот вот документ, который оказался внутри этой книги, Цани Хадилацу, ну, Аларовуки, Алароевским волкам, дал Сида, дал Духдаду. Я хочу именно у нас и тейповая тема, цажим оживить яша, чтобы дик динагуй, цюн тейпан цею аккарю, хаза вайгдалу, что она остал дилду, харачу ачтикник дня, харачу эльду, эльстанчку дня, эльстанчку эльду. Я обычно, когда бено заур аль-аязинуса зауру донатит мадина, я знаю, что вот заур это не только от себя, это биноевцев заур сделал там. Айса Абадыгдич, Гюмсерник, я не знаю, Гудурмевский аль-аязинусу, Айса Москва, я знаю, Ит-Эрлову, ну почти всех, это Чинхо Сайду, Рустам Пешхову, так, Вяппи, Уэхчуах Аухера, ну так понемножку всех знаю, кого знаю. И тейп на штыре все равно, что и Анда, и тейп, Лам, Юрт, Бау. Вот эти все исторические моменты нам нужно оживить обязательно и довести это до наших потомков, которые проживают за пределами наших регионов, чтобы знали свою историю, свои традиции и свою культуру. Аухай бюзанк энтибук щекоят шварт на уастибуса цигар. Да, лидервац бахнохчуну, да, Си-2, да, Духбахва. Это хорошая оценка о наших братьях. Панкися берж ишт берзлою, ауха берзлою, панкися берзлою, дюл кюрта берзлою, милч метя, этя, кезбу элца аш. Литер дольши, шейса, қвацадяш, литер борш, дюл кюртарниш бу, цхана хуннах цақир, цхана хуннах хашсайур. Иш же панкися нохчи бу. Шеш мелк ezgdala, hu adala, легче садалур дош. Пуцундера анонимы ютубе это и был Заурбах. Это я понял, принял, Заур Биноевский. Но я же зачитал 2 с ютуба, вот я и сказал, 2 с ютуба поддержали. И что вам, Цантана? Нет, ведь с такого там поддержать, Ибраим. Вот это хорошо. На безрыбье рак рыба о шундук сунеды. Ибраим, вопросы, есть гости, есть вопросы, задавайте. Ой, хан юшун важный. Ашхатташ дичи, я могу много чего рассказать. Ашхатташ садичи, я могу прочитать и рассказать что-нибудь. Просто я не знаю, я о чем-то начну, только вот не тейповую тему, тейпнешь, хадис вула. Только ты заканчиваешь, начинает другой человек, че тейп надо, и времени не хватает. Про тейпы мы напишем. Или просто коротко скажем. Нохчебу, бац. Примерное количество, примерная география, сколько их проживает. Есть у них родовое село и башня, мы можем сказать тоже. Ну, по крайней мере, если это тейп большой. Цундера, знать-то мы о много чем знаем. Скоро у нас, я не хотел забегать, у нас скоро выйдет новый фильм, подкаст, на котором мы тоже отвечаем на очень важные и нужные вопросы касаемо башенной архитектуры, археологии. В гостях, мы были в гостях у Нохчи Фильмс на подкасте, где-то 2 часа как минимум, ну 2 часа или час-полтора может быть эфира, вы можете посмотреть, где будет говориться об археологии, мы закинем, обязательно ознакомим вас с ним, можете ознакомиться, узнать, и думаю, что вам должно понравиться. Мы там отвечаем на главные такие проблемы, касающиеся нашего зодчества, нашей археологии. Ну, интересные моменты, короче. Не будем забегать вперед. Скоро увидите на канале Нохчи Фильмс и на канале Дзурдзукети. Вот, на двух этих платформах. Сперва разместит Нохчи Фильмс. Кто захочет, может посмотреть у него. Кто захочет, посмотрит у нас на Дзурдзукети канале. Это dzurduketi.com. Это наш чисто чеченский канал, где вы можете найти онлайн книги электронным. Очень много, различные рубрики, которые делает Зелим Баса Ибраим.
Так что вот так пытаюсь, я везде пытаюсь все, что могу сделать в Изре. Я даже вот мерчи мы собирались дарить с Ибраимом. Надо было 2 мерча у нас готовых. Один я отправил через ДЭК нашей сестре в Москву. Но почему-то там они его остановили. Сейчас вопрос решает, куда-то в другое место направили. Мне его нужно отдать, этот мерч. То есть вот с такой картой приблизительно отправить в Москву. Другой наживку нужно было передать. Она должна была связаться с Ибраимом. Это хорошая, красивая фирменная кепка. Тоже с нашим логотипом. Ну, шадик шурхасхетит. И дакачит, гарч, сейгер цаг, софт даур дарит еш. Привлечь валур барит еш. Массу аур, карлю шусу. Нинста, нинстурду. Эхтунш балдик дича, как говорится. Башлам, спасибо за правду. Ну, стараемся, по крайней мере. Мы готовы, опять же, взаимодействовать. У нас сейчас будем работать и с лезгинами, нашими братьями по истории. С радостью готовы работать с нашими братьями-адыгами, черкесами, кабардинцами. Точно так же, как говорится, и про карачаевцы, балкарцы. Мы готовы, заходите, задавайте вопросы, и мы будем общаться. Так, Башлам, какой YouTube-канал про нашу историю ты посоветуешь? YouTube-канал посоветую bashlam.39 live или же dzurzuketia.com. bashlam39.com. Это наши сайты с нашими доменами. А так лучше сейчас, который пичкает всякими няшными, крутяшными вещами, шняшками, различными штучками. Это ведет Ибраим, она называется dzurzuketia.com. Ибраим, скинь сюда на наш прямой эфир, чтобы люди могли по ссылке перейти, если что, записаться, вы увидите на dzurzuketia.com. Там вы найдете очень много электронной литературы, которую Ибраим размещает, и специфическую, и археологию, и лингвистику, то есть и какие-то интересные вещи. Вот. Мы работаем везде. Да, кстати, у нас есть каналы на Рутубе, в Твиттере, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Даже Ибраим сделал ТикТок. То есть в Тиндере мы есть, в Трейдсе мы есть, везде мы публикуем все. В Иксе мы есть, в ВК мы есть. Масанавай публиковать ящу. Везде про нашу историю, культуру. Хабад, хадаящук любойчен. Пич-пич, что и про псидах, и про аух, и про пранкиси, про все мы пишем, про все публикуем, но главное, чтобы информация была достоверна. Были ссылочки, была хорошая достоверная информация, все это мы максимально, чтобы забить интернет-пространство, иншаллах. И, да, ну и совместно, конечно, с нашими проектами работают. Это «История чеченцев», проект наш брат Рустам. Это проект в Инстаграме «Нохчи-Нахчи», наши братья. «Ламаст», наши братья, которым мы взаимодействуем. Потом еще с «Идобанча», и «Арч», да. Ну, короче, все, на кого мы подписаны, вы увидите. Там взаимодействуем. Очень много роликов мы начали делать в соавторстве. Альхамдулиллах. Просмотры на Инстаграме. Маша Аллах. У нас не проходит ни одного месяца, чтобы были просмотры меньше 1 миллиона. Это на забаненном Инстаграм-канале. Имеется в виду, Россия сейчас находится в изоляции. В принципе, да. Но просмотры по всему миру идут. И у нас статистические данные идут, и вот буквально, вот я сейчас немножко пришлось выйти, я отсутствовал 4 дня, из-за этого до 570 тысяч снизились просмотры наших видеороликов, а так бьем рекорды для Инстаграма, рилсов, шортсов, миллионы просмотров, это очень хороший показатель. Нет, рекламных контрактов у нас нету, по крайней мере пока нету, но мы всему свое время, если кто-то будет, я честно сказать и не рекламирую, не говорю, если хотите заказать рекламу, заходите. В Ютубе каждый месяц 1 лям, в Ютубе каждый месяц по 1 миллиону просмотров у нас, это хороший тоже результат, это все нашему берлинскому, центароевскому волку Ибраиму, который работает у нас
24 на 7. Да, наш штаб в Берлине работает 24 на 7. Центароевский Волк из Ачхой-Мартана полностью подключен. 24 часа. Рутуб, Ютуб, ТикТок и Одноклассники. Ибраим ведет с Германии. Остальные социальные сети здесь. Здесь я работаю в сотрудничестве непосредственно с историей чеченцев и еще пару ребят, которые я вам назвал. Все у нас координировано, мы делимся информацией, мы проверяем достоверность, не пропускаем ни в коем случае какие-либо нарнийские и так далее, тому понтовские. И, конечно же, огромная благодарность моим братьям и сестрам, которые присылают мне ежедневно директ, где бы что бы ни упоминалось о чеченцах, они сразу это берут, ссылку отправляют, проверь, мы проверяем, если информация достоверная, мы публикуем. Если фейк, мы опровергаем. Если уже было, говорим повтор. Так что, выжри, я не знаю, за это нам никто не платит, но мы очень хорошо справляемся. Мы, это я и пару человек. Я. Ой. Başlandı, sağ vardı. Ha, hal. Конечно. Конечно, еще да. Еще и хуже, инти, хуотона, историк, ватсо, хуотона, я грамот, выше, ватсо, та сул, что целуш, мабатигара, от Ингушетия, дешана была. Историк бубош, беш бала, кебеш бала, целуш, мабатиш, и денька, вей шей ца йолшиха, кик амду бош, дол амялдат, бух боти шейн хушиха, ака, хайн яхцахиета, дали пэлмат эллек донди, хайн яхцахиета, хайн лук дила элле, хайн яхцахиета. Сайт, я дучтик дать, сайт. Hiç первую часть я что говорил, если обращали, да, юешчина. Включиться цеделерса. Дучтик дать полностью почти что один в один. Дицин дол дичнейше. И 91 год я псидахер Малгабекер был, аж был выжри бори, цац был, уаж спаш ночиш. Царь из дюцксин. Только в разница в том, что ты это говоришь в 2025, а они говорят это в 1991 году. Ой, дичник дичник слайна. Шикод ваш оли, та 6 саат дакка хаалта. Сайд валит, сайд вистхулит рвочин. Собрдил, дама вола, сайд вистхулит. Шавоцик губара, олбах, шавоцик губара, шенжёжати кячёл ту алак кячёл. Шеку я. Так, ицагуш буш, дешен на бала, кебеш бала. Бац. Чуаш, цаху швой вежери. Шейтан балбеш буш, скорее всего, шейтан балбеш. Да. Шейнка вот это. Да. А вистрелета вокты. Бек модер самца важной темы, что есть хуже, что цаху ше нахал меко, цаху уж был чанахает, а таши подош аваларса. Вой вошел башлам с ол шхаздас, почва дюч хаздас, а ну складалина вой лулардон. Юайке луквой. Так шеу шоктони лукан. Где-то Сюрин за ушки, Инсбуан, да, мула, двое, окшен, он аборт прибу, это башлам, сбир, бой, алхиецкум башлам. Да, милю яли на камуля, ас яли лири, яли на милю муля хайта сек. Со, яла лири. Все. اش يعني ني وين ميكس دو تلوت لوك شيك ده شين قوم يوقع برت خليد دي اوش شي ولا وي يزيز قواريات يزدرو يقوا ايلات ايش تاشتايو لا так бабаре дика только там спорили, я это на пошло. Сеге это буду просто суд. Я лица хасуд. Но если кто-нибудь найдется такой сюга цвати сурьяру, чего садьехар, чтобы хотя бы ну точно, ну не старше 25, шатели поймал. И старше от Айрор Сацули. Это уже Башла. Ай.
Tanzila ne etti? Da atıyor var ya yo atıyor değil da atıyor. O nuskal elde diye son keren dina Türk Antalya var duve damla. Değerli. Miç ayağı şu. Aldo. Gihta khidu toy gihta. Gihta o hava bukul o çun. Değerli seyduel değerli bereket ediyoruz el khir. Hava Et tubla değerli hakikaten duve değerli. Gihtar nach sonduk bir şu. Ama dinço bir kuza. Damla. Hava et tubol gihta. Deres khir. Değerli zavurs elle çok doğru taşışo bir sedella. Ha şişo sedella mastella. Asi завурси. Цакошо дала завур. Цажим айчаны. Последняя версия yok Erion завур. Тогда очень жадный. Де дала. Шишо вети дала. Яхан мастерию чубаш. Вала, ца моца дала. Шишо вайши. Пандемия yoş düştük evim уже. А пандемия yoş ген дуинда аук сюецане. 19 года. 25-й дуэн уже. Счетчик крутится, ладно? Ладно. Каман кайнен Швейцар яцвай. Вайши шиба хинс ва вайши. Сава язы вайши хинс шиба зук али язы. Да хазам ходи. Акчуа шиумс дейца. О касар хилок дейцаш морсошум. Как раз акчуя новый эфир, я. У нас в эфире был разговор, и мне зашел кто-то, один из норвежцев, написал: скажи, что тебе сделали там соседний народ. Я не хочу называть сейчас название этого народа, но он говорит, что сделал такого плохого, что ты вот ополчился так. Я клянусь Всевышним Аллахом, нет у меня ни приязни ни к народам, ни обществам, ни тайпам, нету этого. Просто к лжецам есть конкретные претензии. Так вот, я говорю, да нет у меня никаких претензий, да и знаком я ни с кем не был. Единственное, во время студенчества, когда я только поступил в университет, альхамдулилля, деку, когда я поступил в университет, у нас была методистка, Луиза. У нее была дочка, она была очень красивая. И Сайн Хазелир Аллакас. И я этот случай рассказал в прямом эфире. Хотя это я понимаю, что это как бы отвлечение от общей тематики. Ну, просто я вот как-то... Кроме нее, я говорю, я больше никого не знал, ни с кем не знаком. И вот начали, Тахуняды, Харивожи. Смотрю, на второй день, они вот такие пишут комментарии. Вы знаете, почему Башлам обиделся на весь ингушский народ? Мол, у него была девушка... Он был знаком с девушкой, она ему отказала, из-за этого он сейчас, вот, прошло после этого 12 лет, я сейчас это вспомнил и сел, вот, мне больше делать нечего, как вот из-за этой девушки, которой 12 лет тому назад я ничего не сказал, не признался, а просто она мне понравилась, за то, что она вот не была со мной, я работаю против. Настолько, и причем это пишут взрослые люди, «Канбел нахбуиш». Ну, по крайней мере, шоустре пришедос, так, 45-50 лет шедо. Сумца, вот что можно было, конечно. Беза, халом, маду башла. Ой, асбаб, что, забарин, Ламаро, видать, женился. Говорят, что я женился, говорят, меня женили, я не знаю. Теперь я официально... И теперь я не могу тебе сказать, что шунуц вац, понимаешь? Сомуат шунуц, я не могу сказать. Получается инсо шунуцу, и я должен официально сейчас повесить сзади другой флаг и перейти на вашу сторону. Башлам, тебе сейчас... Башлам, тебе сейчас сколько лет? Мне? Я еще не перешагнул возраст молодого человека. Дух дуса уже ваша. Сейчас не скажет, ну, 40 с хвостиком. 40 вот с таким коротким хвостиком, я думаю. Ладно. Мало сегодня толкану лоху. Ай? Там заметили днеешь, если ну слава гайнждун там больше осом удал башла. Агадил арвель сом рячил сомнение, сейчас может и на самом деле там поехал, там подсуетился, может ты реально переживаешь там. Бем, да? Коридорчу, ажам, басам, коридорчу.
Коридor. С коридor çaylar tam bu. Я там. Там пошла. Ай. Просто и нахуй наксан учуя YouTube чуатана ладош. Вела и минута раз он прошлый эфире мастеры назран созранери уэре. Да. Унеясный плакат. Это босс. Это что этого плаката не было. А синта бо дуй бог в жизни свой генмает плакат. Лавина усо قينا усо توان بالت شين عشرة минут кадр ونتصليش نستومنت يا коре решал площадь шея гушил что никогда в жизни кинул да ну ладно цулт я танакуас чуял ты врешь он я меня этот плакат был ты лжец, вот туда-сюда босс, а он сейчас уволил. Да, это босс, ты уходишь, уволил, это а что ты здесь уволил? И не знаю, что она почувствовала босс. Сейчас оглядела связи, веруешь. Дело до него уволил. И он бьёт так, бьёхом, что он ген моя, то бинем чува. И так бивала, кахировать. То камера мода, да. Дитан, бо, хорошо, я тебе одно скажу, бо, аскамата, вот его слова я повторяю. Вот мать это святое, но я тебе скажу, и тут я то диндо камял дуй, дели руадуясен, дел поранор, бакдолс, бакмадуй, таматца сон инакуас керогы, просто самым нечеловеческим образом, самым зверским образом вырвался нахуй. Отцел, брехуны, отцел, отцел. Закрытый аккаунт, Ери? Бил камеру. Мод душа, бусал так губо. Закрытый аккаунт, Ери? А? Аккаунт закрытый, Ери? Я и балбитон, я даже не успел, он тоглать это каверсу, сразу удалился. Ну, обычно о судьбах они начинают... Не разобрался просто, сразу... Да, я знаю, они обычно начинают... Наксан, хосты бэрши, тума, кучуат, она ашвол, фихеш, вела. Валлахи, биллахи, таллахи, сдуй бухун. Тамат, я афдойзан. Я гайна, сун гангин, харвармни, я сун гангин, там опять хашбойхун, те дели руадуясан, дели коран нураста, бюга уюш уюрмова. حيزة وياش وما بيسو وبشدت بوجود ما هو غش الجورة خواتن أشرو يقولوا ما Так, этот момент, конечно, у нас в эфире мы вырезаем. Вот баршиот, вот стабиот, мохарю. Хрен. Это святое, но я тебе скажу, я то диндо камял дуй. إذا تسونا كرر دال الله تسونا كردو يتردوي Амин. Ищет больше, я те больше, очень шошу. Итак, друзья, сейчас нам задонатили и поддержали наши братья сообщения Чинхоя Кузабу, Чинхой отметились, задонатили и поддержали наш канал. От брата Тимура. Тимур задонатил и тоже поддержал наш канал. Эй, Уарстхай, Мержоевские волки в строю, Котор Юртер Мержоевша, донаты айтын война, сообщение язын, Мержоев, Везри, Уарстхай, дал си дуэль, шу дал дух да дуэль, дахала шу нохчу берзлою, вайцакамду, хиладу хирдо, что иншалла рахман гуттара. Так что вот так 3 человека, 3, 4, без вообще ничего, просто хаяню, без сообщения. Из Даалу Шварса. И особенно важность, что здесь не важно сам смысл доната, но очень приятно, очень мне нравится, когда на контакт выходит на самом деле Сюэцани Чо активно бол бяша поддерживает яш материал лохша от яша вайвежри Уарсквайбу Инзри Чо Галайбу Мержуайбу Цичуайбу. Вот сейчас вышли некоторые белхороевские волки, тоже на меня начали цать информации, истории, само собой, 100%.
Вайцаду, Цапамду, там, и они даже никакой войнах, они даже не обсуждают. И сейчас Белхорой тоже, белхоровские некоторые волки тоже начали уходить. Мелкие бувайцы, они на связи. Эккей, само собой, это весь западный сектор. Эккей, Сирноводский, Асиновский, Тирвай бушунеш, бишпиш. Наш хвайбувайцы, активно связи. Чин хвайбу и Гихтерниш бувайцы, они аухир берзлая. Периодически нет связи болвай. Они как это, спящий вулкан Санбу. В чем, что я хотел сказать? Когда они присылают и показывают к чему-то целому, единому, вайцанду и хагойте, вот идут важность момента. Инчин хуай шайша гайт, шпухиберш бу, в чате поддержал. Так, что там сказал? Так, в чате поддержал, ба? Ага, сын Кавказа Нохчу, ага. Сын Кавказа Нохчу тоже задонатил и поддержал. Сын Кавказа Дересхил дал Сидуэль, дал Духуахуэль. Будущий Эзершка Соду летел. Не важна сумма, как говорится, важно, что вам нравится и вы поддерживаете наш канал. И мы будем вам рассказывать все больше и больше интересного. А Заур, тебе я скажу так, Ваша. Все, что бы ни происходило, во-первых, Ханана Цанина, Хот Цанина, Ахинс Даэлек, Даэлдерлис, Шекуйоч, Адахайтин Хай намерениш. Но Хай нервшуй, Хай нервничаться дешь, Хай хладнокровно, будь как удав, Карворон, рано или поздно Карворон. Мен сит экойднаг, десит экойднаг, из-за этого уже непосредственно... Мои нервы там остались 90-х. Всегда эссенция нерв. Да, начиная с 94-го бая. Просто кучерк, خدوشون ترتش ليش كتوه قويت أنا ترت هذا الموضوع أقول شو сейчас сразу блокер قوس плюс минус из دوتش просто قوس он был камел лишь вообще смысл да харят Истанбул это вот какой-то фетиш у них к матери, я не знаю почему. Это реально. А знаешь, да, это Дон. Очень темно хулшту. Лизгинштане хулшту. Лизгинштане бол беш бо хабош бо бир бол бо это сейчас же ситуация, что накаленная мою тяга. Ага. Ты с Азербайджаном имеешь в виду? Да, там идет определенная конфронтация, так сейчас пока. Ну, какая-то работа идет сейчас, просто они немного увлечены вот этим вот вопросом. В любом случае, Лизгинштане, связи отдувай осега цер, и цацдол шейх и мансури, кирыч дубах кардиан, суязин. То есть вот у них такое-то непосредственно на арабском. Да, разницы нету на арабском, дала, в общем, перевод юитарион, сангер хайн, дала хайн копия, эти яйтана. Я это самое держу на связи с Оксаной, и Кира, там есть, задует Эрдон, вот, и там еще... И там, Айса, он же все-таки, мы же подтвердили, да, данные, что он учился в Афтах, да? Я вот точное подтверждение еще нету, но другого места не было. Все туда ехали учиться. Вот, Магомед Яракский, тебя хлвать. Да, но что самое интересное, Магомед Яракский на 10 или 15 лет был моложе шейха Мансура. И он учился у Мухаррама он тоже с Ахтов, да?
Да, он с этой местности, он был его учеником и был его, стал его зятем впоследствии. Поэтому такая сейчас версия, предположение есть, если шейх Мансур и образование, то есть знания получал, он мог получать у этого Мухаррам Эфенди Олыш, Хилвубари, Казнехсан, Озаманча, это самое, и Илм Дойш Дас. Почему это версия, одна из версий? Потому что ведь у Мухаммада Ярахского ученики-то кто были? Гази Мухаммад Хилсен, Гаузатбек, имам Шамил Хил. То есть вот эта вот цепочка, да, то есть преемственность, она до Мухаммада Ярахского шейх Мансур Марян, он же знания там получил. Источник получается один и тот же. То есть откуда получал знания до шейха Мансура и Мухаммад Иракский, и шейх Мансур, значит, получал от этого Мухаррама Эфенди Олыш. Вот сейчас вот эти вот данные, библиотеку Маха, Каринчелтя, и вот эта информация. Еще там была ситуация, что Дакцайолсон, он мне прислал, этот человек, Хаят Энерсон, он 300 лет хилил история, вот 300-летней давности исторические вот эти документы. Библиотека тоже сохранилась, она сейчас будет изучаться. У них вот слезгинши, я мою и знания своих лет. Ну, конечно, да, серьезно, Башла, и частная библиотека, он стояла, он шорт кинешь, чтобы люди приходили и получали знания, молодежь бы приходила бы наверняка. Вот. Частную библиотеку тебе надо открыть, ведь есть же в мире частные библиотеки. Да, у нас частные библиотеки. Нет, на самом деле, я же книги покупаю, Ваша Духаеш. И мне книги, мне редко, хинсун книги я их говорю, всего там, если, Иса, Адам Бошвой, Цавошаву, Эльзаю, человек даже с 10 не будет, книги, остальные книги хинсун, донатите эфире, я на них покупаю книги, которые нам необходимы для работы, а так, книги мне не присылают, потому что на самом деле донат там, сколько там, донат, я что там, 100 рублей, 150, ну, может быть, 500 рублей, может, 300 рублей. А книга стоит, извини меня, она стоит, и 7 тысяч, и 10 тысяч. Книги, которые я не могу до сих пор себе достать, Люш Нахбуса и Сун. Это книги, двухтомник Сигаури последний, 2016 года. Он стоит 20 тысяч, 25, я последний раз есть они, кто их дает мне почитать. Но мне почитать они не нужны. Мне нужно отметить, чтобы момент еще. Он работает. Да, для работы нужны, чтобы я мог пометки делать и так далее и тому подобное. Он мне достал, наш брат Уажсхо купил. Я ему PDF сделал, отправил в Америке Ашуи. Он попросил книжную бумажную хайнит, что PDF я пишу бельшан амулачвар кодекса хаята. Мы сделали ему PDF, отправили в Америку, а оригинал он оставил, мне подарил. Вот, Лечи Ильясова книга мне тоже подарили. Вот сейчас великолепная книга, которая очень просто, это настолько реально, кто любит чеченскую историю. Вот такого вообще, это братья Асхабова. Он гений отца, это вот такая вот книга, я показывал, вот, посмотрите. Эта книга просто-напросто самая вот сейчас из самых имеется в виду, вот из цветных, сделана вот она в виде black, черная, да, вы видите, да? Очень хорошая бумага, здесь чеченские оружия, мастера, клинки, черч, сабли, все, петроглифы, хокинчики, айоч, только чеченское, по всему миру, где там есть какие музеи, просто фотографии, из чего они сделаны, какими золотыми материалами они обделаны, просто, смотрите, примерно, чеченские кремниевые пистолеты, середина 19 века,
верхний из пистолетов отличается редким внушительным размером 64 сантиметра. Он богато украшен серебром в стиле, характерном для раннего чеченского оружия, длина которого пистолета 56 сантиметров. Стволы, по мнению автора, местного производства, они не нарезные. Клейма, орнамент или каких-либо рисунков на стволах отсутствует. Город Грозный, частная коллекция. То есть он собрал по всему миру частные коллекции. Вы просто не представляете. Вот, кажется, что все наши чеченцы, которые военные в Чебешпаре, опять же, здесь есть национальная одежда, воинское снаряжение в этой книге. Я, честно, сколько она стоит, не знаю. Но сколько бы она ни стоила, даже 10-15 тысяч чувствует, но здесь они настолько очень... тот, кто занимается нашей историей, эта книга должна быть обязательно. Здесь непосредственно меч шейха Мансура, автобиография, фотография, клеймо Ахмада Уцмигова, то есть здесь... который шейх Мансур по национальности родился в селении первый имам Кавказа, предводитель народно-освободительного движения горцев, 1785-1791. Он остался в памяти кавказских народов. То есть, короткая автобиография, плюс на английском языке, на русском языке. Просто великолепно. Все передать невозможно, но, опять же, я повторю, гихты, гуардли. То есть, смотрите, чтобы здесь каталог есть, да? В задней части есть каталог. Здесь инсмасала Белхтой, Джонсу 1805-1855, клинок кольчужник, Согаиб 1835 год. Клинки также изготовлены рукоятки и ножны обтягивания их кожей. Зубайра 1840 года рождения. Абу-Бакар 1875-1944. Од Оршхала, 1877-1944. Ирисх, 1810-1900. Доху, 1835. Абу-Бакар, Чоли, Оздемир, Музов, Таршмах, Мухаммад, Бекболт, Муск, Элм Айл, Усми, Одул Айл, Темир Айл, Алабхад, Алдабир, Байтул, Оч, Сейдно, это все мастера, это клиночники также занимались производством ружей, изготовляли порох, все они белготойцы, Белхтюртархалыш. То есть, если кто-то интересуется, допустим, белготойской историей, здесь можно найти, кто был у вас оружейник, кто у вас делал порох. Вот такой материал есть. Масала. Бачюртарниш букут я. Причем они на русской версии, английской. Лапнойрениш букуза. Вашандройниш букуза. Азлаш. Кемичер бу олшун. Дальше смотрим. Жимч атканиш букуза. Аухой каштар, ширш каштар, мюнхиш бу. Алготей хилла, Адам ши хилла, Кадар хилла, Исмаил хилла, Арсан айла, Мата хилла, клиночник, кольчужник, клиночник, парч хойлар, Адселам хилла, то есть здесь перечисляется. Азла. Дальше смотрим, чтобы было понятно. Тахаю, Бабиеву, я горш мешку. Атах, старые атаги. Хузады кадеду. Йокч атгасан герздяш наха. Клиночники, изготовление оружия, пистолеты, клинки, клиночники. Кадеду хуза. Тахаевы, Бабиевы, Бахнаевы, Джамалдиновы, Исраиловы, Зузиевы, Магомаевы, Магомадовы, Нажаевы. Ой, велмавасума, шайрик атгад гулухлаш, йокч атгаючи. Татаевы, Хамзатовы, Чапаевы, Яндаевы, Йоша Шамел Бирша, йокч атганиш бу. Теман гирспяш, герштяшпиш. Йок атгар, Кицао. Потом Ахмадовы, Абдурзаковы, Башировы. Ишмялдук буайшум, Башир, Баттак, Джамалдин, Дики, Хадис, Магомед, Ахьяд, Бакар, Исмаил, Хусейн, Огзар, Хамид, Манаш, Салман. Короче, кадедук, короче.
Здесь щиты, опять же, которые были у наших чеченских воинов. Короче, покажу еще раз. Вот эта книга. Покупайте, купите себе эту книгу, если вы занимаетесь чеченской историей. Герсадек Хадяшдер Мосул Шара Ашбар. Братья Асхабову сделали великолепные. Они по всему миру разыскивают чеченское оружие, которое в частных коллекциях еще со времен Кавказской войны. Делают фотографии, делают как бы... Это каталог всего чеченского оружия и тех, кто этим занимался. Если кто-то ищет там, занимается чеченским оружием, можете найти на этой книге. Точно так же... Нужно мне уже открывать частную библиотеку, раз я начал. Нет, Башлан, это очень нужный вопрос для развития наших подрастающих поколений. Вот ты берешь книги, да, ты же для работы берешь, также любой может быть, скажем, либо школьник, либо студент, приходить, то, что ему надо, интересно, в частной библиотеке и найти информацию не только о Чечне, о мировой истории, потому что в любом, кто бы что бы ни говорил бы, Кавказ — это колыбель человечества, это всеми признано. Я люблю путешествовать, посещать новые города, начнешь, скажем, условно знакомиться говоря, да, с новыми людьми. с малого, да, то со временем, может быть, будут люди интересоваться. И еще один момент. Многие люди современные, да, скажем, условно, они же исходят из прибыли, да, то есть если выгодно, они занимаются каким-то вопросом. Но, наверное, они еще придут к пониманию, что самую большую прибыль приносит наука. Наука, история, знания. По идее, должно было быть. Да, это, они придут к этому, потому что вот сейчас, если, скажем, условно найдется какое-нибудь письмо или что-то, выйти из куда его дорогой отдать? тачки, К примеру, чтобы я вызвать такси. говорю, Да, там, детка, это бред. Ты в брат частную Индии. библиотеку можно же отдать, скажем, ну, условно говоря, если ты не даришь ее, а положить, чтобы люди могли приходить и работать, да, с ней. Вот, а отдашь какую-нибудь другую, там, скажем, казенное место может пропасть, могут украсть, могут потерять, да, условно говоря. Да. Поэтому, я думаю, это было бы нормально. Национальный музей, конечно, точно так же потеряли. И вот еще одну книгу. Башлан. Ай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи Ва ва алейкум баракатуху. ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. То юбе кандидат, но из книги, да, из Азан, но до чего интерес хотелся, Азан, были. Шит соуса духой. Газ дяшпер занд хвастюк ахилли амхырду. Зандак. Там надо посмотреть. Здесь освободил, здесь просто, чтобы было понятно, именно Герздяшпеш Бибац, смотрим. Б, так, Белхтой Юртью, Гуардлуа Юртью, Гихию, Дергаю, Дойкур Ölью, Элью. Так, сейчас посмотрим. Эндрию. Зандхуай нету. Это оружейники должны быть. Именно оружейник шмон куза бючбеш. Ищиацука. Герздяш почанюка бац. Вардлуай был, но вардлуай хуй второй. Свободял и целый. Кичана усус. Из-за книга называется Чечен Армс Ютун, чеченское оружие, если название. Есть вот такая книга, но это запрещена для продажи. Агаеву, да, я что Агаев все эти нюаркинч. Она называется Тени вечности. Здесь все, что касается нашего культурного наследия, все есть тоже. То есть одежды, оформление, очень богатая книга. Это большая редкость. Здесь у нас есть неолит и неолит, куро-аракская археологическая культура, майкопская археологическая культура, северокавказская археологическая культура, кабанская археологическая культура, аланская археологическая культура, средневековая чеченская архитектура, истоки архитектуры, форм, хронологии древних, средних сооружений Чечни, жилые башни, боевые башни,
замки, башенные поселения, крепости, система сторожевых поселений, замков, сигнальных башенов, горничные, культовые сооружения, погребения сооружений, петроглифы. То есть об этом все есть. Исторические области. Акка, Майста, Мелхста, Нашха, Новчмах, Орствоймах, Терлой, Чанты, Чеберлой, Шарой, Шотой, Тейповые общины. Здесь вот это есть. Насчет здесь у нас должна быть целый культура, зандакская культура уж. Его археолог Шанхушту. Здесь она тоже была. Но здесь вы можете найти, здесь смотрите, допустим, аланская археологическая культура. Вот видно, нет, не знаю. Гуштушу, аж дигашдуш. Дигашдушунуш. Это все, что было найдено. То есть это очень хорошая книга. И почему я показываю? Есть такая же книга, она уже есть в продаже. Они продаются, она стоит, и последний раз я смотрел, она стоила 7000. Такая вот в красном цвете, в зеленом цвете ЕГЭ, запрещена для продажи, в самом начале. Доктор исторических наук Багаев, доктор исторических наук Мазаева. Книга издана при поддержке благотворительного фонда имени Зии Бажаева. «Тени вечности», ответственный редактор. Здесь где-то даже было написано книга этнолога, историка, вторым дополненным изданием, вышедшим в 2004 году. Этнолог интересуется историей культуры Северного Кавказа только в качестве научного для продажи, не яцкар, короче. И что, харкинчки из... Вот, сейчас... Вот видишь, Башлам, вот ты можешь просто в эфире сказать, вот книга, приходите, изучайте, читайте, находите, вот примерно да. Интересующих же будет много со временем. Вот еще... Я думаю, это будет интересно. Есть еще одна книга, сейчас вот это называется, это тоже история народов, это эпос чеченских гор. Здесь гора как раз таки Хохтия, Банши, Сурчи, тоже очень богатое оформление. Собордел, Занткой. Сейчас что? Не за рекламу тебе уже могли бы донатить и оплачивать. Имака, дается, сейчас посмотрим. Зандаки, Собордел. У нас нет здесь так, Ирвай, Цепа, присоединились Ахриеву, Борову, Лянову, Дударову, Осетинские, Алдары, Ботлиховские предания, битва Джокола, Юрт. Это очень интересная тоже книга. Яга из Горного Акинского общества. Сейчас мы еще предусловие, введение, луна, брат, сестра. Башлам публикуют? Башлам. Хорошо. انت سويغا حرسوف دو وتيري دات عربو متغيطا يشتغانو ويشتا يازينيو ده 1795 год دينال но إذا يعني ذات عربو يتصور دورز короче تخينا خيل دوقز إدات يشخيشة إدات خورده ينفعون قيت مو قوتر درا يأحسن أخشوا قيت لردو داتا под комментарий делаем. Что послышали? Хада это рдусун, но только после эфира би хазлу рваться, во время эфира хазлу рваться. Книг мазло? Им сун. Мазлой? Да, хазаму чуда. Так, садил. Короче, с 1795 года. Элдуар сорта
تعال متخذه просто язден шо и не издат бо цол халк 600 лет даже. Бог царь из Северного Кавказа до Хуера и Калмыкии, маятель Хуера из. Вы слушайте, Хаусал, вот эта книга, она написана Заурбекова. Что, башла, один могу дать. Хорошо. Хорошо, дикдос. Хорошо. Амин. Если что, свяжем. Валикум салам. Кандидат исторических наук, доцент Чечено-Ингушского государственного университета Заурбекова Асия Тюгара. Свой язык эпосиок тяха до преданищи, легенщи, так хор тейп нахляци, там тейп ничего кабола, цацбола, бетчи шахляци, иннанах шляци, царахляци язынишона. Эпосири очень богатое оформление, очень дорогая, хорошая книга. То есть, по крайней мере, я не знаю, продажа есть она или нету. Возможно есть, возможно нету. Так вот, один из наших братьев, так, зачитываем. Башлам траконах мялу, хаубак он тях мялу со эхки ونخي حناق واستيم أبوه أو قلب اللح تخلج أو لور مستخير مبات صح سوالر إير أخي آدمو دار سيدويل تقشون دار مقلحاوي قل دوردات ولر إير أخي ولر إير بوتشير أخي بعدك بخل ديزة دو حرا شيء زر بريتو شرع دوين دا عول وشخين دوين دا أخي سون أولي حقيقة حبوش بو بعدك أوش بو Экке единственный из нашего народа, единственный Смодерда Олшун, который вышел прямо на связь из Ингушетии в то время, 18-й, конца конфликтной ситуации, когда они говорили, что Экке буя бас ночи болшина. Дюхар сует связи велла, Экке бислан болшу, и вохстагуйза, شانستر أفكير وش وريه الديش كردوين ده تخو أحكي نقش دو الحدوش دو الويستن لزدوح أحكبو с первых дней улихетин лам أحكبوشون أسبيجكش. Они со мной с первых дней и всегда отстаивали интересы своего народа, чеченского народа. Цундера أحكشка ца сомненият, лидерлу ялаят, так ауха бол أحكي إيش Берзлой бусуна был где чехорвой ногчик оман тейпна лец эрдераса эс эхкиша лец сон ажим алсмуха хум богом худон элче иша лом эхкибари иша западный сектор яч о активных был чо темш бинабу да а жимжима и хаяцел материал публиковать я шон дойзутерду актацiola нарнийский утыркши эдукой. Есть некоторые нарнийские утырки, которые хотят приписать к себе всю боевую славу, всю, как говорится, доблесть воинов акинцев. Но проблема в том, что акинцы, лам-акинцы, никогда в жизни не переходили и не предавали чеченский народ. Они как раз-таки были с самого начала и до конца вместе. И только на один очень короткий промежуток времени акинцы на 4 года попали под территориальная непосредственно единица, попала под Ингушевский округ. Ну, после этих 4 лет, по изъявлению самих акинцев, которые были в враждебных отношениях со всеми, с западной части, об этом говорится, они сказали, что они хотят быть со своими братьями и перешли к Аргонскому округу, то бишь к своему народу, чеченцам. И с тех пор Экке никогда в своей жизни, да, есть разные предания, есть разные ученые. Лам, Керст, Буй, то они охотники, то они христиане, то они другое, третье, 10. Но тот, кто знает хорошо историю акинцев, он никогда в жизни не скажет. Экке шиц, ногчикам датес надать, е Экке штац, е Мелхе штац, е Тиро штац. С уарстхоевцами немножко сложнее ситуация, потому что у Арстхой так получилось, что часть остались за пределами нашего региона. И они немножко попали под влияние. А те, которые оказались, там, допустим, те же самые Экке, те же самые Уарстхуа частично, которые оказались в Ауфе,
они никто не признает и не говорит, что они отдельно, они говорят «хонохчик омахту», потому что они все время были с нами в контакте, и никто не пытался разделить. Так, وقل ولاح زنجل ولاح يا أكمرزит إحنا بلاح меднекит إحنا بلاح кей бала, это все одно и то же. Ущабер саэхкабу цундера хазне саньях юахи шацарах лят войду кому печататина. Бог биновать, про них я немножко чуть больше знаю, чем остальные. И тот, кто знает события непосредственно Кавказской войны западного сектора, они очень хорошо воевали. Ну, имеется в виду на стороне своего народа. Нохчивуй ха Тураев. Ишта ситуация юдам ваха вая иза дахает алгаша. Адам дерес хелом дикие дешниш яздарна. Да, ваха, постараюсь никого не подвести, да и весь свой народ мы пытаемся сделать и возродить свою историю. Да, кстати, чтобы вы знали, одним из самых главных героев акинского тейпа для нас в истории, современной истории, новейшей истории, это был Гайрбеков Муслим. Он был, кстати, акинцем. Когда говорят о Гайрбекове Муслиме, у некоторых начинается диарея, они начинают животы болеть. Почему? Потому что некоторые нарнийские утырки пытались, указывая на Гайрбекова Муслима, говорили, что Гайрбеков Муслим, являясь чеченцем, отдал наши земли, не воевал за них, не хотел вернуть и так далее и тому подобное. Но, как вы знаете, получилось так, что акинцы, потом, когда они узнали, приписывали к себе акинцев, чтобы земельные претензии были к ним. Но когда узнали, что Гайрбеков Муслим является исконным чеченцем, у нас настроение испортилось окончательно. Их ситуация. Хаусарду после Дагестанер Ватсир Башлам историк Майрбек, забыл его, Вачагаев, говорил сегодня, что Мелхе это не тухум, а тейп. Что ты скажешь по этому поводу? Майрбек может говорить все, что угодно. Есть один из известнейших историков, Ильяс Сигаури. Он является сам непосредственно Мелхей. Майрбек может говорить все, что угодно. Если это тот Майрбек, которого я знаю, я не хочу давать плохую оценку насчет, ладно, со всем уважением к нему, но пускай не влазит туда, куда не знает. Мелхейт Ирвай сами себя называют тейпом, но однако в классификации и в книге, они и в остальных документах везде записано как тухум. И до тех пор, пока эта ситуация не будет изменена, ни Майрбек, ни Башлам, ни кто там угодно, который себя представляет великим историком, исследователем, это просто-напросто сотрясатели воздуха. Если они записаны, и Ирвай тоже является, Гимруай, Никруай и так далее, все они, все они являются эрлоевцами. Однако их называют эрлой тухум, хотя они сами согласны или не согласны. Они себя считают одним тейпом, и Мелхи себя считает, если мы говорим об одном и том же Майрбеке. Не стоит сейчас открывать Америку, опоздали немножко. Так-то есть некоторые галай, которые проживают в Чеченской Республике, с которыми я разговаривал, они говорят, что они не уарствуй. Они говорят, мы древнее, наш тейп древнее, мы тейп как отдельный тейп, такие же, как дишни, такие, как майствуй. И да, нас приписывают к арствуевцам, но сейчас уарствуй, да, сейчас галайду. Галай док тейп, древний тейп. На самом деле, сам тейп галай, он очень древний. Как, допустим, Садуай, Варандуай и так далее, некоторые тейпы. То есть, более есть старшие, более есть молодые. Башлам, ассаламу алейкум, хамичару, тейпан мило. Ва алейкум ассалам, со тейпан эршбату, винус вальжгалау, садейш хабюл меттиг, берткелю, сада, берткел хакашли, чечна хакашли, йохч ат хакала, йохч ат хакашли, Сирж ойлахыла, сирж ойлахыла, сирж ойлахашли, экш биет ахыла. Экш биет хакашли, наш хахыла. А вот дальше я не могу тебе, извини, проследить.
Вот такая вот ситуация. С тейп наш хаяст вообще дючваться. Я никогда про свой тейп почти что не рассказывал. Никогда. Хотя мне есть что рассказать, но я не рассказывал о своем тейпе. Потому что войнохчи адашка губшха дошла шихум дицер. Со дючу, генохчи кам дючу, а тейп ничего непосредственно, когда мне пишут, или, допустим, кто-то там задонатил про свой тейп, я всегда зачитываю и говорю. Там было написано «Тхоэкки», поэтому Беркел Руха Урсу, Беркел Руцер. И задонатил через YouTube. Второй раз задонатил. Это Заур, Биноемский Заур, задонатил и поддержал наш канал. Заур, ДРС, Хилдадухуахуэр. Ты уже по второй раз ты поддержал. Да, Мокшмашлилу. И у нас... Короче, нет, в Инстаграме никто и так далее. Больше никто. Заур через. Так, итого получается 3-3-1. Не слушаю. 3-3-1. 3 YouTube, 3 Инстаграм и 1 Телеграм. Donation. Ищ ситуацию. Иштхалду. Если у вас есть вопросы, задавайте. Будем отвечать. Конкретно твои отцы были неугомонные. Это вопрос ко мне или как? Беркелру. Да, я его знаю. Майрбек БЧГ его знаю. Со всем уважением к своим историкам, но я хочу сказать, что он тут немножко, если можно говорить так, если бы каждый, кто закончил ИСТФАК, кто закончил аспирантуру, может говорить, я не считаю, я говорю, что это не тухум. Ну, ни один тейп не превосходит другой тейп. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Полное равноправие между нами. Конечно. Там есть просто разница. Где-то большие тейпы, где-то меньшие тейпы. Кто-то отличился в истории чуть больше, кто-то меньше. Кто-то в маслахате отличился. Вот и все. Себелт. Нет, ну у нас же как, с горы вниз спускались во времена реконкисты. Одними из ранних. Там, я, опять же, я не хочу про свой тейп. Просто боюсь, что это будет как-то некрасиво. Вот такая вот ситуация. Я не говорю хороший или плохой историк. У меня есть хорошие историки, на которых я акцентируюсь, и которые полностью я доверяю и знаю их работы. Что можете рассказать про тейп Дышни? Про Дышни много чего можно рассказать. Дышни один из хороших тейпов Итумкалинского района, больших тейпов. Частично вот с Дышни немножко они, по идее, не должны были входить в Тухум, да? Дышни сами не входят в Тухум, а это один из 10 тейпов, который не входит в Тухум. И входили в Нохшмахкоевский Тухум, то есть в этот союз, участвовали в войнах и так далее и тому подобное. А вот сами по сути, сам тейп, откуда корень, с Итумкалинского района, они не входят. Санан мержуа юс, сада эхкеву, мержуа ляц, дийцам башла. Мержуа хляц, с дийцам адийснер, аламалир. Мержуа это относится, они относятся к арствоевцам, док тейпту. Хазнеясан Мейра Юахюш двинул душбу. Я буду говорить только по Чеченской Республике. Извините, за другой регион я не знаю, не могу никакой гарантии дать. Так, они живут очень достаточном количестве, проживают в западном, в Шатойском районе проживают и в западной части нашей родины. Это Заканюрт, Котарюрт, Шалажей,
Волар Штуау аш большерный, от сектора Ахошму между. Так-то они проживают по всей республике, но в основном западная часть Теркал Диаха Белосу между. Частично, само собой, проживают в Ингушетии. На сегодняшний день их родовые земли находятся уже на территории Чечни. Их в 2009 украли, но потом вернули обратно. Вот. Что еще можно сказать? Ну, как и везде, были и отличительные черты, ну, обычно большие тейпы, в основном среди них раз-два не скажу, но огромное количество бывают тех, кто мог отличиться в боевых действиях. Межи очень сильно пострадали, как и многие аштхоевцы и другие чеченцы во время мухаджирства. А мы знаем, что 5000 семей, 3500 на Жаюр Цуаур, Курчелой Цуаур, 3500 и 1500 из Малой Кабарда. У Аштхуай Болч Цигар. Именно. Компактно Ашбол, Уарства Ашбол Чанюка, в том числе и Миржоевцы, огромным количеством, они покинули нашу родину. В этих странах есть среди мухаджиров, есть и генералы Миржоевцы. Миржои занимали высокие посты и при Джохаре Дудаеве, то есть такая вот ситуация. К сожалению, есть среди них те, которые немножко больны сегодня идеей о том, что якобы Мержуа это, точнее, Уарства это отдельный народ, но про них что мы скажем? Башла, можешь рассказать, как они в 2009 году, каким образом украли? Я много раз об этом рассказывал. Украли, не украли, рассказывать про свой тейп, ты рассказываешь про нашу чеченскую историю. Ну, я про это уже рассказывал, уже много раз в любом случае. Они ассимилировались в Ираке. Нет, они, не могу сказать, что все, нет, конечно, большая часть не ассимилировалась. Это раз. Во-вторых, что касается 2009 году, у нас еще до отмены КТО, Гуирис, выжили телеграм-чурник, шейца алгайштала, дистхилгайштала, аж дистхильчане, вайдан, ага, дистхилитардушный, я просто все пока молчат, рассказываю, а так я не против, чтобы вы рассказали и поделились. Заур Хабеша Басерк Бахшунас. Потом, в 2009 году у нас еще КТО отмененного не было. Ну, есть и видео, достаточное количество. Они в 2009 году, поскольку не было у нас, и мы не могли проверить, эта часть, она была под КТО в основном, муниципалитеты, да, не работали в горно-лесистой части, но, вы знаете, из-за боевых действий многие наши власти во время создания муниципалитетов, как рассказывал сам экс-глава Евкуров, ему принесли карты и дали этот участок земли. Это бывшие, я показывал вам карты, документы у нас все есть. Это бывшие лесные угодья Ачмон-Мартановского района. Нашего Даут-Мартановского, Ачмон-Мартановского, частично Северноводского района. Так вот, они Урду махка, хункер махка бол нохчиш сани зайня удер, осуществляя эфири бали на духа. Потом они эти документы показывают Евкурову. Евкуров спросил, говорит, я спросил несколько раз, войду я короче. Тот взял и подписал эти документы. После уже отменения КТО, уже, как говорится, Регпалата все проверять начали. Увидели, что не входит в состав уже эти земли, получается, с правой стороны Фортанги даже оказались в пределах, короче, я кратко вам рассказываю, они включили в уделы, как же он назывался, короче, эти земли перешли под Эрзи, природный заповедник Эрзи, они взяли и приписали их.
Евкуров записал, и они были под ними. В 2012 году об этом узнали, поднялась паника, вы помните, когда чеченские военные заехали в Даттах и так далее и тому подобное, были инциденты, там, вы на нашей территории не имели права и так далее и тому подобное. Наш глава высказывал им о том, что они не работают против тех провокаторов, боевиков, которые занимаются убийством. Ну, короче, это немножко политическая тема. Ну, там это замяли. В 2018 году поднимается тема. Нужно было по всей России полностью решить вопросы по границам между регионами. Поднимается этот вопрос. Нужно было решить вопрос, который был еще со времен Джохара Дудаева и Руслана Алушева нерешенный. Это нижняя часть территории, спорной территории Сунжинского, часть Малгобекского. Они де юра, это наша территория, 100%, она принадлежала нам. Но де-факто там уже начали, заселили эти земли, в основном ингуши, которые были с пригородного района, ушли. И сегодня преобладающее большинство северной части Ингушетии проживают ингуши, а не чеченцы. Да? Вот. Само собой, дальше, в 2018 году все становится ясным. Доказывает Юнусбеку Евкурову. Юнусбек Евкуров, зная, что его подставили, возвращает украденные земли, там сколько, 32 тысячи или 29 тысяч гектар, короче, и коротко пробегая, он возвращает эти земли, парламент поддерживает, они выходят на митинги, нам они говорят, что они не против чеченцев, чтобы чеченцы панику не подняли, и говорят, что они против Евкурова. Они начали его обвинять. Он был красавчиком. Когда он хотел даже в 2012 году уйти, они сказали, когда было противостояние между Чечней и Ингушетией, между Евкуровым и Кадыровым, они говорили, ты не уйдешь, только ты можешь противостоять там Рамзану Кадырову, ты красавчик, и переизбрали его. Но когда Евкуров по совести, честно сказал, нужно вернуть, они что делают? Проводят митинг, и когда чеченцы говорят, аш улилду, аш харцу мою ногчищи, как говорится, шхарцу мою лилушек, ногчила отмадуй, они сказали, короче, что типа Евкуров предатель, он без их разрешения взял и земли отдал чеченцам. Но они не говорят, что Евкуров красавчик, когда в 2009 году Евкуров подписал и забирал эти деньги, они промолчали и называли его красавчиком, братом, то есть он им подходил. То есть нам они говорят, что они сделали митинг против Евкурова, чтобы его якобы отстранить. А Евкурову они, сами на своем митинге говорят, у нас одна проблема, то есть есть выступление этого Барахоева, или как я этого, у нас нету проблемы с Евкуровым, говорит, ни с кем с ними нету, у нас есть проблема только по землям, нам нужна земля, 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 еще раз земля. То есть они обвиняют нас в этом. Землю верхней части вернули, нижнюю часть нужно было решить, но поскольку у них малоземелье, и между нами есть братство и так далее и тому подобное, Рамзан Ахматович сказал, что вот эти 77 тысяч гектаров, которые не были возвращены и отданы Ингушетии ни во времена Дудаева, ни во времена Масхадова, ни во времена там остальных, я не знаю, кто там был, Яндарбиев, не Яндарбиев, остальных, ни во времена Ахмад Хаджи Кадырова, эти земли не во времена Алханова, эти земли не были, они были спорными, и этот вопрос нужно было решить. Но поскольку сейчас войны нету, КТО уже все закончилось, нужно было решать на общих основаниях законодательства Российской Федерации, и Ингушетия и Чечня являются оба субъектами Российской Федерации, этот вопрос нужно было решить, его решили законным образом, чтобы там не было никаких проблем, это часть, северную часть Сунжинского района, часть Малгобекского района, Чечня по братским понятиям оставила эту часть и подписали договор в 2018 году. Вот так, коротко, если рассказать, это было все, как говорится, таким образом. Но, несмотря на это, уже прошло 7 лет, до сих пор оттуда, я не буду говорить за нормальных, достойных ребят и братьев ингушей, но есть норнийцы, которые говорят, вы у нас украли верхнюю часть земли, это Мержоевские, это Цвечоевские, то есть Астхоевские земли, они говорят, что они принадлежат якобы ингушам исторически. Покажите хоть один кош и так далее и тому подобное. Но они не знают о том, что
если не больше половины Орского проживают на территории Чечни. И они как раз таки исконно чеченские, арцахойские, часть чеченского народа. И они проживают по всей территории, и никаких претензий нету. Мы один народ, одна кровь, одна история. Чучза, Лунж, Герген, Лунж, Щадик, Дочту. Никогда у нас не было ни деления, ни оскорбления. Ну, бытовые случаи я убираю вообще. Вот. Точно так же главой района, там, Шатоевского района был Уарстхо, Джахар Дудаев был из Свечо, был президентом Республики Ичкерия, он был Уарстхо, он же поднимал вопрос о Нохчичуе, он же поднимал вопрос об Ичкерии, он никогда не говорил, я президент Карабулаков или я президент независимого Уарстхо, этого не было. В то время тому же не было. В то время мы были одним единым целым, то есть такая вот ситуация была. Не было никаких претензий, я вообще исторически, если рассказываю. Вот. Сейчас некоторые моменты пытаются переиграть, сказать, что вот они нехорошие, там, нохчмахкоевцы, и там пытаются придраться к названию Нохчи народа, там назвать там то сыром, то с нагайцами, то с калмыками, то с Юли якобы смешались, и все вот это вот от Карачаевки, от Сталина вниз. Вроде не знаю, Марьям я видел, она ничего не говорила, имеется в виду видел, так, по Инстаграме я наблюдаю за ее лентой, вроде бы нет никаких проблем, как я знаю. Вот, и что касается остальных моментов, до тех пор, пока не нужны земельные претензии к чеченцам, они не считают единым целым себе там. Ну, до сих пор я знаю, что есть и у них, и у нас. Я пытаюсь максимально абстрагироваться, отстраниться от ингушской истории, заниматься только нашей историей, чеченской. Вот этого достаточно, потому что у нас очень много исторических моментов, истории очень много, которому нужно изучать. И ситуацию, короче, сигаек. Башлам, некоторые говорили, что Лермонтова мы берегли, чтобы не убить в бою. Хасан Бакаев считал, что его руки... Я не сколько Хасан, да, я считал, да, Хасан абсолютно верно. Никакого Ермола, Баса, Лермонтова мы не берегли. И вот это, что берегли, это все выдумки, что он якобы является незаконно рожденным сыном Бейбулата Таймиева. Я вас прошу ради Аллаха, не распространяйте эти сказки. Это такая ерунда, это такие выдумки, это... Дал маршал, дуал цунаха. Конечно, это все ерунда. И Лермонтов воевал, и вся его рубашка была багрова в крови. Он чуть с ума не сошел после Валерийского сражения, когда увидел все эти жестокие сцены. Поэтому не верьте. У нас тоже достаточно своих нарнийцев, которые рассказывают сказки. Но мы... Что можем сказать? Дал маршал, дуал и духвацар. Башлам... Викистете админ зудью бохдой, она очень много себе позволяет. Сунца и зудью яци, жирую яцасу, но я скажу так, дал мошел долцун эрдухой. Жируела, ей бы лучше найти себе мужа, видать, она ходит, так и не найдя себе мужика. Я бы не приписал бы, даже у женщины больше чести и достоинства, чем у нее. В Кистете и Мистете. Это балаболка среднего рода. Оно очень ищет внимание, именно пытается хайп найти за счет чеченцев. Вечно ноет, как не хочу я говорить как то. Поэтому не обращайте внимания на этих чепушил, сказочных имбецилов, которые не имеют ни мужское, ни женское начало. Оно для нас оно. И все. Пошла. Вообще, зачем ты ведешься на ложь ингушей и поднимаешь вопрос об исконном тухуме Нохчи народа Уарстхой? Уарстхой такой же тухум, как и другой. Тухум Нохчи народ не хуже, не лучше. Ты вообще сейчас о чем говоришь? Почему я ведусь? С чего ты взял, что я ведусь? Здесь был конкретно задан вопрос. И про Уарстхой был, и про Мержуай был, и был про 2009 года. Они являются как раз таки
Астхоевскими землями. Да, территория Чечни, но Астхоевские. Я это рассказывал. Почему, с чего ты взял, что я ведусь на ингушей и там на грузин или кого-либо другой? Нет, конечно. Сулхез Волард 30-40 лет назад, когда копали, нашли очень много костей. Валерийское сражение было одно из самых жесточайших сражений во время Кавказской войны, поэтому оно и записано. Лермонтов был увлечен в краже денег из конвертов, поэтому был застрелен Мартыновым. Не так. Я немножко автобиографию Лермонтова знаю. Лермонтов был очень большим бабником, он приставал к чужим замужним женщинам. В конце концов, с Питера его прогнали, он точно так же себя вел некультурно на светских балах. Приехал сюда, здесь он, как в то время, самый, кто отличался или кого хотели отправить на утиль, отправляли на Кавказ, потому что война длилась 25 лет. И ни конца, как говорится, не было видно. Вот. И здесь он после Валерийского сражения там то ли был ранен, то ли прикинулся сумасшедшим, чтобы больше его не отправляли. И где-то в Пятигорске на очередном светской вечеринке он пристал к жене Мартынова. Если я не ошибаюсь, так мне рассказали. Я в Пятигорске учился, тоже я знаю по... Вот Мартынов вызвал его на дуэль. Мартынов, считается, там был абсолютно невиновен, очень терпеливо относился, зная, что это великий там русский поэт, классик. Но не выдержал, вышли на дуэт. На горе Машук Мартынов завалил Лермонтова, поскольку он был в свое время вот таким как вам сказать, даже родители, собственные родители не приехали на похороны Лермонтова. Его похоронила бабушка. То есть была очень нелицеприятная картина, так что с конвертов деньги крал, я такого не слышал. Не уверен, что это правда даже. Но то, что он и в Питере, и в Пятигорске, вот именно за чужими замужними женщинами, а он был поэтом, и вы знаете, чем это, к тому же в то время, это как такой певец, известный, музыкант, я не знаю, кто там, на кого сегодня девушки ведутся. Поэтому он мог, конечно, и... Баштан. Да. Меня нормально слышно? Да. ГБХ, ва алейкум ассалам. Да, я вижу твой Я хочу зачитать. У меня тут есть старые газеты. Так. Для тех, кто заблуждается, не знает или не понимает, вот какие настроения были в начале 90-х, так скажем, вот конец 80-х, начало 90-х, вот весь этот переходный период, вот в чем нас обвиняют, да, что мы там кого-то защищали или не защищали, или там где чья вина была, вот все эти назранцы, изранцы. Да, я понял, о чем ты. Вот газета, у меня есть несколько газет, вот «Голос Чеченной Ингушетии». Зачитывай, Заур, зачитывай, я как раз кваргадин, зачем проветрить, я раз диктует и зачитывай. Вы слушайте, дорогие подписчики. Вот выкладывалось просто, это поправку сделаю, это 91 год, так, это статья 20 апреля 91 года, еще до официального развала СССР. И у нас в то время, вот когда ЧИР объявили из ЧССР, вышли, и Чечено-Ингушская республика стала. Это вот Иханье. И это вот общественный совет был. И они вот статью в газете опубликовали. Что ждет нас завтра? Краткая справка, группа информации политического прогнозирования исполкома, туда-сюда. Ну вот, они делают вот такие прогнозы. Повторюсь, это
апрель 91 года. Что нас ждет? Резкое усиление противостояния Горбачев-Ельцин, углубление процессов распада СССР, союзные договора туда-сюда и перемещение политических акцентов центра как союзного, так и российского на Северный Кавказ, переброска войск поближе к Чечне, античеченская истерия центральных средств массовой информации, управление сверху, античеченская политика в Дагестане, нарастание кризиса Осетины-Ингуши, так, реанимация казачества, искусственное насыщение оружием, так, политическая неспособность отстоять государственный, так, это не так, так, Акинский вопрос в свете усиления кризиса и античеченского настроения в Дагестане, Ингушский вопрос в рамках Чечено-Ингушской республики. И вот дальше, что можно ожидать в Чечено-Ингушетии? Начало столкновения между ингушами и осетинами, поддержка последних войсками советской армии, введение военного положения в районах Северной Осетии и граничащего между собой Чечено-Ингушской республики. Так, далее. Милитаризация, столкновение между акинцами и дагестанцами, резкая активизация деятельности казачьих округов. Туда так, это неинтересно. Вот. Усиление провокационных действий КГБ в партийных структурах и усиление антиосетинских, античеченских настроений, возможная вооруженная интервенция в Грузию, искусственная поддержка Москвы в конфликте на Горном Карабахе, усиление давления русско-казачьих кругов на Северном Кавказе, превалирование во всех межкавказских делах националистических настроений. То есть это, кто помнит это время, да, мы знаем, что все эти предсказания сбылись. Это вот был общественный совет, они вот этой статьей, они предупреждали, что вот это все будет. И мы сейчас знаем, что это все случилось. Это апрель 91 года, еще никаких конфликтов нету. А вот по поводу после того уже, вот другая статья, после вот этого ингушско-осетинского конфликта, которым нас обвиняют, что мы якобы не поддержали. Это все тот же общественный совет. В этом общественном совете были все районы, со всех сел, очень все тейпы, там очень много людей было. То есть это голос народа, можно сказать. Какие настроения вот были и до этого, и после этого. Вот другая статья. Проблема ингушско-осетинских отношений, это уже после конфликта. Там долгая статья, вот отрывок дочитаю. Может быть решена только восстановлением отторгнутых от Ингушетии ее земель. Это является эпицентром напряженности для всего Северного Кавказа. Именно так его воспринимают все наши народы. Для имперского центра эта проблема является только рычагом современной колониальной политики на Кавказе. Так, и конец этой статьи я зачитаю, она длинная, очень большая статья. И конец чаяния, так скажем, нашего народа заканчивает эта статья тем: братья и сестры, кавказцы, у нас еще есть шанс сохранить свои народы такими, какими их знал весь мир до завоевания последней империи мира, свободными, справедливыми и равноправными хозяевами нашего великого Кавказа. Так используем же этот шанс и сделаем решительный шаг. Этим историческим шагом может стать добровольное со стороны осетинского народа изъявление воли по возвращению ингушских земель. Да будет так. Аминь. Это вот статья в газете официально, могу скинуть, кому интересно. Еще не родился или был
маленький, кто не помнит, какие настроения были в республике. Вот такие настроения были. Никто их не отталкивал, никто не ратовал за то, что там кто-то отделялся, никто нас не делил, не искусственно. Наоборот, вот первая часть, то, что я прочитал, нас предупреждали, что это будет. Они говорили, Идалерч, Пушон, хотят вот так сделать, возьмите за ум, не допустите этого. Но все же это все допустили, и случилось то, что случилось. Там прямо пишут в этой статье, я не знаю, откуда у них сведения были еще в апреле 91 года, хотя Союз в ноябре, да, развалился СССР. Ну, у них были сведения, что вот хотят использовать именно конфликт в Северной Осетии, Ингушетии, и на фоне этого конфликта создать общую напряженность на Северном Кавказе. Вот прямо они пишут, это общественный совет исполком. Ну, что и случилось. А Рязань, Назрань, это все ерунда. Вот о чем люди говорили. То есть, ну, да, предупреждали, наоборот. Да, не допускали вот это вот. Алло. Не, к тому, что он говорит, я же помню все хорошо, как это было. Ситуация была очень тяжелая у чеченцев в то время, в 91 году. И мы, наоборот, мечтали, чтобы кто-то пришел, как-то присоединился к нам, чтобы мы вместе были, чтобы мы были бы, нас было бы больше бы, и мы были сильнее, понимаешь? Конечно. И все отвернулись. Мы, наоборот, звали, просили, хотели, чтобы были с нами. Никто никого не отталкивал. Нет. Никто никого не оскорблял. Но я о другом хочу сказать, Башлам. Я хотел бы сказать защиту Лермонтова. Так. Вот. И я хочу сказать, и я объясню, почему, исходя из чего я это говорю, и для чего я это... Вот тут многие нападки идут, я хочу сказать о том, что Лермонтов до Кавказа был один, а после Кавказа он стал другим. Однозначно, да. И ученые об этом пишут, что именно Валерийское сражение изменило его мировоззрение по отношению к колониальным войнам. И там я вот специально начал анализировать, вот, например, его до 40-го года, до Валерийского сражения. У него один стиль, да, такой высокомерный, пренебрежительный. А даже в том же Валерике он же описывает, как мы, как при Ермолове входили в Чечню, в аварию к горам, как мы их били, как доставалось и нам. То есть мы не были там описаны как мальчиками для битья. Вот, и даже если вспомнить тот же спор, да, между Казбеком и Шатгароем, где он так пренебрежительно к Кавказу относится. Почему я об этом стал говорить? Потому что вот я хочу сначала его до Валерийского сражения или до Кавказа, скажем, он же был очень мерзким типом, то есть он острый на язык, поэт, он в Питере мог издевательски подшутить, вызвать на дуэль и там либо убивать, либо ранить. То есть вот такой вот задира был. И он же хорошим воином был, да? И поэтому его сослали. И в Чечне, что он? Я опять же, у меня нету достоверных источников, но говорят, что он, зная обычаи, чеченские обычаи о том, что юноша идет на свидание к девушке у родника, чтобы получить вдохновение, он специально устраивал засады, стрелял и убивал юношу, да, то есть на глазах у девушки, то есть чтобы... Вот такой мразью он был. Но после Валерийского сражения он изменился, он едет в Пятигорск, и, это официальная версия, о которой говорят, что он постоянно этого Мартынов, он пренебрежительно относился к горцам. Он всегда, то есть, высмеивал, то есть уничижительно отзывался.
Ну, для того времени это было в порядке вещей. Да, а Лермонтов ему, это после Валерийского сражения, когда он туда приехал, он начал ему говорить, что он напрасно так себя ведет, что горцы не такие, какими он их высмеивает. Он несколько раз об этом ему говорил, и как-то раз на какой-то вечеринке этот Мартынов пришел с 2 кинжалами. То есть вместо одного с 2. И Лермонтов ему говорит: ты с этими 2 кинжалами, как 2 горца выглядишь, говорит, здесь. Он высмеял его при всех. И вот из-за этого у него получилась вот такая вот ссора. Но я не к этому хочу сказать. Я хочу сказать, что многие писатели, поэты, которые приезжали на Кавказ, они того времени, и это же были очень масштабные личности, да, в литературе, в поэзии. Вот Толстого мы того же вспомним, Пушкина. Они уезжали с Кавказа совершенно другими людьми, то есть Кавказ менял их. Ну, Толстой изначально даже не оскорблял нас. Толстого очень хорошее отношение. Но он воевал здесь. Он воевал, он видел, и он дал оценку всем тем событиям, которых, то есть его он по своим записям, там видно, что он свое мировоззрение тоже изменил и к Кавказу, и к тем событиям, да, которые происходили. Айса, вот что там он на роднике убивал юношу, это откуда такая информация? Я лет 30 или 35 назад мне рассказал, вообще это... Если нет письменного подтверждения, если нету, это сложно, конечно, говорить. Это такое придумать даже это в голову не влезет. А что его, как это так? Ну почему же, если он своих дворян это самое подкалывал, вызывал на дуэль, чтобы убить их, специально их это устраивал, эти скандалы. Что в этом такого удивительного? Это откуда информация, что он это откуда это описано, его жизнь и описание, его за что сослали на Кавказ-то? За что его император выгнали? Пушкина за что, других за что? Все по этому почти мы не говорим, мы конкретно о Лермонтове говорим и о том, кем он был и что он делал. Это же не секрет, это же известно. Нет, почему? Марьям Вахидова у нас есть такая писательница. Она про него собрала все, что возможно только собрать. Это та самая, которая... Стоп, Тимур. Это та, которая сказала, что он является сыном Бейбулата Таймиева? Ты же про нее говоришь? Да, это тоже она пишет. Да, это полнейшая ерунда. Я сразу тебе говорю, то, что ладно, это то, что сейчас мы не про сына его говорим. То, что он Лермонтов занимался этими убийствами. Нет, я это не подтверждаю. Тимур, дай ему высказаться, потом мы ответим. Тимур Сабардила, Башлам Бяхмадбила. Лермонтов до Валерийского сражения находился в чеченском отряде, которые занимались карательными операциями против мирных жителей Чечни. Да, есть. Он не в передовом отряде был. Он до этого занимался убийством мирных людей, детей, женщин, стариков. Понимаешь, факты есть? Конечно, есть. Это официальные факты. Что он был в карательной экспедиции, есть, Тимур. Что он детей убивал, есть. Каратель, там говорится, женщины... конфетами их угощал, что ли? Скажи, пожалуйста, что он детей конфетами он угощал? Если подразделение называется так, Сабадил, вы что-то... Я не пойму, ладно, да, вовсе, что-то непонятно. Соборди, Тимур, дай ему высказаться, потом ты свой... Я имею в виду, микрофон выключу, хорошо, просто дай ему высказаться. Башлам, я спорить не хочу я ни с кем, ничего не навязывать свое мнение не хочу. Хайдек Хадицян, я понял. Мы же здесь пытаемся обмениваться мнениями, а не доказывать друг другу что-то. Есть. Вот. Поэтому и Лев Толстой, и Пушкин, и тот же Лермонтов, да, мы же видим, что они писали до того и после того. То есть вот это вот я хочу сказать, что в то время Кавказ в себе нес свет людям. В
те времена, они цивилизованные европейские люди, которые считали нас дикарями, они приезжали на Кавказ и понимали, насколько они невежды, и они менялись, и они говорили об этом, и признавались в этом. Поэтому Кавказ в себе несет, знаешь, что-то новое для мира. У меня такое ощущение, исходя из прошлого. И еще один момент я хотел заметить. Ты же историк, Башлам, ты же знаешь, что все писатели, приезжая на Кавказ в хорошем или в плохом свете, уничижительно или же, скажем, презрительно относились к народам и описывали их. Даже вспомним мы это самое, бежали храбрые грузины там, да, или осетины, да, у героя нашего времени. Мы же знаем это все. Но у меня, я нигде не читал и не встречал, может быть, ты читал или кто-то из нас знает об ушах. Где-то ни в какой, ни в хорошем, ни в плохом свете о них ничего не указано. И даже в поэме «Тазит» у Пушкина, неоконченной поэме, да, что там пишет, что вот этот старик-чеченец, который привел его сына, да, вот этому Абаздеху, по-моему, он был, да, или Адыг он был? Абадзех. Да, да, и сын рассказывает... Но они все относятся к черкесам. Абадзех тоже относится. И сын рассказывает ему, как он на Дарьяле ходил, да, то есть как на телеке сидел, слушал, да, то есть шум телека. То есть он описывает местность, где он находился, откуда его чеченцы привезли. И там же не написано, что они там из Эзен-Ама он приехал, или, скажем, из Ичкерии приехал, да, из гор Ичкерии далекой. То есть сами события происходили именно на Дарьяльском ущелье. То есть чеченцы проживали там. То есть вот эти вот моменты, они, на мой взгляд, они очень интересны. Да, для того периода... Алейкум салам, Амад, вы что? Да, что? Да, что? Шидваш мал, Алсан Дешишал. Да, за головами. Да, охотниками за головами называли. Да. Тундель и Рамас, короче, Хасан Бакажни, не просто так же это писал, что его руки, хоть он и великий поэт, по его мнению, там, и так далее, там, да, русский великий поэт, как бы, для тех, кто он великий, соответственно, но его руки окровавлены убийствами чеченских женщин, детей, Алязина, и просто один даже. Если он был в этом подразделении, есть прям про него, вот как про Буданова, про Ульмана, что он совершили они такое-то в селе, такое-то преступление. Просто он участвовал в этом спецназе, это называлось спецназ. Вопрос, какая разница? На него вешать это все, юридически надо доказать. Как мы не будем на него это вешать? Тимур, все мы слышали историю, что он ходил в красной рубахе, да, чтобы отличиться, чтобы он смелость показать. Это не красная рубашка была, это была кровь убитых им чеченцев. Специально он ее не мыл, она вся кровавая была. Эта история зафиксирована. Маньяк Магалета, ты маньяк Магалета. Просто вопрос, в моем понимании, может, он не каждого свое мнение, но в моем понимании, если человек является полководцем своего же отряда добровольцев, охотниками за головами, как можно сказать, что доказано, что он был именно убивал или нет? Так он и является одним из самых настоящих убийц. В плане того, что какая разница? Он что там танцевал лезгинку, что ли, русскую волтину? И калинку, что ли? Нет, конечно. Все воевали. Все они, кто сюда приехал, все воевали. По очереди. Его там не было. Его там не было. А что, дядя Юрт, я Гошвати, ты Юрт, Герминчук, я Гошвати. Ну, дядя Юрт, это совсем другое сложение.
Ну вот это опять же, Кавказская война, война. Его там участия нету. В те сел, которые сжигали, вот единственное его участие, он всплывает в Валериканском сражении. Вот там он есть. А вот в других вот карательных операциях, которые вот наподобие, да, де-юрта, он где-нибудь участвовал? Тимур. Босс, может, знаете, он салаш. Где служил он? Ты знаешь, где он служил, в каком полку? Только что уже несколько раз об этом говорили. Галафеева, полку он служил, Галафеева. Полк Галафеева. Тенгинский полк. А чем занимался Тенгинский полк? Карательная операция усмирения Кавказа. Так, я и говорю, что он не только служил, он был пригласителем. Карательная операция. Я читал, поэтому я спрашиваю. Да, Тимур, халуш, очень халуш, кроме этой красной рубахи, ничего там нет. Тимур, смотри, кроме того, что он был инбашлан, скорее всего, хуже. То есть, кроме того, что он был поэтом, он был еще, если выражаться современным языком, журналистом, который писал статьи о Кавказской войне, третью, которого, когда он был там, он писал статьи в журналах. И я тебе советую «Восток Кведала», сайт он, зайди туда, почитай, где он участвовал, что он делал, там много чего, может, ты найдешь насчет этого. А так, что он был непосредственным командиром отряда «Охотники за головами», который убивает чеченцев. Потом, это название, да, я понимаю это название, это все устные названия. Ну хорошо, тебя если вот я говорю, послушай, например, вот сожгли Дади-Юрт, там известно, кто сжигал. Например, сжигали Толстоют, сжигали Герменчук. Там известны офицеры, которые участвовали, какой полк, какие драгуны, там известно. Вот с участием Лермонтова, Ягинца, Юрт, кроме Валериканского. Вопрос. Где ты видишь, что Ермолов лично пошел? Хорошо, вопрос двух и же. Ермолов является нашим следующим одним из врагов, да? Саша Якуевич. Он является карателем. Каратель Вали. Да, не только нас, он карателем Кавказа был. Хорошо. Где написано, что Ермолов лично ходил, лично, где написано, что Ермолов из Лермонтова 1-8 боя? Где Ермолов лично сам ходил, офицер шайбышка армии, Цахаюча, я сам пойду, я буду резать бешкоши. Главнокомандующий, он приказы отдает. Главнокомандующий Лермонтов отряда охотниками, он-то и делает это, и говорю, он не будет писать. Говорю, если есть какое-нибудь сражение, где он как командир участвовал, конечно. Вот Аман, зачитай. Лермонтов был отряд генерал-лейтенанта Галафеева во время Кавказской войны. Прикомандирован кавалерии отряда 10 октября 1940 года Хажлахан добровольно принял начальство над охотниками, добровольцами, выбранными в числе 40 человек. Так начался Лермонтовский отряд, который назывался. Еще нужно что-нибудь насчет него? Нет, он хочет конкретно услышать, Аман, он конкретно хочет, чтобы указано было в книге или в статье, где он рубил, где он проливал кровь. Честно, ну, я думаю, понятное дело было, Тимур, что до тебя дойдет, что Лермонтов. Они сожгли. Вот почему Дади-Юрт есть, кто сжигал, почему там Герменчук есть. Тимур, это разного масштаба люди. Дикту собордай сам минута. Во-первых, Лермонтов не является ни генералом, не является ни полковником, как Багратиони, как Ермолов, как Дель Поццо, Граббе, Клюгефон Клюгенау. О нем, как о человеке записано, который является русским великим классиком и поэтом, кто будет писать, что вот ворвался в ряды и рубил головы направо и налево, кто об этом будет писать? Единственное, что описывает, что этот человек сам лично принимал участие. Даже не нужно Амошел, Герменчукский, зачем одно и то же снова говорить? Ну нету таких и все. А кто здесь говорил, что, допустим, с самого начала, кто здесь говорил, что Лермонтов сжигал села? Здесь никто не говорил об этом. Здесь говорили, что он участвовал в карательных экспедициях, что он убивал женщин и детей.
Вот Тимур, что говорит. Батслан, ну любой духу оболнах, она Тимур, ладно, масит цагланах. Духу оболнах, хитам карбуал хесун, нагасан адам, шей отряд делаешь, охотники бошь, эйош, так говорят, ахун, доказательство, видишь, да, Тимур, изгает хлит, он ночи байни хунха. Und туда непосредственно просто говор хакниту туапа я ночи делал, ту ночи байна. Und участник он. Это более понятно, да, понятно. Да, Тимур, вот это понятно. Тимур, скажи, когда ты первый раз услышал, что за головы горцев царская Россия платила по золотому червонцу? Когда ты первый раз эту информацию услышал? Ты можешь вспомнить? Я, например, это только в последнем месяце... Это информация, что там и резали, и части тела резали. Нет, и что головы платили покупали. деньги, как за головы индейцев, за скальпы индейцев. Да, платили, вот этот почему? ЗАГС был, который... Сколько лет ты... скажи, когда ты первый раз услышал об этой информации? Не помню, я давно я об этом Ну слышал. сколько, 10 лет, 20 лет? Сколько лет? Вот только при Новой России эта информация вылезла, что платили и возили в Европу показывать, чтобы вот это как антропологический материал. Не было этой информации вообще, что платили деньги за голову. Вот и с командиром отряда. Как отряд может действовать без командира? В любой боевой или карательной операции. Это все выводы, я не про выводы спрашиваю. Единственное, он до нас дошла. Если там... нет, то нет. Нет, подожди, я хочу тебе другое сказать. Командир охотников, Подожди, дай мне сказать. Я тебе хочу сказать, Герман Чурги, дали юрты там 2-3 селения, мы только Алды там, и еще там, может быть, несколько на пальцах пересчитать селения. А вся остальная Чечня в крови, когда утопала, когда горела, об этом почему-то никто ничего не знает и не рассказывает. Да что знают, этого не было, получается. Почему не знают? Где описано все эти селения, все эти люди, которые погибали, которые умирали, десятками, сотнями тысяч, которых убивали? Где это описано? Нигде. Но это же было, мы это знаем, другие этого не знают, потому что они не были в то время, потому что у нас передавали это все. Что из этот был штрафник. Что о нем писать, что о нем фиксировать? Его отправили, чтобы его убили там на Кавказе. Да даже вот здесь даже написано, даже вот это кириллица.ру, это русские сайты, если я не ошибаюсь, они пишут, вторая ссылка Лермонтова. Как офицер русской армии должен был сражаться с ними и делал это уверенно, бесстрашно, не видя счет убитых своей рукой оппонентов. Валерий Лермонтовский отряд. Впрочем, полковое руководство продолжало доверять бравому поэту и назначило его командиром отборного конного формирования, получивший название Лермонтовского отряда. Они беспощадно выполняли свой долг вылазками, приводили горцев в замешательство. Неожиданно это опять мы повторяем уже 7-8 раз. Это же домой мы говорили раньше. Ну ладно, зачем повторяем? Тимур, ты же за калмыков знаешь, да? Калмыков, ты нацию же знаешь, калмык, Бойзман, да, вот у Пушкина есть такие слова, знаешь, и друг степей калмык. Да, ну там есть такое у него произведение. Пушкин воспел его, и друг степей калмык. А ты знаешь, что делали калмыки во время Кавказской войны? Ты в курсе? Хайон, что тебя хулили? Слышал ты когда-нибудь о них? Не слышал? Так я тебе расскажу. Когда казахи их разбили в Казахстане, они сюда пришли, и царская Россия... Их наняло около 40 тысяч этих калмыков для карательных целей, которые принимали участие в карательных целях и отдали им эти степи калмыцкие взамен. Все вот эти карательные операции принимали участие калмыки. Ты не знаешь об этом? Вот ведь тоже история интересная. Именно карательными они занимались и экспедициями. Просто, да, было, если Тимур, что просто ты уже буду после цитирования, где есть разная информация. Я ни разу не сказал, что он убивал. А я счастье прочитал впервые, что он убивал. Никогда не было с моих уст слов до этого, что он убивал. Какая информация, он на самом деле. Нет, конечно, он убивал, он на войне,
Какой вердикт у тебя? Я не могу сказал, что понять. он был на войне, никого не убивал, что ли? Я Да, говорю. просто мнение интересует, чему так, какой вердикт, какое мнение у тебя? Да, Почему такое, вот, например, в американское сражение, то он участвовал в Масан Хукшту. Какие еще сражения, где он убивал женщин, детей? Есть что он не убивал. Ющига ответил, на что ссылку сделать, есть у вас у кого-нибудь? Я понял, о чем ты говоришь, что он хочет, Амад. Он хочет конкретно только по его личности, что есть и информация, где конкретно указывается, что он занимался. Я понял. Смотри, освободила, Амад. Теперь я скажу. И Лермонтов, и Достоевский, и Шайл, Шныри, Шак, Жмичаяк, у центра Вешухто. Последние 50 лет. Ола Сюгамца улетаешь. И Лермонтова цельный метях уда зафиксировано в Питере. Это от Руи Вина Эл. Стихотворение он написал Руи Пушкин. Руи. Его сослали первый раз. Второй раз его сослали, Второй раз его сослали, он французское посольство. Дуэль хлэ. 10 лет где-то в Питере. Я Инстаграм Башламу скинул. Башлам говорит, что он не читал это. Дуэль не слышал. Это официальная история. Дуэль 300 рублей он своровал. Это конкретно шнырь был. Это Лермонтов. Дуэль. То, что вайцаха царь Кортош, Багабоша, Вильжимах, Дагуш, Нохчи, Кортош, Буй, они все на этом зарабатывают. Тигаю и Кортош, Кехка, Бой, и Чен Черепаш, Яша, Ох, Питер, я не знаю, там за 1 червон, за 2 червонта, и Мраеш, Талюкша. И это провально они все были. Дуй. По поводу калмыков. Калмыкша, они были в Кутузовской армии, их называли Амурами. Они с луками и стрелами против Наполеона воевали. Оштыгара, Паргат Маболля, и Шабиш, вот ну так, между прочим, дуй Лермонтова это не касается. Дуй Лермонтов и 300 рублей, лач один от Мартына. Даст давай там, дари. Дуй, а что, ищет, я ищу, это ищу, щаля, сумма язинца, а конверт, хадя, стан, 300 рублей, генацу. И 300 рублей он нарезал. Дуй. И он гучаве, а Мартынов, и стал я, там, топ, что, и да, я газ. Вот и вся история. Ну, Сауслаш, я поясню вам насчет версии, которая была у меня, чтобы было понятно. Во-первых, то, что есть информация в Пятигорске на официально его автобиографии так и записано, что родители знали, что он позорник и не приехали туда, чтобы похоронить его. Только бабушка одна родная участвовала при его захоронении. Что касается, что он был в карательных экспедициях, это однозначно, но вы должны понимать, ни в одном, ни в Гермичукском сражении, ни то же самое в Толсто-Юртовском сражении, ни Дады-Юртовском сражении, нигде не написано, что этот офицер, которого знали в России как известного, что убивал здесь и занимался этим, допустим, целенаправленно. Нигде, ни в одном месте не написано, что Лев Николаевич Толстой, который воевал на Кавказе, что он участвовал в карательных. Почему про Льва Николаевича Толстого не написано? Зато Лев Николаевич Толстой в своих романах четко указывает, как беспредельны чили царские офицеры. За это и любили Льва Николаевича Толстого. За это и музей в честь него есть. Но что касается Лермонтова, это личность, да, я нисколько не умиляю его как поэта, как там, он великий там и так далее, Ловелас, Бабник и так далее и тому подобное. Возможно, он был просто крысой, возможно, он утаскивал там бабки, я не спорю. Я говорю о той версии, которая официально есть в Пятигорске, где его завалили, и считается, что Мартынов правильно это сделал. Там, где его завалили. Никто плохого ничего об этом не говорит. Что касается в Чечне, когда появилась вот эта Марьям, которая разыскала, это была настолько бравада, потому что многие места, в которых Бейбулат Эмиев вообще не находился гипотетически, что он был, неизвестно было, от кого он произошел, там официальная автобиография написано, что его отец был шотландцем, польского происхождения шотландцем. Вот как о нем написано. И опять же,
Что касается момента, есть некоторые политические моменты, которые говорят, что он был остр на слово, что его Пушкина сослали на... Ну, во-первых, Пушкина сослали, это трудно сказать, потому что он был в Грузии, в самых таких теплых местах. Пушкин есть Пушкин. Пушкин не участвовал ни в одних карательных экспедициях, не воевал нигде. Лермонтов же указан, и что по локоть у него были багровые руки от крови, что он не мог спать. Я хочу, чтобы вы посмотрели, эти данные есть, что он не мог спать от того, что он увидел на Валерийском сражении. От этой крови, просто сама река стала багрово-красной, что там отрезали скальпы, что с чубами были чеченцы. Эти все моменты там указаны. И что он сам непосредственно, именно после этой экспедиции, что он перестал. Что касается остальных моментов, есть где говорится, что он там участвовал в нападении Казах-Кичу. Казах-Кичу называлось, кажется. На Сунже было такое село, точнее, во время было раньше инсунциация название. Что он участвовал в нападении, есть, что они нападали, что они отрезали головы, именно, нигде не говорится, потому что он великий русский поэт, писатель, кто напишет, Лермонтов стоял, отрубал головы и отдавал их за 10 рублей, никто не будет писать. И никто не будет писать, что Лермонтов участвовал в сжигании Дади Юрта и так далее. Ни Пушкина не будет, ни Толстой Юрта, ни Толстого не будет. Все-таки описание для того времени, чтобы у всех было понимание. Тот, кто хотел себя засветить и показать, то есть кто считал себя таким утцем, таким крутым перцем, он должен был пройти Кавказскую войну. Это было, если здесь выживали и возвращались, то они считались одними из самых бравых воинов. И всех, кого нужно было утилизировать, грубо говоря, отправляли сюда, на Кавказ. Война шла бесконечно. Я уже молчу во времена шейха Мансура, которому приписывают. Возьмем первого имама Кавказа, шейха Мансура. По официальным данным написано, что шейх Мансур убил 30 тысяч царских солдат, офицеров, генералов, всех вместе взятых. Говорится ли это о том, что шейх Мансур сам лично отрубал 30 тысячам людям головы или там ходил на них? Нет. Говорится, что из-за его деятельности, если человека, насчет Буданова, Тимур, насчет Буданова тоже никто не знал, что он творил, тоже никто не знал, он не был такой личностью, чтобы о нем говорить, о нем начали говорить и о нем, и обо всех этих преступниках, которые занимались зверством, набухавшись как свиньи, узнали только, когда этим заинтересовались тот же Баталов, Вахид, тот же Юсуп Тимирханов, Далдек Алвали, Далгазут, Обал, Дуэцун и другие остальные люди. До тех пор, пока не находишь, никто не бывает известным. А Лермонтов, когда уже приехал сюда, был известным человеком. И само собой, его четко описывают, что если бы это был не тот человек, чтобы его приукрасить или поднять ради красного словца, он участвовал в экспедициях, у него реально за ним есть кровь. И, к сожалению, да, Тимур, ты прав. Я нигде не могу тебе указать документально, где написано, что Лермонтов сам обезглавливал, допустим, женщин и детей. Такого материала ты не найдешь нигде. Даже отрубленные головы, как говорится, что какие-то солдаты, офицеры продавали голову, потому что на тот период это было нормально. Ну, нормально, как в понимании той или иной мере. Но чтобы закрыть это... Он эти уходники был, и уже 2 ордена имел. И Мишкба, и Поляч, и Ишбат, и Ждачухай. И его уже перевели, короче, он гвардеец был. И он как бы гвардеец императора был и служил уже в Зимнем дворце. И царь, там, хулях у меня, ему очередной орден давали. Вот, ты уже без 5 минут генералы туда-сюда. Ну, щи того, да, Йолцун, Кенти, там, туда-сюда. И в 5-м поколении, в Питере, в 5-м поколении. С 19 века. И цу хадю чё, хубью хумще.
يخوت وان بيناتار يغاست بوي شاد حدوش مدوي يتيمش مو بر Ваша, собор дел, 30 секунд, собор дел, айста дадите стол. Сосихар до Инстаграм, трафик даялся, хан дайошу. Уважаемые друзья, Телеграм что продолжите, YouTube что продолжите, Инстаграм что. Уважаемые друзья, огромная благодарность всем, кто был в эфире. Завтра мы очень... Заходите завтра в эфир, в Инстаграм. Завтра я подготовлю один материал, будет тоже интересно. Вы увидите, как некоторые нарнийских балаболов мы покажем во всей красе, как они обманывают, вводят людей в заблуждение. Опровергающий материал будет у нас завтра видео. И сейчас я как раз работаю над этим материалом. Я хотел сегодня показать, но не получается. Осталось 30 секунд. Инстаграм Чабочек Бас. Эфир дальше будет продолжаться в Телеграме и в Ютубе. Дал эту балу, связи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Итак, вот для всех там модерячи, там клейма ставить, любого возьми, хаюкой, да, мы можем пулю пускать, да, тут вайцабях, он бежишь, что Азбар, у них алчность вот это была, они дорвались, и на всем они деньги. А по поводу Лермонтова, официальный сон и биография, Хаильче, от Амя, Учлелуи. То он в госпитале лежал, лихорадкой был. Да, это указывается. Да, то он там в Грозном там тусил, дуй. И он же шнырь был, да, дуй, как большинство из них. Да, вот ты берешь любого из них, да, там зачитываешь, дуй, сколько их там положили, и кто из них там, ни одного, ну даже заметить, дуй, у них ни одного нету героя, который там отличился в каком плане, в положительном плане. По поводу Пушкина, Пушкин был разведчиком. Он был в департаменте, который приносил информацию. Пушкин. Ну и как бы это совсем там другая история, связана с Пушкиным. Он не был ни вояка, ничего. Он просто, он в Молдове. Да какой ты, Козел, да какой ты русский, Барк, Журкича, ты свое рыло видел, Эфиоп? Я Хиламайла, Эфиоп, да. Да, у него предки Эфиоп был, у него один из предков. Пушкин, Алексом, там, Модаряча, им-то Тигр, Пушкин, дуй, он там, да, на мойке жил, там вот это, то, что связано с историей. Дуй, там, это Пушкиным, Тигр, Лермонтов, а Лермонтов реально смешный был. Бях мобил, ну, еще тут один. Герменчук, это 30-е годы, там, Дада Юрт, это 20-е годы. Лермонтов ребенком был тогда, если и был вообще. Я не говорю, что он не говорил, что был, он говорил, например, такие экспедиции известные, как такие. Самые сильные карательные экспедиции назвал. Он карательные экспедиции называл, Айса. Он говорил, в таких карательных экспедициях, именно как Дади Юрт, Герменчук, Толстой Юрт. Предыстория Валерийского сражения, расскажи, ты же ее знаешь. Что было предвестником этой истории Валерийского сражения? Почему оно произошло именно на Валерийке? Карательные операции Ясери, Теркистер и Нохчи, Тябель, Галафеев, Ишбабеш, и Хавош, Я просто сейчас просто-напросто, пока вы рассказываете, когда мы общаемся, готовлю завтрашний материал. Хадича, Айса, если у тебя есть возможность, Хадича, ситуация, расскажи ты пока. Не обязательно, я уже графин химелахас уже камялдин, бадьякаласа, аж летишь и не все, что Айса, Толстого Вартяга, который вот на этот Толстоюрт они нападали, дой король, был казак Толстов, командовал этой операцией. В честь него и назвали Толстов Юрт. И только потом уже его, уже в советское время, переименовали в Толстой Юрт. А так, вот эти люди, которых вот этот Толстов... Тимур, а где ты взял, что Толстов это был терский казак? Да, это везде написано, у меня даже было это где-то. Официально везде пишется... Это официальная информация, и называется это официально, что до сих пор он писался Толстов Юрт, а только потом, когда переименовали В на И краткое поменяли, Толстой Юрт.
Да, ну вот А это... не командовал Сегодня этой операцией сейчас... Толстов, атаман какой-то казачий был. Нет, я тебе не об этом говорю. Он пушками начал стрелять по Толстоюрту, начали Реган, они по Толстоюрту он начал бить артиллерией. И тогда оттуда эти ушли. И они дошли до Валерика, до реки, и там их нагнали. Российские войска нагнали, и там случилось это сражение. Это полностью карательная, именно карательная операция. Генерал-лейтенант Голофеев руководил ею. Они вышли именно, и чеченские отряды, они начали сжигать села в мирный нахбош. Именно карательная операция. Он двинулся в Малую Чечню с целью наказать жителей за измену. То же самое я и говорю, они из пушек начали сжигать и бошваться. Вот, да. В этом отряде и был. Я занимался этими карательными движениями. Тимур, официальные данные. Названо Толстой юрт, названа в честь выдающего русского писателя, мыслителя Льва Николаевича Толстого. Никакого терского казака здесь нету. В каком официальная году? версия. Официальная версия. В каком году? Я тебе говорю, изначально, когда его назвали в честь Льва Николаевича Толстого. Везде написано это. Везде, в Википедии, в Викиликсе, Массуметя издон, язин. Можешь посмотреть и в других местах. Хорошо, Башлам, я завтра тебе в личку, что найду, скину по поводу Толстого. Он в войнах. До утра не спим, да? Хази, Хашуйсо. Чау, Тимур. Смотри, прежнее название до 1944 года старый юрт у него, а не Толстов юрт. Старый юрт его называли. До этого его называли Дойкер Ойл. А после, уже с 1944 по 1958 год его назвали в честь Льва Николаевича Толстого. Официальные данные вот такие. Никакого Толстого другого там нет и не упоминается. И еще один момент. Вот смотрите, Хажал, Тимур, вот сам Лермонтов, если ты читал «Валерик», ты прочитай внимательно. Это не стихотворение, это не поэма, это рассказ о той ситуации, которая была. Вот представь себе, что творили, что там творилось с вооруженными чеченцами. Какая там была рубка, какая там мясорубка, скажем, не рубка была. Вот, с боевым отрядом чеченским они как резались, как они убивали, да, а что с мирными жителями они там песни и пляски, что ли, устраивали. Они также молча их резали и убивали, и перерезали большую часть нашего народа вот за это время. Просто этому Лермонтову повезло, он уехал, вот. Но дальше не повезло, конечно. А потом еще 20 лет, 40-й год Ахилмадуе. Это в 40-м году это произошло. Да, после этого еще 19 лет война длилась. Еще 19 лет это все продолжалось. А до 40-го года Ермолвас, Мелилин, Галячел, Мехтях, Масейт, Юрт Махил. И Шалакмаин, и Шайл Юрт, Ягмаин. Нет, я тут, смотри, Саягина Эйлер, я не понял, вы мне что рассказываете. Не, Тимур, я сейчас хочу пояснить, я сейчас на стороне Тимура. Уничтожали, я хочу сказать в сторону Тимура. Тимур вообще не говорит, что этих сражений не было, что они сжигались. Вот Амацаба, он единственно сказал, что он бы хотел увидеть официальные данные, где написано, что именно Лермонтов участвовал в карательных экспедициях и сжигал, допустим, таких больших, как, допустим, Толстой юрт, Герменчук. Он как пример привел. И мы должны тоже понять, абсолютно верный и правильный вопрос. Есть ли у нас эти? Но Амат привел доказательства и зачитал, что он участвовал, что было названо и так далее. Так что с этим вопросом, если прямо принципиально, если он был Тенгинский полк, у меня здесь есть, я могу сейчас поднять Тенгинский полк, вы можете посмотреть, что они творили. А они, честно сказать,
Ну, башлан, цик худор, цик дизума, да, Тимуром еще интересоваться бешмо, да, цигал, это латриар, чуя, ума, да, это вопрос-ответ, и все, дискуссия называется, цигал. Ума, да, просто, пояснить, Исас, Мабох, цигал, приведите мне пример вот такого же карательного экспедиции Бара, пример Валерик, все, точка. Такая же карательная операция, в котором тот же вот этот Голофеев решил отличиться тем, что он знает, что имам Шамиль с большинством чеченских воинов ушел с Чечни, он решил покончить одним ударом с Чечней и отличиться перед начальством. Это накануне подхода именно, потому что новое начальство... Я вопрос задавал, я сказал про Валерик, мы знаем. Мейлер, Валерик, он что, кроме Валерика. Зачем опять этот Валерик опять потому что я только потом, я позже зашел, брат, я просто не услышал то, что я это говорил, может. Все, я, короче, закончил, это был... Ты не уходи, давай сейчас. Ты не я слушаю просто. Я понял. Не уходите, пока говорите, пока есть возможность. Я просто сейчас здесь по той же твоей передаче, у тебя в гостях то, что были, сейчас смотрю каталог башенных комплексов. Мне нужны конкретно... Ахмед, от Голофеева, с Бинболтом, регулярной армии маятся, Бинболтом, это ополченцы были. Это простые люди, дети. Наемники. Нет, это были мирные жители, можно сказать. Да, мирные жители, это не была регулярная армия, просто... Они защищали тех, кто убегал от них. От Голофеева же убегало огромное количество людей, которых они уничтожали по дороге. Башлам. Иса Гендергенойский Вацертига со своим отрядом. Где, в Валерике? Валерика, Вацареба, Ичкаринское сражение. Свои Мулатин-Тароевские и Иса, они были в Ичкаринском сражении. Они отличились в Ичкаринском сражении. В Валерикском нет. В Валерикском отличился, знаешь кто, Тимур? Са'дулла Вали. Са'дулла отличился. Но там Са'дулла тоже вот что он тебя, Са'дулла, чтобы было понятно. Умадуя Вали тебя, вот тоже. Эти ичкаринские сражения. Валерика. И не помню, не буду врать. Помню. Там говорится, знаешь, что в Валерикском сражении вышли именно те люди, которые были рядом, проживали, это это не было, как говорится, элитой имама Шамиля не было там. Это вышли местные жители воевать, именно из Валерики, из Диа-Сьях. Башлам, Хилития Цигар, может ошибаетесь, Хилития Иса Цигар, Томбеш, Иса Муса Гендергенойский. Я не знаю, возможно, если где-то у тебя есть упоминания о них, я не читал. Валерик я тоже не слышал. Я слышал ичкаринское сражение Халиха, Шуайб и Иса Гендергенойский, а вот Валерик не слышал. В Валерикском сражении надо просто-напросто, что если бы они участвовали, их имена должны были звучать, потому что это очень авторитетные наибы. Начальники, полководцы как бы. Шуайб вообще генералом был. Но Шуайб отправил свой отряд туда, это есть. Валерик. Нет, так-то они отправили все, когда узнали, и даже Ибах, вот Гайтинские сражения с Деникием Хилем, они отправляли Уайтарниша, Алганюф Мабанери, там, когда, как бывало в то время, Хокат, или с соседних сел стекались сразу. Там года они стекались, это в то время было обычной практикой. Ну и Валерик Лермонтов, что же это описывает с разных уголков Ичкерии, он говорит там. Да, спустились. Но он украшивает, знаешь как, он показывает, что оправдывает действия своих, так сказать, царской России, указывает, что это, то есть пришли с Ичкерии, указывают Мадойцу, что типа они воевали не против мирных, ему нужно это показать, что они воевали именно против отрядов Шамиля Гайти. На самом деле, первый, кто встретил их, это были местные жители. Конечно. На самом деле, это были местные жители. А потом, кто потянулся, это уже, они же говорят, с утра до ночи длится Динамобайца, за это время, кто был рядом. Но я скажу честно, даже маловероятно, с Ичкерии добраться до Валерика за это время, это очень сложно. Во-первых, не было никакой мобильной связи, и чтобы пока дойдет гонец
дойдет до Ичкеринских лесов, оттуда его, допустим, направит кто-либо. А вот что касается Тимур, то, что сказал Айса Гендергноевский, за какой сектор он отвечал. Вот здесь, конечно, вопрос очень сложноватый. Если он отвечал за западный сектор, он должен был, или его ребята должны были участвовать, ну, имеется в виду, кто отвечал за западный, Малую Чечню. За Малую Чечню в основном всегда отличались, Саадулла Гихинский отличался, Хамзат Нашхоевский отличался, те, которые были наибом имама Шамиля, Цуагу Бешбари. Это были в основном потомки Воккала и Ахмерза, то есть акинцы, которые проживали в этих селах. Они отвечали за этот сектор. Ну и ашхоевцы, само собой. Те, ну так, если я не ошибаюсь, там большинство полководцев уже с Шамилем покинули Чечню на тот момент. Ну да, вообще. Это год, напомни мне, скажи. 1840 это. Вы не забывайте, что это период, когда говорят о Шамиле и так далее и тому подобное. Шамиль пришел всего в 1939 году к нам. Шамиль только пришел. У Шамиля самого не было такой большой регулярной армии. И первые действия Шамиля были как раз таки не в Малой Чечне, а были против аварского, наделов аварцев. Первые нападения, все силы были стянуты к восточной части нашей Родины. То есть они были вне Чечни и нападали на Сюли, если сказать так понятно было. Тиги Аулабан Буш. Ну да, Дарса. Шо порубсаница. Хатар Дарса Ахмад. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Пасару нет вы все вандамы, на ингу, что я алцатес рейнс. Вот и имам Шамиль, ой. По происхождению, Милвари вообще, вот я не пойму, кто он по происхождению. Там только версии. Я читаю, я Лезгин. Ну только он андиец, вот я сама. Да, мусульмане говорят, что он лезгин. То аварец, он то лезгин. Да, только мы, кто андиец, вот войца, вашу. Короче, скажем так. Вот он говорит, что вот имам Шамиль Анди Варис, короче, андийцем он был, короче, тайца. Вот. Да, из Токума Чамалала, из Чамалини. Да. Анди, который Гимра. Кто-то говорит... Честно, у меня есть своя версия, может быть, Шукти Вари, Хаацу Милвари, Хайонца. Короче. Вроде бы отец русский, там, мать украинка, там, прабабушка, прадедушка, татары, немцы, короче, ну, сам еврей, да, походу, ну, грузины говорят, что он грузин. Да. Незаконно рожденные Батонашвили Убахцари. Да, они говорят, то есть там, честно сказать, в Дагестане очень сложно узнать, какой национальности был, потому что Чамалал Андей Шейвубах из-за авар Шейвубах из-за... Ну, наверное, аварцы считают его своим, потому что они андийцев называют аварцами. То есть Шейву Мубайца, Даниаловская, вот это. Да. Из-за этого, наверное, они так называют. Ни больше, ни меньше. Я хочу просто... Что андийцы записали в аварцы из-за этого. Да, Андуай. Арси же говорил, что он его родственник. Одно объявление хотел сделать, соответственно. Так, завтра, сегодня уже суббота, либо завтра, либо послезавтра на канале Новчи Фильмс Башлам, археолог Султан, ведущий Адам, подкаст Ари Ришон, он где-то почти 3 часа. Я смотрел, короче, нас монтажировалось там. В 2:40 он с лишним был, согласен. В общем, там поднимается много тем, башни, раскопки, нашли поселение целое, которому 2500 лет, как ведутся раскопки, именно наши родовые башни, чем они отличаются, какие бывают строения и так далее. И несущие последнее время, которые наши, так сказать, нелюбители, да, некоторые вот эти вопросы, которые поднимают, тоже там были обсуждены. Поэтому хотел вам сказать, что завтра или послезавтра, да, он выйдет. На каком канале? Новчи Фильмс, YouTube канал. Новчи Фильмс. А что, Мичаво, соцсетя, гундуваць. Их тоже. Я там скачал бы. Это Башлам вопрос. А я Башлам. А я помню, как ты к нему ехал на подкаст.
Как раз Нет, меня это могут другой, послушать. Воша, это другой подкаст. Это сейчас... А, у вас их несколько было, все. Конечно, несколько. Ты пробиваешь, правильно. Да, убила. Амад, переноси свою контору Шарашкину, давай Начик поближе к нему, чтобы он Да, смог к нам, присутствовать. короче. Все. Пошла. Прошу А. прощения, я чеченец малый, просто чеченский дипломат, коснем, короче, если Да, да. пытаться. Если захочешь рассказать в своем эфире про терских казаков, можешь его позвать. Все, проблем нет. А вот после этого на тебя просто ополчится вся Чечня, неважно. Как мне один, когда я про Амада Туринского сделал, Так. когда я про Амада Туринского сделал, этот, как документальный фильм, короче, сейчас, ну, варцу, гуной тейпу, короче, жвап дюр дуйга, цачо метро ерсон, короче, а казак, цундуата казак ла, короче, он жвап дил дизер дуэл. А при чем тут казак и гуной? А? А при чем тут Ну, казаки типа, и короче, из-за гуной? того, что я сказал, что тот дружил с... Это не то, что я сказал, это вся Чечня, интеллигенция, которая пишет историю, говорят. Известный факт, что он кунак с казаком был. Момент, я цыган. Вот этот момент, что, короче, там он девушку полюбил и так далее, больше момент. Или иду на лет. То есть я привел историю, то, что, короче, вот так пишет этот, Алделхан Хажаев также пишет больше. Хадис нас факт. И, короче, там я динался, гуну ощущал, типа, короче, Амад гунил уборчиво, цун халра. Амад гунил, Амад. Гуну, да, он был гуной, да, гуноец. Типа, цун халра тейпн, хала эрдуа, короче, охук жвак дюрду был. Ждать я шусы пока связи вела, он дигду так. Я еще раз повтори. В чем? Из-за того, что я сказал, что гуноевцы, когда сроднились с казаками, как ты можешь сказать, ногчи казак, что два-три лунба, вот все. Аз бахадура. Аз вот он, история, я один дуй, вот. Аз придумал, да? Не, Ахмад, я тебе еще похуже скажу. Возьми того же Шейхпурсо Котского, 500 казаков под ним было. И точку Ноев, нет, там дружили, это касается. слушайте, там дружили с казаками. Во-первых, эта дружба началась не здесь, не у нас, а все это началось еще за Тереком. Гуноевцы частично ушли, там остались 10-15%, и некоторые варандоевцы остались. Но когда вот пошли карательные экспедиции за наши затеречные земли, то есть левобережье Терека, вот в этот момент многие ушли за Терек. А вот те, которые остались, сказали, мы здесь жили, будем жить, и латни швойду, Аллахабахтина, они сжигали, хоть убивали царя Тес, Гергалу датес, и Гергалу дамултеса. Царя Тера зудбеша, мари далош, оуши кунакиш бой, арстон свой бой, болшиш датеса, отбитен бой. Здесь никакого оскорбления гуноевцам нет. И если они хотят что сказать, во-первых, почему, я поясню. ДНК Гуной и ДНК терских казаков. Гуной — это чистокровные ногчи. И никакого отношения к терским казакам. А вот эти сплетни, то, что там говорят, из-за того, что теперь Зудиалин Эл, если так судить, ну, у нас дышни, допустим, женились на грузинской княгине, и что? И что после этого сейчас нужно говорить, дышни — это грузины, что ли? Хабардаризм, люди, которые не знают истории, будут вечно... И налогит, я. Да. Ну, а Ирвай, Айса Пчуави, хорошо, мы бой, Тамар, Аялина, нет, Чугулки, Хаусин, Даусин. Так что сейчас... Айса, и Тамарин Хошел Илдардацер Барасам, и гунтели нерас, Хаштос, и гунтели нас, дела. Солеха Шамаси, Али, и Сандалхом Эша, я шамел, это самое... Но самое главное... Эрло битлама, дуем. Хазим, Эрло Аша, и Динчка на луч волок сама себя. Я-то думал, что изначально это выдумка Машмаварисой, Айса. Ну, Эльдар Паяца, Сиги Воган, и Сун, и доказательства, и Керинчхена. Просто-напросто, вроде бы здоровый, это Эльпад, Халавал Сували, изначально можно, конечно, было снизу снять, но я же не поверю, пока сам не увижу.
Я поднялся на эту гору, Эль-Паяцер, Цюнбау-Йочи. И Тамара Эль-Язини, Умехтик Дацер, и Эль-Паяцер. Ist iqachos buh halawel. Мара шайк хада хат халawel ласо халкача. Таязин идуаш карин спот съемки шадик да динас хадистин. Оказывается, Михаил Лобадзе, вот этот профессор, доктор исторических, филологических наук, профессор Ошука, он же поставил датировку вот эту Асатарулит Аязин Мае и Тамара. Сути Аязин Баунт Аязин, честь нее и Яню Тамара. Ну, подтвердится, да, около подсказал, около 10 век, 10-12 век, он датировку хватит. Ну, вообще 12 век считается, и время золотая эпоха, когда правила Тамара. Шамяндик, сходиться, да, что, айдел, да, хазбаз, бантируева, нет, тихо, хая, лена, грузинские царицы, волки, аздаусин, ну, что, ман, рубать, ирбош. Это то, что Тамара, это один вопрос. Просто я... Один вопрос. Да. У меня другой вопрос касательно всей Чечни, особенно горной Чечни, да. То есть, Тамара это историческая личность, конечно, и касательно, то есть, такой момент, да, в гости приехала, уехала или пригласили ее без ее желания. То есть это я даже не смею говорить об этом, чтобы не набросились все там с обвинениями всякими, знаешь. Но есть другой момент. Смотри, Башлам, примерно Боас, вот это как пример, да, как образец, без разницы, вот то, что, скажем, в твоем тейпе, да, то есть какие-то ремесла или знания, если они были, они, значит, были и у моего тейпа, и у другого, потому что нас слишком мало, чтобы это, знаешь, чтобы это как-то оградить себя от остальных чеченцев. То есть, если у одного есть, значит, это было и у окружающего, да? Пример, я тебе вот я какой пример хочу привести. Вот ты когда по Аргуну ехал из Итом-Кайлер, ты встречаешь, въезжаешь, после сега таможенной, там направо уходишь на Никорой, а прямо идет в Грузию. И вот там стояло 3 боевых башни, там стояло. Да, Хасун. Да, вот их они разрушены. И вот там это самое. Так, от Баунашах еще в 60-е, в 70-е годы это зафиксировано, что там были выбиты на камне древнегреческие письмена, то есть слова, алфавит. Вот, то есть самому этому строению получается где-то, это 13 век, где-то 800 с лишним лет, да, к примеру. То есть я что хочу понять, я не утверждаю, просто я это самое мысли вслух, да, как так сказать, то получается, что вот эта вот местность, Иру-Чияс, южнее границы, там Мелхи справа, там Эхи, Кей, Хилди, Хархой, они же не могли эти знания там по воздуху попасть, значит, они каким-то образом эти знания пришли, если мы владели этим алфавитом, значит, окружающие тоже имели эту и письменность, и знания. То есть в горах в то время, то есть не древний греческий язык получается, это не сегодняшний, скажем, не ближайшие 500 лет или 1000 лет, это же древняя история, древняя Греция, это же намного глубоко уходит. Получается, вот эти знания языков или определенные контакты у нас, получается, были, по крайней мере, в горной Чечне. Я вот так вот это вижу примерно. И грех шбуй, ходит разом, грех кук, дыши дуй, он скупал золото, и там когда дыши докчиш. И он занимался золотом. И грех к этому шло вешек, лоба. А вот давно это было, это такая, да, больше, может, легенда, это может быть, может и нет, да. И, короче, его решили ограбить. Ограбить, вина и грек. Да, дышится Карина, не нашли золото. И много, я знаю, людей, которые с металлоискателями там это золото
искали, но его до сих пор не нашли. Что версикал? И там греки были именно и тонкая, и сигар. И именно вот золотом это было связано. И вот Джим Уоркман, я еще пацан был, да. Ну, это вот как то же самое с Руном Сэндалом. Я могу сказать, высказать свое мнение. Если бы у нас было бы вот это в нашей местности добыча золота в старые времена, оно бы было бы известно в нашем, там, в быту оно бы присутствовало. Оно присутствовало. Айса, оно присутствовало. Я даже знаю, как вот это все Сумбакан Шбацлой будет даже объяснять. И там момент, Айса, особо ты да он. Например, Санагу стол и, например, Гюрджимахка, Дешидок шоуны. У них целая шахта в 30 километров от Тбилиси. На другой стороне Дешидок, что целая деревня есть. Просто. Не, я хочу, Да, ладух. Два слова я скажу, а потом я по теме хотел сказать. Деши в геологии, оно присутствует везде, где-то больше, где-то меньше, оно присутствует, то есть где-то в промышленном масштабе, где-то там можно намыть. И в старые времена везде крупные города, они становились там, где мыли золото, то есть у рек, у местности, где золото можно было добывать. Поэтому, может быть, есть, но как в других странах, вот это вот золотой масштабах, да, у нас не было, на бытовом уровне где-то кто-то для себя мог там намыть. А так, чтобы торговать этим или нет, я не знаю, Аллах алям. Я хочу сказать о другом. Если этот грек был, то скажем, сегодняшние, скажем, 500 лет, 1000 лет назад вел письменность, это не древнегреческая письменность. То есть корни уходят еще глубже, еще дальше. Если греческая письменность, которая использовалась в древности, дошла до нас, да, то есть у нас какие-то контакты были, и мы, как нас хотели представить дикарями, не совсем уже дикарями были в свое время. Насчет этого. Башлам, Сахамад Дерсахиб, им же и 2500 лет шел, и раскопка, и галанчажах Карин Юи. Да, вот смотри, это самое. Я что хочу сказать. Вот и Азбейцин был, и Некбас, и имам Шамиль Билан был Нек. Скорее всего, эта дорога, она может быть, это мое предположение, я не знаю, может быть, если там были строения такой глубокой древности, значит, какое-то сообщение в графах было, и это выложена дорога по старой дороге, которая была еще в древности. И привлеки внимание, спаси эту дорогу, Башлам. Я постараюсь. Он из Галанчожи, эта дорога пришла сюда, вот, к Черным горам. Я смотрю. Рукотворная тропа выложена из камня, это ролик мой, возможно. Имам Шамили, нек бубош, бокачна, дюч, и нек дау, бурилант, и хакачос, хабалин бубар, и нек. Но, скорее всего, они ее проложили, может быть, не проложили, а отремонтировали или привели ее в рабочее состояние. Древняя дорога, скорее всего. Тракторы уже кусок, говорят, испортили. А там могут ее и вообще испортить. Эта дорога может пропасть. А общественные организации, Эльдир и это самое. И мы его на международный уровень должны поднять эту дорогу на уровне вот римских дорог Богштал, Хумадар, Дюч. То есть вот такое вот примерно отношение к этой дороге. Понятно. И насчет греческой письменов я скажу. Легенды легендами, но не забывайте очень важный момент. Каким образом у нас могли оказаться греческая письмена и древнегрузинская Асав Тамурули? Само собой, Грузия представляется Древней Грецией, вы знаете, да, что об этом есть у нас легенды, и точно так же есть легенды о том, что не то, что в Итумкалинске, вплоть до Шатойского района
есть легенды, что в этой воде и золотой руной, золотой песок, но письмена появились не таким образом. По мне, письмена появились, потому что Великий Шелковый путь подразумевает под собой определенные границы, которые проходили здесь, и проходили различные народы, и арабы, и все остальные. И если остается что-то из письменных источников, да, это не говорит, что здесь жили греки. Почему? Потому что если бы жили греки и оставили потомков своих, они бы в любом случае сегодня с нашими-то возможностями ДНК-проект сразу бы показал. Поэтому надписи, которые мы находили, и находили 17 века, некоторые даже армянские надписи, это не говорит о том, что здесь раньше жили армяне. Это говорит только о том, что мы использовали и греческую, и грузинскую вязь. И здесь, и, кстати, Арсаватамруля — это одна из самых древних письмен Грузии, их всего 4. Что касается добывали, что были места, золото, да, золото добывали, муквай, порох добывали, шарвай, соль добывали. У нас многие какие природные ресурсы. Сегодня современными геологами, может, вы не знаете, но эту тему вот по легендам этим начали поднимать наши бизнесмены с Тумкали и Шатоя. Они начали проверять и сказали, что затраты, которые будут для добычи меди, бронзы и золота, они слишком высоки тем мизерам, которые есть у нас. Это невыгодно, экономически невыгодно этим заниматься. А Адитери проект забросили его, потому что экономически то, что найдет, и те затраты, когда их будут искать, бурить и так далее, они будут слишком высоки, и цунахпайт бать, а насчет легенд остальных, вы уже должны знать, что мы очень сильно любим свои вещи приукрашивать, не только мы, да и все кавказские народы в том числе. Так что нужно с этими рассказами очень осторожнее быть. Почему? Если нету подтверждений, масалла, я вам поясню сейчас. Когда мы говорим о тех сегодня, которые найдены в Галанчурском районе, археологических раскопках, это впервые найдены вот эти захоронения в таком формате, в котором 2000, не 500, а 2600 лет. То есть это 5-6 века до нашей эры. Понимаете? Вот в чем фишка. Впервые найдено целое, там, грубо говоря, маленькое поселение под землей. Это для начала. Эти районы и сами наши археологи, у нас их всего лишь 2, Азамат и Султан, и весь Галанчурский район, и в том числе и Тумкалинский район, просто усыпаны вот этими различными захоронениями под землей. Это раз. Во-вторых, я же вам говорил, кажется, в эфире говорил, что одних объектов культурного наследия в Тумкалинском районе 456. Это зафиксированных, которые раскопали, которые знают. Забух больше. 456. Это один Тумкалинский район, не считая Галанчурского района. Сколько их будет в Галанчурском районе? Аллаху алям. Да, конечно же, это не все так просто. Нам еще долго работать. Нам бы, конечно, воспитать целую плеяду археологов. Почему? Потому что еще хабалу бьешь, они работают с нами. Они но это все не так просто. Отправить лист в Москву, получить разрешение, потом где-то. Это аварийные раскопки в основном. Сейчас в этом Галанчурский район это один из районов, который восстанавливают. То есть там сейчас начнут строить дома. А при строительстве домов, вы должны понимать, нужно копать землю, или рано или поздно, допустим, Газпром обеспечивает полностью раскопки, если они проводят линию. А линии проводятся в дальней части нашего Галанчурского района. Если по пути или они, или энергетики натыкаются на что-либо подобное, там должны проработать археологи. Сюда самое интересное еще впереди, но высказывание о том, что у нас там были какие-то другие. До сих пор есть предание о том, что Тевтонский орден, который пришел к нам, найдены камни с этой лилией, которая присуща только Тевтонскому ордену. Вы знаете, кто такие тевтонцы, да? Не мне рассказывают, которые сбежали из Франции, когда была инквизиция против них.
и со своим золотом, с тем они, говорят, пришли на Кавказские горы. Тамплиеры, наверное, Да, тамплиеры. Да, тамплиеры, храмовники, тамплиеры, называйте как хотите, не суть. Вот, они взяли, говорят, что они привезли огромное количество с собой различных золотых изделий и так далее и тому подобное. Но что произошло с этими людьми, когда они начали заигрывать с нашими женщинами, они построили храм, место, где находился этот храм и гору, все знают, кто был в Галанчевском районе. Получилось так, что когда они начали заигрывать с женщинами, вести себя непристойно, акинцы, терлоевцы, там есть, перечисляются, да, и там Беркбечи, Тирва, Швейцария, ну, в основном те именитые воины, которые были, они их полностью вырезали, говорят, полностью, и все, что у них было, само собой, где-то, где неизвестно, вот как говорил Войвоша, брат наш питерский, поэтому очень многие люди до сих пор ходят с вот этими пикалками, ищут по всем горам, где же можно наткнуться на эти различного рода золотые запасы этих Тевтонского ордена, где можно найти вот этих различных, так сказать, захоронений, но это очень сложно. Который лазит по всем пещерам, какие бы глубокие они ни были, человек легший, дахующий, сахующий. Так что жду, нам еще многое впереди. Главное, конечно, иногда некоторые мифы подтверждаются, иногда нет. Если есть конкретное описание, но у нас мало мест, регион Башьёвка, Маяти, мало мест, чтобы неизвестный его, в советское время особенно очень сильно занимались раскопками советские ученые, они не только и зоологи здесь были, и все, кто занимается цветами, как это, флора, фауна занимается, название, если они искали. Поэтому будем смотреть, будем искать, будем надеяться на то, что все больше и больше наши археологи откроют новые и новые, как говорится, интересные захоронения. Башлам, «Золотое руно» Дагмайова, мультфильм. Да. А вот помнишь, там такой интересный момент, вот я это вот когда повзрослел, уже начал по-другому к этому мультфильму. Это все-таки же рассказ, да, который был. И вот ну, да. Ты помнишь, там рассказывают, как он посадил зубы дракона, да, то есть пахал землю, посадил зубы дракона, и из этой земли стали вырастать воины. То есть, если по-другому посмотреть, то есть это описание, что эта земля рождает воинов, да, не ремесленников. И чтобы победить их, камень раздора он кидает в них. Тулумбах, кич-аур, тулумбах, лурбах. То есть это описание не просто, то есть миф, не просто рассказ. Айса, хабир бичит эхайна хухауи? Во. Все, понял. Итхабет юқи отсберг бичиу уахтиню игал нашяс иқогал яс кирдбаунш олуш. И интересно, это интересная история, что он сигарна. Мне нужно было, знаешь что, мне нужно было мне нужно было знать конкретно, кому они принадлежали, то есть фамилиям каким. Почему? Потому что наши нарнейские ученые утверждают, что только они знают по фамилиям. От Тирой, Баулой бу, Никархой бу, Киберш бу, а иметик и берг бичи и кирд баунаш тига айнуи, и шамель меттига ши дюзел бацан дайса елцерц ирешах тилланью. То есть название Тирлоевских мест это место, это имена его сыновей, которые он. Я насколько знаю, Гинзберг бичи кирды бауншу, элдею, в дальнейшем Ронатан некий, Ронатан некий, еще. Да, стогюдерс некий, ду бас хойду, кирд баунш лячил меттик бас холцунах.
и басхой, то басхой до. Вот. И Кирт А Бауниш, Гонатан это не ваши, да? это нет. И непосредственно Кирт Бауниши дейт ходу. Мы наследники, хозяева, гюдерзнейкин, и А их кто тхамехлиги. строил, эти Кирдой башни? Вот этот Берг-Бичи, Берг-Бичер, я Алязин. могу Берг-Бичи, рассказать, да. как он их построил. Я, если хотите, Гонат вахтис. вац басхой, Берг-Бичер, ен Бауниш. حديثة شو родословно юка первый хавок баксагуй. Берг-Бичер, Берг-Бичи ما بعرف Берг-Бичи Алязин يوقع. Здесь тоже он указывает. Архитектура Куральник Азал юкшон Моя юка Зиндукан. хатчур. Hauslers Oqa Moja Zindukietos, Hauslers. Архитектурный комплекс 15 километров юго-запада от района центра Ятумкали, реки Адун. Укрепления Кирды были построены аланским феодалом Берг-Бичи, который после разгрома Алании равнины Чечни пришел с остатком своей дружины в горы. Он попытался подчинить себе живущие тут вольное общество и вступил в конфликт с другим аланским феодалом Эльды. Конфликт закончился победой объединенного войска вольных общества. То есть, получается, Эльдпану победитель на Бацу. Но построил их, написано здесь, непосредственно Берг-Бичи. И что куда язык. Цунар лец Берг-Бичерах лец из кинешки яинса девиши вау. Он эту книгу нашел, он ее читал, он ее изучал. И, короче говоря, потерял он эту книгу. И в этой книге... Сейчас вот книга видел? Не видел. И вот это старая была книга, и он Название говорит... и то, и другой. Книги именно. Я не знаю названий, Берг-Бичер и Аланский, и царство Юхшхайна, он, говорят, был визирем, в этой книге указывалось, он был визирем в этом царстве из от сон пачацани и казна, и Келлер был от Кирбауна Щелчек, Халабан Сига, Сойценкиш, а тот дальше ушел, короче говоря. Ну, не факт. Это Кирбауна Щелец. Название. Олшон. Азал освободил. Хавчу Хазлой. Милвариза Айса Амгушуйсо. Так, Сардила, ха? Гушу. Гушуй Тимур Амгой. Сардила, кызмыш. Гохонг. Еришун. Кинч Гошун. Аслам, читай. Да. Название. Сборник сведений от Ирой Мавки, часть первая. Дуки Рамзан Сиазинер. Шат Иру Чухтердуиза. Здесь от Ирой Мавки сборник Юг. Окаха. Шамелдиша. Происхождение самоназвания Тейпат Ирод Эрлай. Происхождение самоназвания Ирод Эрлай. Сведения от эрлоевцев Кирт Бауниш, Берг-Бичи. Прямо здесь есть, я могу вам, хотите, здесь все описано о них. Кирт Бауниш, карта Дилиндол. Здесь сведения от эрлоев Кирт Бауниш, Берг-Бичи. Сиромофимович от Чечена, Ингушетии. В полдень мы прибыли к местечку Кирды, Баунишка. Сентябрь 1929 год. Кирды, Бауниш, острый мыс, образовавший при впадении речки Терлай-Ах и Аргун. Мыс этот подобный ладони, ребро высоко метров 1,5 в длину мыс и так далее и тому подобное. Потом Кирт Бауниш описывает Аргунское ущелье, Щербаков описывает 1913 год. То есть здесь все средневековые монументальные культуры. Чего интересно, видишь, у нас Кинч Ирвашин, особенно рекомендую Дуки Рамзан Сиазинишин Шалхайт Варишин. Очень хорошая книга. Здесь только на исторических сведениях. Не рассказы, не легенды, а именно конкретно раскопки, фотографии башен и так далее и тому подобное. Здесь все это есть в этой книге. Она только что вышла, так сказать, одним из первых, кто приобрел ее. Это ваш, как говорится, брат. Хадица Шкуда. Бизнес пошла, бизнес интересно.
В общем, حديث وما حديث صنع вудыш хелкет эрвел, да, щитоба эт. Куда-то, говорят, он ушел в поход, и, в общем, фусам нан бира хилкон. Так, шин дауд шана, шин وعوه شين قابح كان شون بيز قالور بوشا العوان كان يو العوان ديك خنيا الخل وعبن خلقون يو حوو شانا بحكش لي بجنش يستخش شي دشي ديتي دعشتنا وش خل يوختون دو حل تعوقسق وان خل قابح إيش ده حلقة إشتغل خبرشت قبهون وعبنا هون قبل بيشرال حبيز يشوفهم كان حقيس دشي دون دتي دون لي مهون الشوقسة قال خبر شا وقوش يتحياس شي قايو سين قبع وتيه إقا بيزر شين إيش تو إيش قبع وقت نباح كير باون. Легенда, да? Да, такая легенда есть. Я от соседних тейпов это услышал, не от своих, а от соседних. Иштины Бог. Интересная легенда, очень интересная. Так, потомки Гуан, это позже расселились в других частях. Гуан это Бао Майокам. Это тоже Терлоевский Умяцун. Потомки Гуаната расселились в других частях селения. Комплекс представляет собой руины средневековых трехжилых башен, 3 голубые мечи и так далее и тому подобное. Это у нас идет Терлоевское ущелье, боевая башня номер 3, спускавшаяся к реке, размеры и так далее и тому подобное. Потомки. Арюмяцун, Харша, Ара, боевая башня номер 3, Терлоевском ущелье, Арязинюр, Расуная тряха, вон бауш, надо зафиксировать. Завтра я вам их зачитаю пофамильно, чтобы было понятно. Просто наши ингушские, там не только он, там и наш Артемушка тоже сказал, что никто, оказывается. И Никерой Бешбацер, теперь фамилии, что в Союзе, Айса. Что вспомните, я имел, что здесь на Никероевской башне. Никероевский Багаря пошла. Никерхой Банши. Вот а что спорно это? Но там Никеров был Духмабай, а надо указать именно какой фамилии относится. Никерхой, Башлам Полнкой, был Никерхой. Полнкоеву, ассаламу алейкум. Но Полонкоеву это только одна фамилия. Это ингуши. Так, Никерхой, Ларш, будешь, Никерхой, будешь. Будешь, Никерхой, будешь, но... Иш сабр иш Полонкой, иш Никерхой, Хабыл будешь. Почему они тогда Полонкоевцами называются? Полонкой тейп мадуи? Нет, это Никерхой, Алган царя. А Полонкой будешь. Эрлой душеш боцер. Иса чашт эрлой ду боцер. Никерой душеш, сигар душеш бо. Но Олцарь, вы должны понять, здесь один комплекс, Никерхой будет, с Никерхой, 10-20 фамилий Хилтарло. Это зависит, кто оттуда вышел. Ишмобайцу, эти башни называют... Дударовар Бугалгай, Никерхой, Хабыл. Вот, Сундер Мобайс, и поэтому мне нужно именно вот что написано зафиксировать. Там просто написано Никерхоевский. Допустим, Аусалов Каха, Гонат Баншу, конкретно, Гонат Отигаха Ашварел. Вот, Сундер Каха, вот. Хажу, Азла. Öşni Banşeri, Üşyonuş, İsa. Öşni Баншери, царь Гонат военю Элдотига, Гонат Варал. Öşniевские башни были построены зодчим Гонатом, Гонат военю Элду, Öşni Банша. Вот эти Öşни Шюкаха, Гонату, Ишин Ханарха, фамилии сразу моей,
верхний банчук. А мне нужно конкретно указать. У нас-то другая система. В Ингушетии по фамильному бахцу, но она одно забыла указать, что фамилия происходит только с 19 века. У нас они де-факто не могут быть фамильными. Но если она Илла Белоход, чтобы указать мы можем. У нас не было. У нас Церцани Халеш, Бергбечи Церах, Гона Церах, Эльпа Церах, Ишти Уайбанш. А у этих идут фамилии. А фамилии сформировались только в 19 веке. Это автоматически показывает, что те башни 19 века никаким образом не могут обсуждать или говорить о древности с теми башнями, которые названы, извини меня. Тайпи фамилия Алдиск, Тайпи фамилия Алдиск. Проблему Юхан, Тимур. Ой, это Тайпа Нюклера. Хайола 10, 15, 20 фамилий. Ой, Кам Докма, это никак в Ингушетии. Да. И его проблема. Вот башня, вот реально, это, например, Дишни Махка Тусхара, Исанил, Осколк, сейчас башни. Я вот сейчас как раз об этом думал. Я перечислял фамилии, которые этой башни, если будут предъявлять, там будет целый телефонный справочник. А эти нас упрекают, типа, мы, говорят, настолько крутые, древние, что мы можем назвать свои фамильные башни Бахца. А вот чеченцы не могут, она не понимает, что вот этот родовой общинный строй мы давно уже перешагнули, ушли далеко вперед. У нас да нет, фамилии нам меняли. У нас насильно меняли. У нас башни перестали строить в 16-17 веке, а в Ингушетии они только начали появляться в этом. Понимаешь? Почему у нашей семьи уже третья фамилия. Уже у нашей семьи. Да, имеется с 19 века. Темери по башням и фамилиям. Опасный темер. Я вам поясню, почему. Тускарар Бауниша, Дишни Юхат Масайна. Хай? Да. Вот. Но если сегодня, допустим, я скажу, что Тускарар Бауниш Дишни Ю, а Дишни фамилия, допустим, Асламбекова был. Олкас. Другие дышни сразу ополчат, скажут, соборы, наус, и упомяну, Асламбек. Где скажут? Когда-то. Это вообще просто там такой скандал будет. Я вот поэтому же я говорю, указывать. Я тебе даже больше скажу, с Бахкани Шпац у нас идет такой, как бы, да, я душун, а башни Шакат, Эрлош, восстановить, вот, дует, Архилла, Явука, Иштина, Азва Хаусиш Бас, уж восстановить-то, я говорю, восстановить, я Халдат Бас, ну и башни восстановить, Айдат Бас. Их надо, они вот обнесенные, да, надо просто копию построить, потому что, я говорю, вот этот амфитеатр Флавии уже не восстановили. Смотри, почему? Я поясню тебе. Да. Там другая ситуация, Ваша, поясню тебе. Там закон, нарушение закона. Да, нельзя. На старых башнях тебе и не дадут восстановить. Единственное, что сейчас делают все тайпы, они сейчас дано указание, тот, кто является коренным, то есть хаху шедишный мерк бомабай, дишный шешей мяздик один первый. Следующее, они должны сейчас восстановить башню. Выберут любое место, не на старых, там где есть, а любое место и должны построить башню. Абсолютно правильно. Да, ишь тебе хлещаться, потому что на старых тебе никто не позволит. Это нельзя. Да, Мухас там, да. Только культурно ел баншу еще восстановить Муин, Хаскалинский, частично моей реконструкции. Это только частично, их только государство имеет право. А то, что восстанавливают тайпы, это башни, которые шейлатантях, по аналогу бывшей своей башни, а стандартные башни это чисто чеченские, пятиэтажные, 25 метров под старым технологиям. Если делают копии, то делают обычно на первом этаже вход. Настоящие башни, никогда боевые башни не строили, на первом этаже не может быть двери. Дверь должна быть обязательно на втором этаже. Они этими отличаются. У Асфа Баунтевоносов первый этаж даю. Наши тоже не додумались, не спросили, посчитали себя умными, взяли, сделали башню. Да, красиво, да, стандарт, да, все, но дверь на первом этаже. Это уже дает понять, что это не реконструкция древних башенных комплексов. И ситуацию на старых никто не позволит.
Башлам, по поводу тейпа, вот ты спрашивал, их где-то около 10 фамилий среди ингушей. Никархуа, Хабыл, да, с Никархуа, Абыл. Их около, среди ингушей где-то около 5000 человек. Абдулла, а разве Паланкой Юлой Бац и как раз и Бауншко Да. Вот я тебе расскажу, что там случилось. От Халзаман Чуах, от Никархуачу, Евлоевер, Сагелин. Я веллах, я винях, и шивак волош, и Йисен, Цуялинел, и Евлоев, Сагюй, и шивак, эс, шидец, и Йох, окон, окшин бири, нен хуаш, меттегел, царн, и бах. Вот меттег, цар, пелинг, юматсон, и меттег, цар, пелинг, да, цар, тигах, и Баунашин. Они там построили, в общем, и Кто построил? Евлоеву построили? Или... Нет, вот эти два сына построили. Вот эти вот... Чайнуан, хочется, они построили. Они построили, да, они, помогали, Аш Махалииш, Гергал Махалииш, это самое. Иш Хала Ина, Иш Тигр Хабо Шбу и Полонко тейп дуй, Алаш Никархуа Хабыл. Это от них идет. Понял. А у Евлоевых не было своих башен, что ли? Зачем они сейчас? Нет, у Евлоевых были свои башни, все было, но эти, видно, построили там башни. Я не знаю, может быть... Другое место, Ния, там может где-то Евлои поселение, но при этом Узы для Хатхуян, что это момент Да, они... то есть два места. Абдулла, я правильно понял? Они захотели сразу два места, правильно? Захотели, я не знаю, чему тиги, Ния, само тиги Евлой бяха именно, а вот этот там они как-то точно момент. Да. Ния, может тиги, бяха основной. Вероятно, они там сказали, и мы тут тоже жили, что Зерцик, видео, Инстаграм, там, в Ютубе много очень на эту тему информации. Короче говоря, они там построили башни. Видно, в те времена это нужно было для обороны, для чего, я не знаю. Короче говоря, место земля Евлоевских. А это Ешибирш Хилла, они царах Полонкой тейп держан галаш юкан, хабы меттиг Никархуай буцер. Они Никархуевцы, короче говоря, Ирой бокаш, Иру махкар хабы. Цути гуал ца до дел вауши бабеш ца хамхил дуксига, от Евлоевери, от Полонкоевери. Да, с той стороны, Чина, Вина, Цадюхар, Евлоевер, Вауши, Летта, Иштига, Дайсай, Тюрца, Вина, Югука, Дадика, Хакарах, Вина. Так там было такое, что то ли Евлоеву, то ли Полонкоеву царь бытовку, там, Хавид, Сагламас, где, там, шашлык, где, что, Хатсун, что, там что-то построили, там кто-то, то ли Полонкоеву, то ли Евлоеву. Евлоеву, хабя, царь построить, а царь, построить, конечно, снесли, короче, типа, что-то вопрос, черцарцич. Да, адих, сейчас Агвивин, Аула, помогите. Я слышал по-другому, что-то в этом, сеть, интернет цана камелдеш вауши цадыр дасер эле шуюй каюй бош да цути ол доуделиш и зулум хлак асан. Это после этого, Абдулла снес Бог, они там вот это вагончик хватали, я тебе Бог спорили. Я помню, я опубликовал, что есть данные, есть официальные данные, где написано, что Полонкой являются чеченцами. И, короче, со мной связываются... Из Ироя Махка, а не выход... Да, но это и есть Ироя Букуш, потому что Ироя Гойбельшайна, Сотигуан Чайм Паланкой, Тигбяхкир, это еще было 2000, лет 4 или 5 тому назад, Ироя Гулуши Гюкайкнесу. И там были, они приехали, печаток, серебряный печаток, дождь, тут я и цель.
ингушский гербэш. Но там они нигде не говорили, что они ингуши, войцаду туда-сюда, войцана радуду, алкамел, динат, ирвай махкер, дабанириш. И я потом как раз нашел документ, где написано, что Тирвай Буалиш Паланкоева. Я его опубликовал. И табью хит энею, что Паланкоева чуяла была. Я абсурд полный, бью уездюш, хамеш, я здесь была. Да я кех, чили, уняды, короче. Сейчас хар дед душа, хар дед. Так има дед душа. Вала таумири, я царал болтун, олма ерелба. Очень классный документ, да. И вроде бы сцены глухой, Паланкоева, Тирвай сцены ногчи будет. Там нету ничего оскорбительного. И вы не поверите, заходит его Тимур Алязин, говорит, Эла Ваша, саламу алейкум, Ахалдаса, и после Айохар Яри Абасю. Я бы даже не про башни написал. Улыбающая вир, Вахкар Хилеша, ну, Анчира Яри Хинси. Тем подняться до еду, короче. Но он, видать, переживал, что может увидеть какие-то его и придавить им, сказать, что ногчиду вообще, что схулила дать, и ходу, а дальше и тем подняться до целенчик, если я правильно понял. А что, хаз уяз 200 хлей, дела, я хребас, сам проблем, я с вас только очень странно бас. Вроде бы совольчего, бьюхит цени муат бьючего, не бас, а в жизни я хряцели, но это бьехар дичет ахшанюк, до чаур, до бага, остая хребас, лишь туда летел после пост. Хотя после этого еще десятки людей другие сделали посты. Ситуация яркцегаеги. от тама дарса юх от никархуа хабел юх от в Милшбурж. Кабардин шукаса эзербу вах эш. Ну, они уже кабардинские. Они тоже говорят, около 1000 человек говорят, и среди кабардинцев живут. А я 2 года назад со видео полнокой никархой удат хадянды, по чеченскому телевидению даже показывали, что бяхка тычи згаля. Жарко, что это совочка как раз бяхкин имя таких, они приезжали туда. Да. Дить нирксон, мух, полонкой мух, был буэл, как они вышли из Никархуэля. Вот мне... Дикигнах быцар, короче, дикигнах быц полонкой, действительно, они очень такие, оли правильные кигнах быцаних, что действительно, холи-то, духкигнах-то вообще не вей, дикигнах бычо, что дикигнах бы. Ну, куза балдик дей, сам да, сад дуаш, шажговый дуцейлисар, балдик дейш. Не знаю, как они там говорят, но здесь они точно не говорили ничего. А же вока меци баую. Это Итумкалинский низовый Гешичу, Шундей, село Шундей. Да, я зеню, боевая башня меци бау. Некрополь каменных гробниц. Меци бау, хальчо мецхелах, цубауинц эйг. Или Меци, это не название, а Меци Бауала. Ага, Меци Вацари, хани говорят, за Верусу Мокас тоже. Река Гешичу. Меци Бауёзи Шунцана, и Тумкалинский район, низове реки Гешичу, Шундей. Шунда. Шунаца Ёзмятсун. Але имел дух бань шугаю шунокте, просто-напросто уже к Эдвеласу. 6 ساعت خاني وصلت يعني مش عليه الشر баниш. Хотя я нашел уже 6-7, хватит уже. Это кан точно эфир даю, сейчас общаюсь, да, если я ценно боевое действие, что я говорю. Итак, вежри. Так, шукы хаттер, да, цавой тани, да, двязит, твой кан эфир хлешу. Вы уже делал сад, да? Шумасан дерес, бюз дал декалил. Да, могешь машли, да, вакан овки, традут, ажим разоблачение у меня, варианты или Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам, да, ликна год. Амин. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.